работу нашей демонстрационной площадки, которая носит название «Цифровое образование». У нас запланировано много разнообразных выступлений. Гости к нам приглашены из различных организаций. И сейчас мы приглашаем на связь Александра Владимировича Скворцова, заместителя директора автономного учреждения «Информика». Александр Владимирович, вы нас слышите? Добрый день, коллеги. Добрый день. Пожалуйста, вам слово. Если у вас есть возможность продемонстрировать свою презентацию, то лучше сделать это со своего компьютера. Понял. Коллеги, подскажите, пожалуйста, презентацию как мне вышло? Сейчас. Нет? Вот здесь внизу плюсик, там где значки у нас, где выключить трубка плюсик, и здесь есть демонстрация экрана. Я понял. В таком режиме. Хорошо, я услышу. Договорились. Напоминаю о регламенте выступлений. 15 минут у нас у каждого спикера есть, поэтому постарайтесь уложиться. Я понял. Уважаемые коллеги, видно? Да, презентацию Машу видел. Коллеги, тогда позвольте начну быстро и вкратце. Позволю сначала рассказать об информике и какие в этом и в прошлом году были сделаны нововведения. Хотел бы озвучить свое выступление по поводу распоряжения Министерства Минэкономразвития на 14 апреля номер 26 АУ. Это методические рекомендации по внедрению проектного управления в области исполнительной власти. Коллеги, обязательно ознакомьтесь с ним, потому что с учетом, вот мы уже 2 года формируем свою проектную деятельность на основании этих методических рекомендаций, на 20% уменьшились сроки реализации проектов, повысилась прозрачность и контролируемость сроков реализации проекта. Экономия бюджетов на 15%, повышение исполнительной деятельности, что нам, как с вами, как и исполнителям, как и руководителям, в том числе, необходимо. Исполнительная деятельность на 20% и улучшение показателей, ну, для вас, естественно, как субъекта в целом, так и для нас, как института, это повышение спиральных рейтингов на 10%. Это общий такой ликбез. Хотел бы рассказать, естественно, про российскую электронную школу. У каждого это все по дистанционному электронному обучению. Ну, нормативную базу проекта я предлагаю пропустить, коллеги, я презентацию скину, потом посмотрите. Но все-таки поручение президента – это создание открытого информационно-образовательного портала, коллеги. То есть нет формирования, да, там электронной школы сразу, а именно портал. Естественно, в рамках этого поручения была создана ведомственная программа на 3 года, утверждена она Минэкономразвития, здесь Минфином, Минюстом и Министерством, по-моему, ну, Минобром, естественно, да, и Минсвязи. По-моему, да, по-моему, так. Не буду врать, конечно, коллеги. Давайте, проект «Российская электронная школа». Значит, что он дает? Это для одаренных детей, обучающихся на дому, семейное образование, наши соотечественники за рубежом, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Что за 3 года, как видите внизу, в 2016 году нужно было сделать 3120 единиц интерактивных образовательных элементов. Уроков из них было 1100, по-моему, там 1100 с лишним. Дальше увидим. В этом году, в 17-м, 4200 и в 18-м 4680. То есть охватить полностью программу с 1 по 11 класс. Дальше. Закон об образовании говорит, что под электронным обучением делит 2 сферы. Электронное и дистанционное. Электронное обучение – это содержащаяся организация образовательной деятельности, содержащаяся с применением базок данных, информации, а также ее обработку и взаимодействие обучающихся педагогических работников. По дистанционному образованию это технологии как раз обучения с применением информационно-телекоммуникационных сетей, опосредованно на расстоянии. Так вот, российская электронная школа – это некая общая среда, которая позволяет как использовать как электронное образование, так и дистанционное. Это на самом деле инновационный продукт, который сейчас на рынке, но у него аналогов нет. Далее, коллеги. Сравнительный анализ.
хочу сразу слить два проекта. Это современная цифровая образовательная среда, в котором Республика Коми также подавала участие, но это больше относится к высшему образованию. И РЭШ. Проекты, РЭШ 3-летний, современная образовательная среда 5-летний проект. Что планировалось? Понятно, в РЭШ это создание завершенного курса уроков, да, а вот в современной образовательной среды это к 2018 году, да, как вы видите, это дать непрерывное образование для категорий граждан, в том числе, естественно, записать онлайн-курсы. Далее, мероприятия. В РЭШ это создание электронной среды, на которой я уже обратил внимание, разработка дидактических и методических ресурсов и нормативное сопровождение, что есть электронная школа. А на Подстоке немножко другое. Это создание информационного ресурса по принципу единого окна. Естественно, РЭШ там будет, но это будет ссылка, это будет взаимодействие. То есть современная цифровая образовательная среда это проект немножко повыше, но все-таки был создан для высшего образования. Потом принятие нормативных актов, и за что я благодарен этому проекту, под РЭШ только будет еще, но коллеги уже под образование создали нормативную базу. Можете ознакомиться потом, что есть интерактив, что такое дистанционное образование, как обеспечивать взаимодействие обучающегося педагога с учетом курсов, созданных под высшее образование. Конечно, мы возьмем ряд критериев от них, да, мы разовьемся, но сейчас это только есть под высшее образование. Далее, показатели. Как вы видите, доля школ в 2018 году в РЭШ 15%, доля педработников 18%, и доля обучающихся с индивидуальными потребностями и возможностями до 20%. А в цифрово-образовательной среде, если посмотреть, да, 140 обучающихся тысяч к 2017 году и 1 500 000 резко, да, возрастает к 2018. А обучающихся, заметьте, несмотря что проект был по общему образованию, общих образовательных организаций, да, то есть проект по вышке, а все равно школы есть. 6 миллионов учащихся общеобразовательных организаций в 2025 году, 50 тысяч в 2017, и 600 тысяч в 2018. Далее, коллеги. Итоги реализации поручений по РЭШу. В 2016 году 32 рабочих программы, это 5-6 часть 7 класса, 1211 уроков, 12 тысяч уникальных тренажеров, апробация была 46 субъектов, 1735 организаций. Всего прошло участников апробации 115 тысяч человек, почти 116, да, 58 тысяч учеников, 37 тысяч родителей и 15 тысяч зрителей. Самое приятное, на самом деле, для меня, на самом деле, для министерства, это что 73% участников планируют использовать в дальнейшем не только для ведения своей образовательной деятельности, но и как дополнительный материал для, так сказать, повышения качества и квалификации дополнительного образования. Чего задача, что стоит 17 год? 7, 8, 9 класс записать 1768 уроков. В этом году будет сделано. Разработка базы данных с интерактивными материалами, создание инфраструктуры для реализации, разработка нормативных правовых актов, регулирующий процесс в условиях российской электронной школы. Что есть школа, что такое дистанционная школа, как в нее, так сказать, поступить и прочее. На 2017 год какие модули? Прежде всего, модуль, который не был нигде и который просит от нас министерство и очень понравился Ольге Юрьевне. Это конструктор урока, конструктор сценариев. То есть педагог может благодаря имеющимся материалам, чистому контенту, урок, видео, картинкам, материалам, тестам, тренажерам создать непосредственно свой урок на основании существующих ресурсов. Далее это управление образовательным процессом, ведение портфолио, это все уже, в принципе, в рамках следующего программы описано, но это будет в этом году. Далее, коллеги. Структура урока. Все мы здесь, я очень рад, что являемся, да, относимся к образованию, стандартная модель обучения, только просто перегнать дистанционный вид. Мотивационный модуль. Это что мы знаем, учим, сможем, то есть мотивация обучающихся. Модуль объясняющий, в котором будет либо видеоурок, либо сложный интерактив, интерактивная модель. Естественно, дополнительная вариативная часть. Модуль тренировочный, это тесты, тренажеры. И модуль контрольный, это уже измерительные материалы для, так сказать, формирования дневника. То есть это система оценивания. И модуль дополнительные справочные материалы, тезаурус, различные дополнительные
как спецэффекты, так и атомарный контент, в том числе это план конспектов, картинки, все, что необходимо, связано с уроком. В том числе Ольга Юрьевна попросила связаться с Минкультом на предмет использования дополнительных материалов. Это различные фильмы, записанные концерты, записанные обучающие материалы, которые в Минкультуре существуют, для реализации их в электронной школе. Коллеги, стандартные технологии, с вашего позволения, пропущу. Скажу, что Перепап 3.0 это формат, который используется. Он открытый, он бесплатный. Это некий контейнер, который можно существующий урок, если педагог его создаст, записать на флешку в этом формате. По себе суть это контейнер, обычный архив, но по определенным критериям сделанный. И там передать через водителя или там через коллег в труднодоступные школы, где нет интернета, где коллеги могут его открыть у себя через обычный архиватор, встроенный уже в любой Windows, и уже он везде есть. Ну, вот обычно имитация zip-файла, да, zip-архив. И у себя проиграть этот созданный уже в электронном виде урок. Стандартные технологии по тестовым тренажерам это MES PTI, это консорциум, который унифицирует, как нужно в электронном виде формировать вопросы и ответы. Ну, это свободная лицензия, самое главное, невозможно соблюдать ответ, да, и описание любого тестового задания на определенном уже структурированном языке. Коллеги, самая интересная табличка. Сейчас я, секунду, наверное, ее переведу, что у меня есть переведенная в русский язык, я ее переводил, она мне очень понравилась, хотел бы вам ее показать. На самом деле очень актуально. Посмотрите, пожалуйста, эволюция образования. Есть градация, да, на года. Было раньше электронное смешанное, сейчас управление способностей, цифровое образование, куда мы стремимся. Посмотрите в цифровом образовании, что нас ждет. Атомарные материалы, видео в реальном времени, подключение свободных видеоконференциям. То есть контент, который существует уже сейчас в субъектах, он должен, естественно, быть атомарный, поделен на элементарные сущности, который каждый учащийся может использовать в своем обучении. То есть думать частицами. Далее, философия, это целевое мышление, опыт обучения, а по обучающемуся, это все типы обучающихся везде и всегда, уже нет деления, там, ОВЗ, там, инвалид или какой-то. Контент подстраивается под обучающегося. Ну и система, если мы сейчас все говорим про LMS, да, Learning, да, Management System, то есть система обучения, ну там с задачниками, с установкой ответов, с дневниками, журналами, то LMS в будущем, которая должна быть, к чему мы стремимся, это кросс-платформенная среда, то есть сам урок и является себе LMS. То есть вы прошли это на телефоне, на компьютере, и ваши данные, информация о прохождении вашего курса записывается в сам урок. При подключении к интернету он идет в некую единую интегрирующую базу данных. Но однако, если посмотреть сейчас развитие, это на самом деле методика европейская. Мы сейчас, Российская Федерация, находится на моменте 2008 года. У нас что, формат представления? Образовательная траектория, да? Мы все о ней говорим, система контингент, к ней шли, да? Но однако это уже, коллеги, устарело. Философия, смешанное обучение, социальное обучение, обучаем все контрольные точки мы друг другу ставим, профессиональные занятия, их развиваем. Ну и LMS, в LMS как в контингенте учитываем творческие способности, вместо того, чтобы агрегировать ее уже в сам состав электронного образовательного ресурса. Это очень такой, ну прямо наглядный. Мы отстаем. Мы сейчас отстаем, и есть возможность, на самом деле, благодаря вам, благодаря требованиям Федерации, это все дело изменять. Коллеги, интерактивность для видеоуроков, что больше хотелось бы видеть, что просто быстро пробегусь. Сценарий обучения внутри урока, как я уже сказал. Метапредметные связи обязательно должны быть. Рассказываем про историю. Плавно может обучающий перейти и смотреть корабли, про что-нибудь другое. То есть метапредметная непосредственная связь. Ссылки на доп-материалы и оглавление для видео, как вот, чтобы можно было между проскакивать те моменты, которые обучающимся нужны. Интерактивные подсказки. Ссылки на временные метки. Если я плохо прошел историю про Петра Первого, то мне автоматически должна выскочить ссылка, что пройди, пожалуйста, этот материал, видеоматериал, посмотри, про него рассказывается здесь, и здесь, и здесь. То есть перелинковка всех, внутри всех интерактивных упражнений. Ссылки друг на друга. Ссылки на доп-материалы, это то, что говорит сейчас Ольга Юрьевна Васильева. Чем больше доп-материалов, тем больше интереса обучающегося. Ну и поиск сетевого преподавателя, это в этом году модель.
будет такая, что любой обучающийся в РЭШе может подать заявку на обучение. И это развитие как раз дистанционных центров в субъектах на дистанционное обучение посредством сетевого педагога. Коллеги, формирование базы данных РЭШ, быстрый взгляд. Посмотрите, есть региональная экспертиза, федеральная и Минобр России. Региональная экспертиза – это контент, который разработается учителями, разрабатывается вашими подчиненными, где-то в случае вами, который уходит на регион. В регионе региональный ресурсный центр, это его развитие как раз будет в рамках РЭШа, проверяет на предмет наличия запрещенных каких-то аспектов этого урока и либо оставляет внутри себя региона как доп. Материал, либо подает заявку на федеральную экспертизу. И если будет федеральный урок в РЭШе, любой, опять же, давайте по истории, то если педагог сделал, и он прошел федеральную экспертизу, региональную федеральную, то этот урок станет доп. Материалом к федеральному уроку. То есть федеральный урок он будет как де-факто один, а все остальное будет наполняться за счет региональных ресурсных центров. Коллеги, самое интересное, что понравилось Васильевой. Конструктор урока. Непосредственно, то есть возможность создавать, педагогам создавать из библиотечных справок, из видео, из иллюстраций, которые уже сейчас есть в РЭШе. Это, так сказать, атомарный контент. Создавать непосредственно благодаря конструктору свой урок. Либо брать урок федеральный, его чуть-чуть корректировать и использовать в своих целях. Дополнять его практикой, тренажерами, хрестоматиями. Это очень здорово. Что это позволит? Это веб-приложение, интегрированное в портале РЭШ. Использовать сценарий урока, создавать уроки уже по формату федеральному, как я уже сказал, 4 модуля и 5 дополнительный, развить сеть региональных центров, региональную базу электронных ресурсов, которая уже по новому формату будет доступна и вам. То есть из вашего формата вы можете сейчас формировать региональную базу данных. Выгрузить ресурс, куда вы хотите, поставить его на электронную доску, на компьютер, на планшет, куда угодно. Формат HTML, это веб. Он на любом, не надо ставить никакого дополнительного модуля. На любом планшете, даже если он старый, видео, понятно, там это просто объем. А тесты-тренажеры, это в принципе технология HTML, она не требует серьезных мощностей к самому планшету и к ресурсу школьника, который он принес с собой. Это дополнительное наполнение. Самое главное, кстати, хотел сказать, уважаемые коллеги, извините, прошу прощения, уберу. Это в протоколе уже есть у Ольги, извините, пожалуйста, у Снегин Татьяны Юрьевны, что дополнительное наполнение материалов за счет участников региональных конкурсов «Учитель года». То есть лучший учитель года будет сейчас продумано в 2018 году при формировании заявки. Он также записывает типовой урок для РЭШа и по концепции РЭШа. То есть он озвучит этот конкретный материал. И даже если педагог не прошел, то его материал, который будет опробирован, действительно, это авторская методика, он будет в РЭШе как доп. Материал. Это здорово, это наполнение контента с лучшими, даже с номинантами конкурса «Лучший учитель года». Далее, коллеги, быстро пробегусь. Нейронные сети обучения, что мы планируем? В РЭШе планируем подключить нейронную сеть, она уже сейчас обучается. Это распознавание речи, анализ результатов, корректировка сложности. То есть сеть обучается от элементов, как проходит обучение непосредственно сам школьник. Далее, методика, процесс обучения сети, он довольно прост. Мы в любом случае должны выбрать эталонный пример, мы выбираем самые лучшие модели, мы выбираем правильно отвеченные тесты-тренажеры, применяем сеть, обучаем ее. Естественно, есть корректирование входных данных. Если момент совпадает, мы считаем, что по данному момент взаимодействия правильно отвеченного материала школьникам совпадает с элементом правильности и обученности сети, то мы считаем, что сеть обучена, и данный элемент закрываем. То есть, если школьник правильно по каким-то критериям, естественно, не один, а там огромная масса, то мы считаем, что это элемент правильный, и сеть одновременно и обучается, и получает правильные характеристики. Вот как раз это анализ поведения обучающего, что я сейчас говорю. Различные взаимосвязанные параметры, которые даже сейчас уже есть в ваших субъектах. Электронный журнал, дневники. Вы, на самом деле, коллеги, обладаете огромной массой для обучения нейросети. Прямо огромнейшей. Социальные сети, ладно, соу-соу. Сервисы электронных олимпиад, пожалуйста, они у вас есть. Вы можете также по конкретному обучающимся, даже привязка к конкретному
школьнику, ну и электронные библиотеки. На основании них выставляются закономерности, применяется нейросеть и позволяет строить индивидуальную программу обучения, формировать дополнительные материалы. Это очень интересная и огромная структурированная сеть. Далее, коллеги. С проблемой это то, что, конечно, размер базы данных с примером вектор, он для нас, для федерации, он ограничен. Для вас он практически прям вот бесконечен. Но чем больше примеров, тем меньше становится величина ошибок. Но самое главное, что при наличии огромной базы точность результатов не будет абсолютной. И необходимо формировать единые общегосударственные алгоритмы вот этих нивелирований неоднозначных в образовательном процессе, то есть для обучения сети. Big Data. Ну, это понятно, большой данных. Хотел у Андрея Ремовича здесь процитировать, да, что большие данные займут в жизни людей примерно ту же роль, что играет электроэнергия. Поможет, прежде всего, это улучшить педагогический дизайн, именно и электронный педагогический дизайн. Там, где ученик заснул от скуки, систему лучше переделать. Это тоже такие интересные слова. Ну и поведение системы. То есть нейросети, бигдата, они между собой связаны. Ну, как вы видите, объем рынка, ну, тут, конечно, в миллиардах долларов, но он растет очень быстро. Мы объединяем лучшие дата-центры. Это и в регионах нужно объединять, да, потому что чем больше данных, тем больше дата-центров. То есть либо нужно брать best practice, лучшие практики. Потом платформа должна снимать с ученика данные, как он занимается. Чем больше входных параметров, тем больше, естественно, набор. Ну и фиксируем, где ученику, благодаря Big Data, где ученик ошибается, конкретный детальный портрет, и на основании этого выставляем. Мировой опыт, коллеги, все понятно. Это самое лучшее, что сейчас есть. Не буду останавливаться. Примирение РЭШ. Вот, Big Data модель работает для прогнозирования в будущем, как раз с помощью нейросетей, что я вам говорил, и анализа настоящего. То есть, чем больше входных данных, мы уже решаем две проблемы. Мы закладываем на будущее, в том числе и не только по обучению, но и по техническому оснащению. Сколько будет обучающих, сколько видео, куда нужно, сколько он смотрит, как он зависим. Ну и анализ текущего, да, интересно ли сейчас ученику смотреть онлайн-курс. То есть, выполнит, не выполнит. Это действительно очень интересно. В федеральных мониторингах мы уже перешли в электронные очереди, если тогда говорить про общее образование, то, по крайней мере, у нас сейчас мы анализируем данные с 2014 года, и для министерства можно построить любой анализ, как эти данные использовались, сколько детей было, в том числе построить прогноз по строительству детских садов. Ну, по школам, к сожалению, в этом году не занимаемся, надеюсь, в следующем будем. Коллеги, прокторинг. Тоже интересный момент, это как, и в том числе в РЭШе предстоит такой момент, но это уже 18-й год, как убедиться, что обучает, это именно конкретный обучающийся, тот самый, не его там знакомый, не его родитель, проходит за него тестирование, да, или какое-то оценивание. То есть взгляд, мы сейчас разработали протоколы, которые позволяют использовать веб-камеру, ну простую веб-камеру, взгляд обучающийся на экране следит, ну конечно, да, не может конкурировать с гигантами, но все же, коллеги, мы развиваемся. Потом на рабочем столе изменяется активное окно, пропадает из поля видимости там, или заменен другим человеком, в кадре находится посторонний, и все это будет через API сделано, да, к любой LMS можно будет РЭШ, потом впоследствии будет такая команда подключить и использовать наши же алгоритмы. Блокчейн. Ну это вообще, конечно, сейчас расскажу быстро. В общем, технология блокчейн позволяет сейчас нам, да, использовать авторство, диссертационная научная деятельность, хранение сертификатов позволяет избегать перехода, подтверждение подлинности, это мониторинговые исследования, мы с вами чем занимаемся, валидация образовательных данных, подтверждение прав, юридически значимые события, то есть использование технологий, да, как умных сертификатов, умных контрактов и распределенной базы данных в образовании очень важно. Проектов с привлечением предпринимательских творческих способностей. То есть блокчейн – это возможность создавать проектные деятельность для школьников. То есть подтверждение, поддержка фондов, организация конкурсов, грантов, противоречивость результатов, возможность ответить, кто какую часть проекта, а проектные действия очень сложно, потому что когда работает больше одного человека, да, два и больше, то кто что делал, очень сложно доказать, что впоследствии будет очень важно. Ну, далее, коллеги, виртуальный помощник, тоже заострю внимание. Это мы сейчас пользуемся смартфонами, используем технологии, да, чат-бот. То есть написать заявление любое прямо в мессенджере, как мы переписываемся друг с другом каждый день, и получить моментальный ответ, не заходя в саму систему. То есть, к примеру, да, в РЭШе, дай мне расписание, да, естественно, номер привязан,
к конкретному обучающемуся, либо это родитель, ученик, и система сразу же направляет ответ, запрашиваем, это родитель, да, либо сам ученик, в формате чата. Это очень удобно. Мы начинаем переходить в реал-тайм взаимодействие, моментально. Дай расписание, ответь. А дай мне за 17 число. Мы не спрашиваем уже слово расписание, мы говорим, что за 17 число дай. И система моментально отображает результат. Мы не ищем никуда. Дизайн это одно, а вот взаимодействие это уже гораздо быстрее и эффективнее. Естественно, факторы отсутствуют, минимальной задержки, облачные технологии используем в регионах, это естественно и на федерации идет развитие. Легко масштабируемое решение, вы используете существующие ресурсы. Telegram, WhatsApp, Viber, все, что вы хотите. Хотите, напишите свои. Ну и кроссплатформенность и мобильность прямо на ходу. Коллеги, осталось последние 2 слайда, прошу такого быстрого внимания. Я много посмотрел разных европейских опытов и выявил основных, извините, здесь у меня это поехали цифры, но 5 основных моментов. Это что должно быть контентом для в рамках цифровой среды. Это тваримость, структурированный контент, верхнеуровневые мотивирующие определения, практичный состав данных. Видите, пожалуйста, определение. Валидаты, есть исследование Сбербанка России, Германа Грефа, называется новый валидат. Оно говорит о том, что сейчас обучающийся тратит на ознакомление с материалом интересным и интересным 45 секунд. Если мы с вами немножко из другого, да, и другой как бы такой возрастной группы, мы все устойчивые, усидчивые, мы готовы заниматься, мы готовы смотреть, то сейчас современный школьник где-то 45 секунд, мы его не мотивировали, он уходит, он не вернется больше к этому контенту. И самое плохое, сформируется проблематика, что этот контент ему не нравится на сознательном уровне. Поэтому структурировать просто верхнеуровневые такие буллеты, что нужно учить, зачем, как. Дальше конкретика. Конкретика материала по существующим требованиям. Я беру пример, изучаю, не знаю, историю, именно мне нужен конкретно Петр I. Значит, дайте мне, пожалуйста, конкретно про Петра I. Мне нужны именно самые там находки. Далее, непрерывность, но это из года в год, это модель. Личная непрерывность образования, это спокойно глубинных ссылок на дополнительные материалы. То есть, ну мы же с вами сидим, читаем Википедию, мы начинаем читать про образование, а заканчиваем какой-нибудь путевой тур уже в 3 часа ночи, коллеги. Вот это интересно, нас захватывает, потому что мы читаем и углубляемся. И вот использование в материале, глубинных сторонних материалов, ну естественно, не в рамках 20 можно в глубину, но хотя бы 3-4 глубинные ссылки с погружением нужно использовать. Поведенческая модель. Использование материалов на основе поведенческих и практических практик, ну, практических интерактивных элементов. То есть на основании того, как ребенок занимается, какие у него есть аспекты, под него подстраивается материал. Сейчас, к примеру, в Рэше сделано, что если я, ну, к примеру, если я неправильно ответил на вопрос, ну просто неправильно, да, то если я попадаю на дату G-тест, у меня сбрасывается результат. Я не вижу, что я не угадал. И самое интересное, перемешиваются ответы. И это можно сделать прямо без учета интернета. Лишь только потому, что у меня мотивация, где я не угадал. Мне будет интересна мотивация, чтобы я прочитал дополнительно по этому материалу. А вот если я угадал правильно, если я ответил правильно, то тогда этот ответ сохраняется, потому что это некая мотивация, стимул. Молодец, молодец ребенок, ты правильно, ну там обучаешься, ты правильно ответил на материал, еще раз посмотри, что было правильно. Это вот как раз поведенческие модели. Ну и саморегулируемость, это не должно быть четко привязано к этому, мы можем с вами уже делать сейчас, четко привязано к временным промежуткам, и я занимаюсь, когда хочу. То есть я обеспечу себе обучение, где я хочу, когда хочу, в любой точке, в любом времени. Ну и по системам, к чему нужно ориентироваться, это такая модель, она общая немножко, но она требует непосредственно внимания в чем? Библиотека материалов – это последний тренд, это важно. Уникальный и самое главное, коллеги, с полными правами валидный контент. Но заметьте, давайте так, если у вас есть электронный учебник, да, ну любого издательства не буду конкретизировать, имеете ли у вас возможность права на него использовать его в своих проектах? Потому что обычно те, кто создают учебник, да, авторы, они передают права на картинки, на текст только издательству, они не передают текст третьим лицам. Следовательно, на уровне учебника все и заканчивается. Но, следовательно, вы не можете использовать этот учебник в других проектах, вы не можете использовать его публично.
либо обращаться именно к автору этого, не к издательству, а к автору этого контента. То же самое связано и с материалами. Далее, собственная разработка. Это конструктор. Вы можете создать свой ресурс из этой базы. Все, что хотите. Хотите, вот как у меня презентация сейчас на 30 слайдов, я вас немножко утомил. Хотите сделать ее на 3 слайда? Вопрос, кто ее говорит. Опять же, вопрос к учителю. Ну, далее, это желаемый опыт и желание обучающихся для использования этого. Это какая-то мотивационная модель техническая должна быть заложена в проекте. Может быть, система подбадривания, может быть, система оценивания, все что угодно. И все стоит, естественно, на потребности непосредственно самой образовательной организации, что ей нужно. А уже сервисы, отчетность, мы к этому слову мы привыкли, она у нас уже немножко подташнила, управление и самое, наверное, главное, это компания. Сформировать именно курс обучающихся в зависимости от его потребностей. То есть не весь урок учить, не весь курс учить там, истории, там, математики, а выбрать определенные моменты, которые обучающийся может пройти самостоятельно. Это формирование собственного расписания, да, как и учеником, так обучающимся, так и, естественно, его законным представителем. То есть вот эта вот среда, именно философия, она связана именно, непосредственно ложится на техническое сейчас представление любой модели. Коллеги, ну у меня все. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь. Александр Владимирович, мы тоже благодарим вас за представленную вами очень интересную, актуальную информацию. В нашей аудитории присутствуют студенты, будущие педагоги, присутствуют педагоги, работающие в образовательных организациях, присутствуют специалисты, эксперты в области электронного образования. И, мне кажется, я озвучу сейчас вот 2 самых главных вопроса, которые волнуют всю аудиторию наверняка. Это вопрос, когда мы все это сможем увидеть, когда мы все это сможем применить на практике. И второй вопрос, наверное, сколько стоит. Да? Будет ли это бесплатно для образовательных организаций, для учителей? Спасибо, прежде всего, да, коллеги, что собрались. Очень приятно прямо поговорить, ну, точнее, то, что вы рассказали, кто в аудитории присутствует. Это очень интересно, потому что, да, присутствуют люди, кто этим занимается. По поводу, когда мы сможем посмотреть. К сожалению, коллеги, ну вот, честно вам скажу, есть ряд, ну, вот я вам буду говорить прямо, наверное, искренне, постараюсь там немножко, да, и себя безопасить. Есть момент политический, да, он политизирован. Конечно, Российская электронная школа – это проект, который 3-летний, как я уже сказал, 3 года. Поэтому за этот момент, за 3 года мы должны сделать непосредственно очень важный набор элементов, и мы не можем ее сейчас опубликовать, не имея под собой какой-то, ну, как сказать, уже окончательного набора ресурсов. Мы можем сделать тестовый пилот, да, по моменту там 7, 8, 9 класса, что мы сделали, но однако публиковать ее сейчас, но когда она в стадии только апробации, она проходит такую техническую, да, величину, как бы, проходит через себя, и также методическую, конечно, мы можем стать очень много негатива. Поэтому момент, когда она будет открыта официально, конечно, это 2019 год. Сейчас это будет только точечно по субъектам. Ну и самое главное, на ваш вопрос, обязательно бесплатно. Не должно быть каких-то платных моментов. Это будет бесплатно непосредственно для вас, для всех. Спасибо. Виктория Александровна Быстрова хочет задать вам вопрос. Нет, я не хочу задать вопрос, я хочу воспользоваться своим правом, да, и все-таки сказать приветственное слово участникам этой площадки. Я специально задержала его и немножко поменяла формат программы, потому что хотела сказать приветственное слово и вам, Александр. Мы очень благодарны всем участникам площадки и Александру Скворцову. На самом деле тема эта очень востребована, и она не то что даже только интересна, она очень актуальна для нашей республики. Наша республика, вы знаете, очень уникальна по территориальной расположенности. Наши образовательные организации, например, не так, как, наверное, в средней полосе, расположены на десятки километров друг от друга. Они не всегда имеют качественный доступ к сети интернет. Не всегда педагоги наши имеют возможность выезжать на обучение, чтобы получить не только дистанционно, но и личное участие, то есть очное обучение, где бы то ни было. Поэтому те уникальные особенности республики, которые вот я только что перечислила, и еще за кадром остались некоторые из них, они все, конечно, говорят нам о том, что такой ресурс, как Российская электронная школа, в нашей республике очень востребован. И особенно очень нам необходим тот функционал, когда, как вы сказали, Александр, мы можем создать контейнер и увести в любую образовательную организацию для того, чтобы можно было этот контейнер
как простой архив открыть и воспользоваться ресурсом, который нам этот продукт предоставляет. Поэтому очень важный проект федеральный. Мы рассчитываем, что Республика Коми войдет в число участников, которым хотя бы в рамках режима апробации будет предоставлена возможность использовать этот контент. Александр, спасибо вам огромное за выступление. Мы всегда рады сотрудничать с вами, и мы не прощаемся до сегодня. Да, благодарю. Я на самом деле тоже хотел бы сказать слова благодарности. На самом деле, коллеги, ну, ни разу не повелось, что смогу приехать, да, в силу, естественно, там, сейчас подготовка к празднику идет, да, как в котором количестве, естественно, с наступающим вас хотел бы и поздравить. Но на самом деле проблематика лежит в двух моментах. Вы правы, Виктория, это прежде всего доступность школы, доступность школ к качественному контенту, к хорошему. Конечно же, учитель нарисовать картинку там, опять же, да, вот, видите, меня вот так вот, как я из Петербурга, Петра Первого, но это не его, как бы, учитель должен преподавать, нести в массы, это самая, я считаю, лучшая профессия. Но именно заниматься созданием именно контента, моделированием его в конструкции, это да, как правильно обеспечить процесс, но именно создать его, конечно, не его. Поэтому качество контента и его доступность для сельских территорий, это самая сейчас главная задача. РЭШ позволит его решить. Поэтому если я буду вас рад видеть в этом проекте, если вы сможете свои какие-то, вот, собрать на сегодняшнем, да, семинаре по улучшению, по взаимодействию с РЭШем, по взаимодействию непосредственно даже с федеральными органами власти с точки зрения формирования контента, я буду за эти вопросы и за эти моменты вам очень благодарен. И хочу сказать еще раз огромное спасибо, что подождали. Очень вас уважаю, эта аудитория всегда, вот, каждый год выступаю, мне очень трепетно и очень важна. Коллеги, спасибо вам большое за ваше участие, за ваше понимание. Благодарю вас. Спасибо, но боюсь, к вам есть еще вопросы. Даже не боюсь, очень рада. Конечно. Александр, можно вопрос? А смотреть туда или туда? Без разницы, да? Вот это, да? Конов Андрей Борисович, заместитель директора Центра развития образования. Скажите, пожалуйста, Александр, система, конечно, очень интересная, большая, крупная, большой объем работы вы ведете. Если все получится, мне кажется, это будет очень здорово и всем очень поможет. Но вопрос такой. Скажите, пожалуйста, рассматривали ли вы риски образовательных конфликтов вашей системы? Простой пример приведу, один из элементов. Да? Учитель на уроке ставит ученику, условно говоря, 3, а в системе РЭШ ученик постоянно получает 4. И вот этот вот образовательный конфликт возникает, что учитель ему поставит, условно говоря, хочет в полугодовое ставить, допустим, 3, да? А ученик родитель говорит, а вот посмотрите, как мы замечательно, здорово, самостоятельно занимаемся в системе РЭШ. Вот различные, это один пример, различные такие образовательные конфликты вы анализировали? Анализировали, да, и скажу даже больше. Смотрите, вы сейчас проводите модель, когда обучающийся, он как и занимается, да, в настоящей, да, в реальной школе, да, получает там образование, да, так и в РЭШ. Но РЭШ на самом деле, он создан больше, почему я сказал, что он объединяет, да, электронное и дистанционное? Потому что он будет заменять, когда обучающийся не получает эту программу. То есть, если он не может посещать, да, школу по каким-то там критериям, там, причинам, он, естественно, получит образование в РЭШе, и модель вот этого оценивания, из-за того, что она, конечно, электронная, в электронном виде. И тут как раз на помощь нам проходят нейросети и различные, да, технологии, но вот эту оценку, которую он получит, да, естественно, там может быть даже итоговая вполне. С ней педагог должен будет считаться лишь только потому, что он может всегда посмотреть его программу, что он смотрел, как он смотрел, потому что программа авторская, и она может быть не согласована, да, с педагогом, и какие-то моменты в РЭШе, естественно, пройти невозможно. Поэтому вот к этой оценке педагог, когда будет выставлять уже, ну, в реальный журнал, он должен прислушиваться, он не должен де-факто ее смотреть, он сможет, ну, грубо говоря, будет сформирована некая ссылка, под которой педагог сможет проверить всю программу обучающуюся, посмотреть за ней и принять уже эти оценки как не де юра, а как де факто. И составлять потом свою методику. Вот поймите правильно, по примерно общеобразовательной программе за 7, 8, 9 класс у нас стоит 3400, там, ну я честно боюсь цифры, часов.
рэш записать такой, да, который сформирован. Это, естественно, привязка к деньгам, привязка, да, к урокам невозможно. Поэтому даже мы в этом году мы делим ровно пополам, примерно программу пополам, и у нас получается 1768 уроков. И вот это вот число, конечно, приходится жертвовать чем-то, да, приходится жертвовать объемом, который невозможно полностью запихнуть. И в том числе тут приходит второй вопрос именно к контенту, именно, да, к его составу, к его набору. Ну и в том числе определить там, тесты, тренажеры, чтобы они полностью хотя бы, заметьте сами, то, что идет в видеоуроке, да, в видеоматериале, то, что идет в дополнительном конспекте, в картинках, в интерактиве, это же еще нужно все-таки привязать к тестам и тренажерам, которые будут проходить обучающиеся, чтобы не было такого, что в уроке рассказывают про Петра Первого, а спрашивают его про то, какие там, да, морские сражения, в каких морских сражениях он участвовал, чтобы обучающийся была связь. Вот это, конечно, очень сложно преодолеть, и на данный момент, наверное, практически невозможно, ну, в силу финансирования, да, и в силу объемов. И вот почему мы хотим использовать региональные центры, для того, чтобы к уроку про Петра Первого были бы и про сражения, и про что-нибудь еще, как доп. Материал. Вот это да. Поэтому оценка является для учителя критерием неким таким субъективным, на самом деле, который он может прислушаться. Вот ответ на вопрос. Большое спасибо, Александр Владимирович. Еще вопросы есть? Все, вопросов пока нет, все обдумывают, все очень впечатлены вашим выступлением. Спасибо. Благодарю, спасибо, всего доброго. До свидания. Так, а мы передаем слово Виктории Александровне Быстровой, начальнику отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования и науки Республики Коми. Уважаемые коллеги, еще раз вас всех приветствую и всех поздравляю с наступающим праздником профессиональным. На самом деле хочу сказать огромное спасибо, потому что, наверное, здесь собрались те, которые как минимум неравнодушны к информатизации образования. Мы все понимаем, что первичное образование, информатизация — это только инструмент, да? Но тем не менее, вот в современной действительности этот именно момент становится очень важным, очень актуальным. И когда мы думали, каким образом построить работу площадки, которая имела бы отношение именно к информатизации образования, мы, с одной стороны, думали затронуть много вопросов, но обычно мы это делаем, как вы знаете, ежегодно на нашей конференции в декабре «Инфокомитет». Там работают у нас разные площадки, разные секции, и на каждой из них и в рамках пленарного заседания все эти вопросы обсуждаются. Мы даже думали, может быть, есть смысл отдельный круглый стол сделать по государственной информационной системе электронного образования, которая, наверное, каждая образовательная организация Республики Коми имеет отношение, да, и работает. Но мы решили, во-первых, идти в ногу со временем, наверное, в одном направлении с Министерством образования и науки Российской Федерации. И в этом году впервые мы запустили, наверное, работа началась у нас в 2016 году, это где-то конец ноября, когда мы подключились к реализации федерального проекта по созданию современной цифровой образовательной среды в рамках нашего регионального приоритетного проекта. И, наверное, именно об этом и сегодня я буду рассказывать. Но еще раз вас приветствую и поздравляю. Так, где у нас? Просто я обычно F5, и оно пошло. А тут не привыкла в главном меню работать в программе. Так, уважаемые коллеги, наверное, название слишком громко звучит о перспективах развития. А перспективы действительно есть. Я уже говорила о том, что у нас и Александр Скворцов, которому огромное спасибо, он непосредственное участие принимает в реализации федерального приоритетного проекта по созданию современной цифровой образовательной среды. Мы по поручению заместителя председателя правительства Республики Коми, министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Алексеевны Михальченковой, несмотря на то, что на тот момент федеральный проект и паспорт федерального проекта не предусматривал участие субъектов, да, в нем, мы, тем не менее, по ее поручению разработали свой паспорт, да, паспорт регионального приоритетного проекта по созданию современной цифровой образовательной среды. Была сформирована рабочая группа,
в рамках которой вообще рассматривались разные варианты, то есть что это должно быть, каким образом будет построен проект, какую задачу мы выставим ключевой, да, в реализации этого проекта. И поэтому как раз по результатам вот этих вот встреч была, вернее, сформулирована цель проекта по созданию единой, уникальной, универсальной цифровой образовательной среды. Той среды, которая так нужна республике и которая бы шла в одном направлении с той средой, которую создает Министерство образования и науки Российской Федерации совместно со своим подведомственным учреждением ГАУ-НИИ ИТТ «Информика». Скворцов Александр, сотрудником которой является Александр Скворцов. Что касается цели, да, которую мы перед собой ставили, мы могли пойти по пути создания некой площадки. Мы могли пойти по пути создания непосредственно цифрового контента. Мы могли пойти по пути консолидации того, что есть в нашей республике. Но мы решили, что всем участникам образовательных отношений в Республике Коми необходима единая площадка, единый адрес, скажем так, в сети интернет, который бы знали без исключения образовательные организации, обучающиеся, педагоги, родители, законные представители, конечно же, мы, чиновники, наверное, но этот адрес, он должен быть уникальный, и он должен быть абсолютно открытым и знакомым, значимым, то есть узнаваемым для всех граждан Республики Коми. Что мы сделали? Не знаю, может быть, кто-то еще помнит, но ранее сайт Министерства образования был у нас создан на домене komi.edu.ru. Наверное, кто-то еще застал эти времена. Далее была, конечно, введена единая государственная политика в Республике Коми. Все сайты органов исполнительной власти перешли на домен rkomi.ru. Да? И, соответственно, этот домен мы успели, скажем так, выкупить и передать Институту развития образования республиканскому, который сейчас является правообладателем этого домена. И именно этот домен komi.edu.ru, который и так уже знаком в республике, мы решили задействовать для создания портала. Так, сейчас я посмотрю, наверное, есть смысл перейти на следующий слайд. Итак, что мы хотели сделать? Какое решение приняла рабочая группа? Во-первых, мы сразу позиционируем, что вот я только что перечисляла, скажем так, узкие задачи, которые могли бы быть решены в рамках реализации регионального приоритетного проекта. Тем не менее, мы считаем, что если на домене komi.edu.ru создается вот эта универсальная образовательная среда, то мы должны задействовать в этой среде, чтобы люди, я имею в виду граждане Республики Коми, образовательные организации, больше никуда не шли, ничего не искали. У них есть региональный полноценный ресурс. Чтобы мы решили, что в рамках именно этой среды будут реализованы следующие задачи. Обратите внимание, они представлены на слайде. Во-первых, это разработка образовательного портала. Я должна сказать, что подобный ресурс мы, наверное, хотели разработать, наверное, с 2013 года. Были разные у нас ситуации, и в том числе и финансирование, другие там моменты организационные. Но, тем не менее, именно вот эту нашу идею, мы уже даже в свое время разработали техническое задание на создание этого портала. Мы эту идею воплотили сюда, включили как ключевой момент в региональном приоритетном проекте. Далее, объединение всех существующих ресурсов. Да, эту задачу мы перед собой ставили, но я позже расскажу, как мы ее решали и к чему пришли. Далее, объединение, размещение всех учебно-методических комплексов. Вот кто был на komi.edu.ru, возможно, видели, и более того, я сейчас не хочу говорить то, что, скорее всего, скажет Марина Анатольевна в своем выступлении, когда будет, скажем так, презентовать, я бы сказала, да, этот портал. И далее интеграция единой системы дистанционного обучения с ГИС электронное образование. Ту задачу, которую мы перед собой ставили и решали. Мы прекрасно понимали риски реализации этого проекта.
Мало того, что в принципе, ну, наверное, вот здесь я как раз и буду говорить о том, что по поручению Министерства Институтом развития образования проведен некий анализ, ну, не люблю это слово, мониторинг, оно уже так всем надоело, ну, по крайней мере, выявили тот контент, те ресурсы, те системы дистанционного обучения, может быть, какие-то сайты и так далее, то есть вариаций очень много, что есть у образовательных организаций. Вот Александр сегодня говорил о том, что любой контент, который мы предлагаем, он в первую очередь должен быть качественным. Да? Он не зря говорил о чистом контенте, да, когда говорил о том, что всегда нужно сохранять и соблюдать авторские права. Вот когда институт под такой анализ проводил, да, была подготовлена справка итоговая по результатам этой работы, мы поняли, что образовательные организации молодцы. Настолько разные есть системы дистанционного обучения, настолько разные есть ресурсы, сайты, блоги, некие, возможно, презентации и так далее. Но все это, Александр говорил, что должна быть единая, да, политика, каким образом должен выстраиваться, формироваться этот контент. Они все не подходят под этот формат. То есть нам, коллеги, вот он говорил, что в 2008 году, да, вот в этой точке мы сейчас находимся. Я считаю, что Республика Коми тоже еще не совсем достигла того уровня, чтобы мы контент образовательных организаций могли включить в портал и, более того, рекомендовать для использования. Была сформирована, вот, например, одна из систем, она, ну, на данный момент не укладывается в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. Это нужно признать, и мы это признали, и когда мы ставили эту задачу, мы не думали, что мы к такому результату придем. Более того, вы наверняка видите на слайде, одним из рисков является неготовность образовательных организаций некоторых педагогов. Это очень сложный момент. Неготовность формировать такой контент, как мы говорим, что государство нам дает обязательно минимум, да, который мы должны донести до ученика, но учитель сам выбирает средства обучения в соответствии с теми стандартами и требованиями, которые государство к нему предъявляет. На данный момент очень сложно переломить некую психологическую установку многих педагогов. Это на самом деле сложно. Есть новаторы, но их не так много, как хотелось бы. Далее. Есть у нас риски, которые, ну, не связаны с той самой психологической установкой, да, педагогов, когда педагоги готовы, но технические возможности, да, которые предоставляет нам наша республика, развитая IT-инфраструктура нашей республики, она опять же не позволяет нам прийти к нужному результату. Это тоже риск, который мы признаем. Поэтому я говорила, что вот те самые контейнеры – это замечательное средство, замечательный инструмент, который можно использовать, безусловно, всеми образовательными организациями. Вот нет никаких ограничений для того, чтобы этого использовать. И, наверное, еще один такой риск, даже два риска. Я здесь вывела на слайд основные, но я, наверное, озвучу еще два. Первое – это когда мы говорим о контенте, который разработан педагогом, мы понимаем, что не всегда педагог готов отдать этот контент в региональный ресурс. То есть педагог считает, что это его интеллектуальная собственность, что я его разработал для своих целей, для своих уроков, я его никому не отдам, делиться не буду. Даже несмотря на то, что, допустим, педагог получает зарплату, вот я тоже была преподавателем, я преподавала 8 лет. Да? То есть я не только чиновник, я прекрасно понимаю, о чем говорю. 8 лет. Когда только возникло требование формирования учебно-методических комплексов по каждой дисциплине, мы все об этом знаем. Основная цель какая была этого комплекса? Не просто показать, что у тебя все есть. А когда тебя нет, любой преподаватель может прийти в предмете и тебя заменить, потому что знает, на каком уроке, на каком содержании ты остановился. Вот еще основная задача. И когда еще на тот момент мы формировали, ну, может быть, в таком на тот момент примитивном смысле электронные учебники, да, когда вот на основе гиперссылок мы на слайде, на диске записывали все, что у нас есть в учебно-методическом комплексе, вот уже тогда эти диски передавались на хранение для того, чтобы можно было в любой момент им воспользоваться любому педагогу.
когда идут УЗГ. Возможно, в некоторых организациях наших тоже это практикуется, а возможно и нет. Но надо говорить о том, что не готовы педагоги отдать свой контент, свои разработки, наработки и так далее. Ну и еще один риск – отсутствие заинтересованности родителей. Родители, наверное, если вот, знаете, говорят черно-белое, да, можно разделить на две больших категории. Есть промежуточные варианты, но две категории основные, которые любую возможность используют, на любой сайт-портал залезут, любые варианты рассмотрят, лишь бы помочь своему ребенку. Есть родители, которые считают, что школа должна сама со всем справиться. Вы знаете, есть плюсы и минусы у той и другой точки зрения, но тем не менее такой риск очень важен тоже для нас, потому что мы рассматриваем образовательный портал как средство, в том числе и для родителей законных представителей. Поэтому, конечно, нам очень важно, чтобы и родители тоже об этом знали. Что касается мероприятий, да, или мер, или что мы готовы сделать, чтобы минимизировать, да, эти риски, как мы пытаемся их решить, что мы пытаемся сделать. Мы прекрасно понимаем, что буквально, наверное, последние 2 года, вот если вспоминать 12-13 год, наверное, все образовательные организации практически почувствовали масштабные поставки компьютерной техники. Да? Были поставлены армы, компьютерные классы и так далее. Очень сильно министерство помогало, нам помогала Российская Федерация в рамках софинансирования, мы очень много делали. Наверное, за последние несколько лет все ощутили некую тишину, да, в поставках. И это очень сказывается на инфраструктуре образовательных организаций, это сказывается на мотивации педагогов. Да? То есть, когда работаешь на новом компьютере, который быстро выполняет то, что ты от него требуешь, или когда старый компьютер еле-еле что-то там делает, согласитесь, работать за таким армом не очень хочется, да? Тратить на него свое время. Поэтому, что мы делаем? Мы планируем в 2018 году, когда у нас будет проходить конкурс по информатизации образовательной организации, предусмотреть некую грантовую поддержку, как призовой фонд для образовательной организации. Будем рассматривать источники финансирования и масштаб этого финансирования. Но тем не менее, такое мероприятие мы себе закладываем для того, чтобы смотивировать образовательные организации на создание вот таких вот ресурсов. Мы очень этого хотим. Я думаю, что будет определена конкретная целевая установка, каким образом и на что можно будет эти средства потратить. Поэтому образовательные организации, конечно, мы призываем. Вот сейчас уже, если говорить об этом, Республика Коми один из, наверное, 5 регионов участвует в проекте по анализу информатизации образовательного процесса. Некоторые субъекты и точечно государственные образовательные организации получили предложения, уже сформированные, мы уже получаем некую аналитику от образовательных организаций, от муниципальных образований. Огромное вам спасибо. Зачем это делается? Не просто потому, что вы все-таки согласитесь, один из 5 субъектов участвует, да, в этом проекте. Это, наверное, очень почетно для Республики Коми. Наверное, речь должна еще идти о том, что мы, используя этот анализ, во-первых, организуем работу, да, Вячеслав Алексеевич, для того, чтобы качественно подготовить на конкурс заявившиеся организации. Мы предполагаем, и наши коллеги федеральные поддержат, что подобные конкурсы будут на федеральном уровне. Я думаю, что там будет другой объем федерального финансирования на то самое развитие образовательных организаций, которые можно выиграть. Да? Я думаю, что образовательная организация будет очень заинтересована, чтобы достойно показать себя и на республиканском здесь уровне, и на федеральном в том числе. Поэтому вот в рамках подготовки к этим всем мероприятиям, конечно, мы очень бы хотели, чтобы тщательно подготовились и проанализировали свою деятельность.
Тем более, что вы помните, когда разрабатывалась концепция информатизации образования Республики Коми, тоже проводился некий анализ. Да? И были даны рекомендации образовательным организациям, которые участвуют в этом анализе, каким образом, в каком направлении двигаться дальше. Насколько это реализовано сейчас в образовательных организациях? Есть ли у вас сейчас возможность поднять те материалы и проанализировать текущую ситуацию? Вот я бы сейчас обратилась также больше к руководителям образовательных организаций, к управлениям образования, которые занимаются этим вопросом. Даже учитывая, что это было несколько лет назад, я уверена, что ряд образовательных организаций сдвинулся на шаг вперед. И я уверена, к сожалению, на 100%, что некоторые образовательные организации сдвинулись на шаг назад. Есть такие. И это нужно признать. Вместе с тем я выражаю такую, наверное, не хочу сказать соболезную, да, какое-то такое не очень хорошее слово. Я понимаю занятость тех людей, которые занимаются вопросами информатизации образования. Я знаю, какие должности обычно занимают эти люди. Вот, и какой объем работы лежит на этих сотрудников. Поэтому, конечно, я все это понимаю. Так, наверное, можно перейти на следующий слайд. Бюджет проекта, посмотрите, это регионального приоритетного проекта, он достаточно небольшой. Я уже говорила, что он не касается того конкурса, о котором я говорила. И он касается исключительно работы по созданию того самого портала. И если мы предполагаем насыщение разным контентом, ресурсами, онлайн, курсами и так далее этого портала, то, конечно, нужно предусмотреть определенные серверные мощности. Поэтому вот именно сейчас, наверное, самое уместное сказать, что этот проект он реализуется не исключительно Министерством образования, совместно с Институтом развития образования, а он реализуется совместно с администрацией главы Республики Коми и совместно с их подведомственным учреждением Центром информационных технологий. Мы очень благодарны им за то, что они поддержали этот проект. И вся информационная база, так же как и ГИС электронное образование, все это хранится не в Министерстве образования, не в институте, это хранится в специальном центре обработки данных, Центре информационных технологий. Поэтому все хранится там, и я думаю, это самое надежное место в нашей республике. Итак, что мы сделали? Да? Утвердили паспорт проекта, я об этом уже говорила. Институт предоставил нам отдельного выделенного специалиста, Шухтомов Максим, вот он здесь у нас присутствует, который занимается непосредственно разработкой портала. Ну, я думаю, что Марина Анатольевна будет об этом говорить. Разработана функциональная структура, разработана единая система дистанционного обучения. А система дистанционного обучения уже интегрирована с ГИС электронное образование. Определен цифровой контент образовательных организаций. Я уже говорила, какого качества он оказался и к какому решению мы пришли. И более того, с 1 сентября 2017 года приказом министерства портал введен в опытную эксплуатацию. Это то, что есть сейчас. Итак, результаты, которые мы видим на перспективу. То есть я только что на предыдущем слайде озвучила то, что уже сделано. Да? Я очень много говорю, да, мне говорят, что надо быстрее. Результаты, вернее, то, что мы на перспективу видим как результат, представлены на слайде. Я думаю, что все абсолютно материалы мы разместим, да, и можно будет внимательно посмотреть. Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги. В связи с предыдущим докладом, который я разбил, то же самое. У меня вопрос такого содержания. Смотрите, если вот эта российская электронная школа будет приходить и будет являться такой крупной системой электронного образования, да? А имеет ли смысл развивать ГИС электронное образование в части, касающейся выходящей за рамки оценивания, вот то, что у нас сейчас в текущих оценках? То есть, ну, например, мы говорили, что хорошо, что в ГИС, например, были ресурсы, связанные с МОДом,
хорошо, что там была система тестирования, хорошо, что там были какие-то дополнительные. То есть не получится ли такая ситуация, когда мы с одной стороны ГИС электронного образования хотим, чтобы тоже был контент какой-то, да, и он будет определенного рода этот контент, определенные технические там требования будут, да, а с другой стороны, тот же Яндекс.Пласт там можно подключить. А с другой стороны, к нам приходит некая крупная база российской электронной школы, да, если мы там будем участвовать, то мы получим совершенно другие технические условия для ее использования, естественно, да, может быть даже более широкие, я говорю, лучше. Вот как вы, ваше видение вот этих двух систем? Видение двух систем. На самом деле вопрос, наверное, гораздо шире. И идет, наверное, с концепции самого портала. Почему я об этом говорю? Потому что мы позиционировали портал, вот, как я уже сказала, для всех граждан республики, некая точка входа. То есть мы зашли туда, все участники образовательных отношений, и нашли там все, что вообще возможно. И возможно, нам понадобится там, или не понадобится в рамках образовательного процесса. Да? Точка входа у нас covidu.ru. Точка выхода, да, она идет на региональные ресурсы, сервисы, курсы, дистанционное обучение и прочее. Я могу перечислять очень много. В том числе какая нормативная база и прочее. И федеральные ресурсы. Нормативная база, ресурсы, потому что у нас много информационных систем федерального уровня, которые даже не предполагают региональный уровень. И на ресурсы, которые федерации или другие, возможно, даже там, организации могут нам предоставить. То есть РЭШ, как я уже говорила, учитель сам определяет средства обучения. Он может воспользоваться РЭШ, а может не воспользоваться. А может его больше, в данном случае, я класс устрою. На каком-то конкретном отрывке какого-то конкретного урока. А может его устроить совершенно другое решение. И, может быть, он сам разработает и будет считать, что вот его система уникальна. Учитель сам определяет. И мы не вправе навязывать ему. Мы все будем использовать РЭШ, и все. Другое ничего не приемлемо. Определил для себя эффективность, да, и сделал свой выбор. Ради Бога. Захочет РЭШ, пусть подключается. Захочет другое, пусть использует. Но система оценивания в ГИСЭО это не только система оценивания на основе каких-то онлайн курсов, на онлайн-уроках в рамках дистанционного обучения. Живого учителя никто не отменял. Он же должен проводить процедуру оценивания. Это есть у нас требования. Поэтому вопрос замечательный, но я хочу, чтобы было однозначное понимание. Мы все равно так или иначе должны этот ресурс, инструмент задействовать. Спасибо. Еще вопрос. Я сельская школа, Сосельский район, суббота Леонина. Очень хорошо, что вы отметили, что средств у школы практически нет. И на сегодняшний день это только, наверное, не наша проблема, не нашей школы. Во-первых, качество интернета. То есть вот даже эта система ГИСЭО, электронное образование, которое у нас перевели, она подразумевает на том, что у меня сегодня должен быть открытый журнал, я веду урок и сразу поставила оценок. Сегодня такой возможности мы не имеем. Потому что, во-первых, в классе нет аппаратуры, не во всех классах стоит аппаратура, а во-вторых, доступ к интернету. То есть наши учителя вынуждены, извините, за свой счет договориться там с каким-то специалистом, и чтобы ему в кабинет провели интернет. Вот такая проблема сегодня в нашей сельской школе. То есть речь идет не о том, чтобы нам поставить архивом это замечательная идея, я вообще вот в восторге, если это будет. Потому что действительно качество интернета у нас отсутствует. И даже на уроках информатики, извините, включаю 10 машин, столкнулась с такой проблемой один раз на уроке. Я вас прекрасно понимаю. И это никак. Это то есть работать, что связано с интернет, онлайн-тесты. Вот та же самая ГИСЭО. То есть учитель приходит в кабинет и сидит. Вы знаете, буквально, наверное, лет 10 назад, наверное, 128 килобит на что-нибудь не хватило. По крайней мере, получить почту. Современные требования современных программных продуктов и средств, даже там элементарный веб-интерфейс какой-то, HTML, да, страницы, он предполагает требует гораздо больший канал, более широкий канал.
и образовательная организация на данный момент, это проблема иногда не только сельских школ, мы знаем эту ситуацию. Вот, она на самом деле имеет место быть. Что мы всегда предлагаем? Я должна сказать, что мы очень сильно завязаны не только отрасли образования, здравоохранения, культуры и так далее, все отрасли без исключения, очень сильно завязаны на развитую инфраструктуру нашей республики. Я об этом сегодня говорила. То есть если такая инфраструктура где-то в каком-то населенном пункте отсутствует, но мы не достанем никаким образом интернет, да, не обеспечим нужной ширины, да, нужной ширины канала, как бы мы этого не хотели. Вместе с тем требования в ГОС, требования, которые мы предъявляем, да, к образованию, я здесь мы имею в виду не Министерство образования, то, что сверху, да, нам трактуется так же, как и нам, да, что мы должны обеспечить, они, конечно, предполагают совершенно другие возможности технические. Поэтому что мы всегда предлагаем образовательной организации? Мы уже, наверное, рекомендации направляли несколько раз. Муниципалитеты, я очень рассчитываю на то, что они доходят до образовательных организаций, но это всегда, мы прекрасно понимаем, всегда финансирование. То есть, когда реализовывался у нас проект образования федеральный, все общеобразовательные организации подключали сети интернет. Мы потихонечку в республике избавляемся, как только появляется техническая возможность, от спутниковых каналов. Потому что они очень слабые, там вот те самые 128 килобит в секунду, у нас еще сколько-то их в республике осталось, ну просто нет технической возможности никакой другой. Да. Вот. Что, если есть техническая возможность, те каналы, которые были в рамках нацпроекта школам предоставлены, в свое время федеральным поручением Ростелеком при наличии технической возможности от минимальных, вернее максимальных 512 килобит в секунду расширил до 2 мегабит. Далее уже идет компетенция образовательной организации, хочешь больше плати, больше подключайся. Причем этот канал идет еще с контент-фильтрацией, что накладывает свой такой штрих, да, на эту процедуру. Потому что не все провайдеры готовы с контент-фильтрацией давать нужной ширины канала. У них не всегда оборудование, чтобы позволять. Поэтому что мы предлагаем всегда? Мы предлагаем завести для административных целей, чтобы не забивать образовательный, да, вот этот канал, для административных целей предусмотреть альтернативный канал доступа к сети интернет. То есть те компьютеры, на которых дети не занимаются, не работают, и которые фильтровать канал, на которых не нужно, пусть это будет самостоятельно выделенная линия. Но это, опять же, еще одно финансирование, то есть нужно оплачивать этот канал. С другой стороны, именно обеспечение этой задачи является компетенцией муниципального образования. То есть нужно работать с муниципалитетом в обязательном порядке. В муниципалитеты, в администрации муниципальных образований нами тоже было направлено соответствующее письмо, рекомендации, что есть интернет мобильный, да, то есть не обязательно это оптоволокно там, или ADSL нужно протянуть, да, в образовательном организации. Есть мобильный интернет, где-то он хорошо очень ловит, где-то, например, как в Устюковском районе, мы никак не смогли поймать, да, в ряде образовательных организаций. Проблема есть. И мы рассчитываем, что вот у нас в рамках госпрограммы информационного общества федеральной и республиканской, да, государственной, соответственно, реализуется это мероприятие, и 18-19 год это как раз те годы, когда должны дотянуть. Спасибо. Спасибо. У меня большой вопрос рекомендательного характера будет. Опять же, и, возможно, ответим на вопросы сельских школ. На данный момент в рамках ЕГЭ до школ, там, где, которые являются пунктом проведения экзамена, доведены оптоволоконные каналы связи. Вот. Есть ли вообще возможность взаимодействовать как-то с Ростелекомом, чтобы они хотя бы одну ветвь откинули как раз вот на канал связи для школы? Возможно, даже когда вы будете создавать свою систему и опробировать, то есть те школы, в которые доведен вот этот оптоволоконный канал, можно также взаимодействовать с Ростелекомом, позволить подключить, чтобы школа опробировала вашу систему. Я поняла вашу рекомендацию, с Ростелекомом Просто работаем. По факту возникает ситуация, что тот же самый Ростелеком выходит централизованно на управление и предлагает там за каких-то небольших 500 000 довести до школы, в которой уже существует оптоволоконный канал, еще одно оптоволокно. Мы же понимаем, коммерческая организация блюдет свои интересы, а мы, государство, блюдем наши отраслевые интересы. Мы проработаем этот вопрос. Вот. И второй вопрос.
ваша система будет подразумевать в себе систему, ну, там, антиплагиата какого-нибудь? Потому что я сам себя помню в молодые годы, когда я проходил ту же самую практику в школе, да, в студенческие годы, что молодой педагог, он не подготовленный, да, то есть ему негде набрать еще опыта и материалу, он полезет в интернет, скачает что-нибудь, ну и так как, соответственно, скорее всего, школы будут доплачивать за какие-то разработки, да, то есть, соответственно, это все пойдет в вашу систему заливаться. Ну, смотрите, вот, например, тот же самый грантовый конкурс. Если педагог создает ресурс, контент, мы за, получается, наши деньги, то, соответственно, мы выкупаем этот ресурс, да, и как вот, допустим, РЭШ, да, педагоги разработали, информика выкупила в рамках федерального поручения, этот контент считается белым, да, чистым. Вот, и мы, педагоги образовательных организаций, родители, обучающиеся могут их использовать как контент. Экспертиза. Да. Конечно, предварительная экспертиза. Предварительная экспертиза, а потом уже это становится, получается, республиканской Выпускается собственностью. большой, Да. Мы предполагаем, что это будет именно так. Спасибо. Все, да? Спасибо за внимание. Давайте поблагодарим. Викторию Александровну. Уважаемые коллеги, мы немножко выбиваемся из графика. Габова Марина Анатольевна с презентацией вот образовательного портала Республики Коми. О портале много говорилось, и много лет уже назад говорилось. И в конце концов хотя бы что-то у нас появилось. Да, мне бы хотелось прежде всего представить тех, кто непосредственно стал участником той команды, которая создавала весь этот портал. Это, конечно, Вячеслав Алексеевич Лешов, руководитель Центра информационных технологий в образовании Коми Республиканского института развития образования. И, конечно же, представленный вами уже Шуктомов Максим Александрович, который является администратором портала. Виктория Ну Александровна и, конечно, тоже. Виктория Александровна тоже приложила руку к созданию портала. Также мне бы хотелось отметить тех людей, которые являлись экспертами создания портала. Вот присутствует у нас здесь Андрей Борисович Конов. На самом деле у нас весь отдел министерства Ну да. участвовал в разработке концепции этого ресурса. И много экспертов также было привлечено к разработке этого портала. Ну, вот здесь мы видим непосредственно сам портал, адрес komiedu.ru. Кто еще не записал, пожалуйста, запишите. Это будет самый главный адрес, на котором вы будете находить все ресурсы, которые обеспечат вашу деятельность. Навигация выстроена различными способами. Вот здесь мы видим непосредственно такое большое меню, да, на слайдере. Можем перелистывать, видеть галерею лучших практик, образование в цифрах, рубрики, нормативные правовые документы, молодежная политика, открытые образовательные ресурсы. Также здесь представлено вот такое вертикальное меню. Зеленым выделяется у нас тот объект, который является главным на данный момент, главной точкой внимания Министерства образования и правительства Республики Коми. Да, летом, кто заходил на портал, мог видеть, что там организация летнего отдыха у нас зелененьким горела, сейчас сельские школы горят. Пока там материалов не так много, можем заглянуть. Здесь размещена ссылка на очень интересный проект «Энциклопедия сельских школ России». Открывать не буду, потому что времени у нас немного. Выступление главы Республики Коми. Сельская школа – это храм знаний и культуры. В скором времени здесь появится выпуск, неочередной выпуск журнала образованию Республики Коми, посвященного именно проблемам сельских школ. Может быть, кто-то из присутствующих здесь поучаствовал в создании статей для этого выпуска журнала. Ну и также мы здесь можем увидеть меню образовательной организации, образование в цифрах, лучшие практики, открытый онлайн-курс. Заходить не будем. А главное, что здесь есть у нас интересного, это сервисы. Сервисы очень разнообразны, сервисы для родителей, сервисы для учителей, сервисы для студентов. Мы можем записать ребенка в детский сад. Идет ссылочка у нас на портал госуслуг. Я говорила, что единая точка входа. Единая точка входа, да. А уйти можно куда угодно. Проблемы с интернетом не только у вас бывают.
Прием детей в первый класс тоже идет у нас на портал госуслуг. Электронный дневник. Проверить заявление в образовательную организацию. Проверить документ об образовании. Вот товарищи студенты у нас закончат скоро свои образовательные организации, обучение в своей образовательной организации. Потом вы можете проверить свой диплом. Действительно ли он занесен в единую базу документов об образовании. Система АИС «Молодежь». Интернет-приемная Миноборнауки ПОМИ. Портал «Активный регион». Здесь самые главные сервисы представлены на главной странице, и вы можете перейти потом к каталогу сервисов, более подробно посмотреть. Реализована система поиска образовательной организации. Мы с вами можем найти любую образовательную организацию Республики Коми по ее названию, по ее реквизитам. Вот если мы откроем расширенный поиск, то у нас здесь фильтры самые разнообразные, и можем по названию также поискать. Что еще мы с вами видим на главной странице? Это, конечно же, новости региональные. Вот сейчас у нас здесь новости, которые касаются непосредственно форума образовательного. Новости муниципалитетов тоже постоянно обновляются. Новости республиканских методических объединений педагогов. Вот на главной странице 3 последних новости отражаются. Все остальное в списке новостей можно увидеть. И, конечно, это календарь событий, где можно увидеть образовательные события, социально значимые события, научно-инновационные события и иные. Ну, давайте вот научно-инновационные заглянем. И здесь информация о проходящем форуме. И также видим те мероприятия, которые в этот день проходили. На сегодня у нас конкурс студенческих проектов, образовательный форум, региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и объектов. То есть это вот такие живые компоненты, которые постоянно обновляются, постоянно пополняются. Мы видим, что здесь у нас представлены категории пользователей портала. Это родители. Здесь можно найти информацию по организации детского отдыха. Недавно был создан раздел «Родительская академия», где представлены лектории, советы экспертов, опыт успешных родительских практик. Можете посмотреть, что можно сделать своими руками вместе с ребенком, там разнообразные осенние и зимние поделки. Раздел «Педагогам», раздел для обучающихся. Ну и главный такой раздел – это система образования. Да? Здесь мы также можем найти органы управления образованием по муниципалитетам. То есть каждый муниципалитет у нас здесь представлен, и информация непосредственно ведет на сайты муниципальных органов управления образованием. Также мы можем найти здесь образовательные организации, еще одна система поиска тоже здесь представлена. По типу образовательной организации можно поискать и по муниципалитету. Покажите систему фильтрации. Система фильтрации здесь поиск, когда вы не такая же, уверены, как да. там. То есть можно Переход у нас идет. Перекрестная ссылка. Название, тип образовательной организации, уровень образования, форма организации, государственная, негосударственная, статус, бюджетная, казенная, автономная и по муниципалитету. Должна отметить, что уже длительное время, наверное, с полгода, сайтом министерства я уже не пользуюсь никогда. Если мне нужно найти образовательную организацию, я сразу захожу сюда, я нахожу с помощью системы фильтрации образовательную организацию, потому что я знаю, что все образовательные организации, которые здесь есть, за исключением федеральных, мы их Давайте по искусственно Юлдина найдем. Да, они все сюда заводятся в автоматизированном Посмотрим, какой у режиме них интернет. через систему Будем искать. Да, Муниципалитет да. какой? Времени нет. Давайте дальше Дальше, пойдем. Найдете сами себя. Да, Так, конечно. также нормативные и правовые документы, самые разнообразные, федерального уровня, регионального уровня, здесь можно найти. Все, что касается развития образования, различные проекты образовательные, которые проходят в республике, все тоже здесь представлено. Здоровье в наших руках. Тоже очень много разнообразной информации можно найти по здоровому образу жизни. Духовно-нравственное здоровье. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень много рекомендаций представлено сотрудниками КРИРО по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Этнокультурное образование. Тоже очень много разнообразных материалов можно обнаружить на этой вкладке. Там идут ссылки и на сайты, разработанные специалистами Коми Республиканского института развития образования. И, конечно, очень важный для нас раздел в нынешних условиях – это комплексная безопасность образовательной организации. Здесь также очень много
представленной информации по антитеррористической безопасности, противодействию распространению идеологии терроризма и так далее. Да? То есть в каждом разделе можно найти конкретные методические разработки, которые вам помогут в организации вашей непосредственной профессиональной деятельности. Потому что наш отдел участвует. Да. Ну вот так вот кратко. Остальное, конечно, вы сами найдете, покопаетесь. Ну и, конечно, наша презентация сегодня задумана для того, чтобы не просто показать то, что есть, а чтобы услышать от вас, что бы вы еще хотели там увидеть, чтобы собрать ваши предложения, может быть, по изменению структуры портала, да, может быть, по содержанию. Поскольку портал пока еще в опытной эксплуатации находится, да, мы все это можем сформировать и ваши предложения, Опытная конечно, принимаем. эксплуатация. Я, уважаемые коллеги, хочу вас настроить, что опытная эксплуатация всегда предполагает, и не надо, может быть, разработчиков за это журить, некие, может быть, ошибки, некие возможности для доработки и так далее. То есть, когда мы переводим портал в опытно-промышленную эксплуатацию, мы обязаны отвечать за качество и так далее. В опытной эксплуатации мы готовы ко всем предложениям всех участников образовательных отношений для того, чтобы этот ресурс, который уже на данный момент очень масштабно используется, вернее, работал так, как нужно для республики. Коллеги, вопросы? Предложение есть. Что-то попробовал зарегистрироваться, не регистрировался. Честно Разработчиков скажу, не журим. Ну, опытная эксплуатация. Можно сказать, только что опыт эксплуатации с 25 Да, можно будет в перерыве там с Максимом. Если Да, предложение- Максим Александровичем обсудить. Внизу там есть ссылка на... Еще до регистрации, да? Пока никто еще не обращался с такими вопросами. Вот, смотрите, она Скажите, что дает регистрация пользователю данного портала? Она Какие- дает привилегии к возможности комментирования различных материалов и обсуждения их на форуме портала. Есть общий форум, да? Да, есть. А В отдельных форум разделах, там, где тематически республиканские методические объединения, там очень У активно каждого идет раздела комментирование. есть свой подфорум. Наиболее обширный он у методических объединений педагогов. В них там, то есть в республиканских методических объединениях множество подразделов, да, вот если мы зайдем по всем предметным областям почти, да, тут есть. Форум, дискуссионная площадка. То есть тот, кто на портале зарегистрирован, он может здесь участвовать в обсуждении. Кроме того, вот мы все, что с вами видим, это открытая часть портала. Недавно по заказу Министерства образования нами была создана закрытая часть портала, которую будут видеть только представители органов муниципальных образований, органов управления образованием, муниципальных образований. И там будет размещена информация, уже сейчас кое-что размещено, да, доступ к ней будет иметь только ограниченный круг пользователей по логину и паролю, они будут туда заходить. Можно мы их защитим? А курсы не покажете примерно? И для кого? Там ссылка пока идет, курсы вы имеете в виду открытые курсы. Открытые курсы это у нас курсы, разработанные Институтом развития образования. 3 курса у нас в открытом доступе сейчас находятся. Это курс противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях, оказание первичной медико-санитарной помощи и ключевые аспекты инклюзивного образования. Там идет ссылка на непосредственно площадку дистанционного образования КРИО. Вот этот курс был разработан по заказу министерства. Уже по состоянию на 1 сентября 400. Да, уже очень много педагогов прошло обучение на этих курсах с выдачей сертификата. И при необходимости, если кому-то нужно удостоверение, мы оформляем как курс повышения квалификации, там, с дополнительным заданием. Да, и, здесь уже удостоверение будет за определенную. Да, здесь этот курс есть. Обращаю внимание, что в соответствии с протоколом последнего заседания антитеррористической комиссии в Республике Коми все ответственные лица должны пройти этот онлайн-курс 100%. Те, которые работают в данном направлении. Поэтому этот курс у нас здесь. Милости просим. Он бесплатный. С выдачей сертификата.
Спасибо. А мы приглашаем к следующему выступлению Татьяну Владимировну Садчикову, ведущего методиста Центра информационных и управленческих технологий корпорации «Российский учебник». Марину Анатольевну давайте поблагодарим. Коллеги, нам будет выработать предложение к резолюции форума, поэтому у кого будет какие-то... Да, вот я тут листочки подготовила, передам по столам. Какие предложения у вас будут, пожалуйста, можете зафиксировать. Так, уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас в этом зале от имени корпорации «Российский учебник». И для нас большая честь принимать участие в работе такого крупного масштабного мероприятия, как Республиканский форум, где освещаются такие важные на сегодняшний день вопросы, как социальное благополучие наших детей, формирование семейных ценностей и, конечно же, цифровое образование, цифровая образовательная среда. Потому что мы идем в ногу со временем, а это хотим мы того или не хотим, обязательно сопутствующие проблемы. Что такое корпорация «Российский учебник»? Несмотря на то, что корпорация называется по-новому, вернее, для вас это новое название, не пугайтесь, под своим названием она объединила хорошо известные вам издательства, такие как Графа, Винтана-Граф и Астрель. И мне нет нужды особо представлять каждое из них, потому что они давно и успешно работают на рынке учебной литературы, и каждый четвертый ученик, каждый четвертый учитель использует наши учебники в образовательном процессе. Мы, безусловно, лидеры в таких направлениях, как физика, география, химия, биология, технология, с недавних пор еще астрономия и, конечно же, фотографическая медицина. Мы понимаем, что образование – это основа успеха любого человека и величия России. Потому мы помогаем нашим педагогам создавать успешное будущее российских детей и предоставляем им лучшие учебники и образовательные решения. Работая над созданием своих учебников, мы прежде всего думаем об тех, кто будет по ним учиться и работать. Потому мы ставим своей задачей сделать такие учебники, по которым будет удобно и просто работать учителю, и понятно и интересно учиться ученику. Используя тот огромный, обширный методический шлейф, любой, даже начинающий педагог может успешно преподавать свой предмет как на базовом, так и на углубленном уровне. Но мы не останавливаемся на достигнутом, несмотря на то, что мы занимаем объединившись уже 40% всего федерального перечня. Мы работаем беспрерывно над качеством содержания наших учебников, и в конце 2016 года на базе издательства начал свою работу научно-методический совет, в состав которого вошли 20 ученых, представителей РАО и РАН. Они оказывают издательству своевременную помощь и консультации по вопросам содержания и информационно-образовательной среды. Понимая миссию своей новой корпорации, масштабы ее цели и масштабы ее деятельности, мы, конечно же, работаем над качеством содержания не только наших печатных учебников, но и создаем новые продукты. Прежде чем говорить об электронной форме учебника, хочу сделать отсылку на приказы, так или иначе связанные с электронной формой учебника. И первый среди них это приказ 1559 от 8 декабря 2014 года. Он так несколько печально известен, да, потому что, с одной стороны, он внес обязательность присутствия в федеральном перечне печатного учебника, если у него есть электронная форма. Он выдвинул ряд требований к электронной форме учебника и, собственно, дал ее понятие. Почему мы называем его печально известным? Потому что издательствам было дано совсем небольшое количество времени для того, чтобы они представили экспертизы своей ФУ, коротко электронная форма учебника, в соответствии с теми требованиями, которые выдвинул к ним этот приказ.
И, как вы помните, летом 2015 года в обновленном перечне многие учителя с большим сожалением, а кто-то и с ужасом, да, не нашел своих любимых УМК. Они выпали с федерального перечня как раз по той причине, что издательства не смогли предоставить к ним электронную форму учебника в соответствии с теми требованиями, которые выдвинул этот приказ. Следующие два приказа, они также вносили изменения в федеральный перечень и отменили действие приказа 1559, но все, что касается требований к электронной форме учебника, осталось без изменений. Итак, что же такое электронный учебник? С одной стороны, он абсолютно постранично и иллюстративно повторяет печатную форму учебника. С другой стороны, это все-таки электронный продукт, и он обязательно должен содержать электронные образовательные ресурсы и интерактивные ссылки, которые призваны расширять и дополнять содержание его печатного собрания. Издательской группе тогда еще Дрофа Винтанограф, издательству Дрофа Винтанограф Астрель повезло больше других. Мы смогли выполнить все те требования, которые выдвинул приказ 1559, и сохранили практически все свои позиции. Нужно сейчас спорить, для чего нужна электронная форма учебника для учителя? Я думаю, нет. Да, потому что все, кто так или иначе с ней поработали, кто-то еще к ней присматривается, понимают, что она значительно облегчает время подготовки к уроку, помогает сделать урок более интересным и динамичным, и помогает реализовать системный деятельностный подход и требования в ГОС. Все, что касается учеников, тут, во-первых, конечно же, сильно облегчает портфель в буквальном понимании смысла этого слова. Да? Возьмите портфель первоклассника, сколько он весит. И возьмите электронное устройство, на которое будут закачаны все его учебники. Сразу почувствуете разницу. Кроме того, это повышает вовлеченность ребенка в процесс изучения материала и позволяет ему работать с учебником в любом удобном для него месте и времени. Вот здесь сейчас сидят молодые педагоги, и я хочу тоже обратиться к ним. Выбирая сейчас учебник, по которому вам придется работать, на что вы будете ориентироваться? Трудно пока сказать, да? Но мне так кажется, простите, что все-таки вот то, о чем я говорила ранее, это нужен такой учебник, который оставлял бы время на личную жизнь. Да? Очень хочется провести урок здорово, на высоком уровне, и не тратить на это много времени. Как раз такие учебники мы предлагаем вам использовать в своих образовательных процессах. Я сделала еще отсылку на нормативы СанПин, которые увеличили время непрерывного использования персональных компьютеров и интерактивной доски в зависимости от возрастных групп. Очень быстро перечислю те самые требования, которые соблюдены в наших учебниках, а именно это возможность сделать заметки, закладки, редактировать их, отправлять учителю со стороны ученика. Это все есть в наших учебниках. Быстрая навигация, не нужно тратить большое количество времени на то, чтобы найти нужную страницу и вернуться к оглавлению или выбрать содержание. Наши учебники содержат достаточное количество тренажеров и тестов для контроля и самоконтроля, которые позволяют осуществлять как учителю, так и ученику входящие, текущие и итоговый контроль. Учебники могут работать как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Режим офлайн, конечно же, очень важен в тех самых случаях, когда, как вы говорите, в школе недостаточно быстрый интернет. Все, что касается текстового, все, что касается электронных образовательных ресурсов, в скачанном режиме работает бесперебойно. Естественно, не будут отрываться интерактивные ссылки. Но режим онлайн позволяет сохранить, вернее, не загружать тот объем памяти, да, который есть в компьютере, особенно у учеников. Попробуйте заставить их почистить свой компьютер, чтобы учебники загрузить. Так вот, режим онлайн, он позволяет работать с учебником без скачивания из личного кабинета.
И мы предоставляем свои учебники в открытом формате EPUB 3.0. Я чуть позже остановлюсь на чем он интересен. Работают они на таких операционных устройствах, как Linux, Android, Windows, iOS, причем Windows, начиная от 7 версии. И их можно устанавливать одну лицензию на 3 устройства с подключением к интерактивной доске. Это персональный компьютер, это планшет, это телефон мобильный, и все это с подключением к интерактивной доске. Вот этот самый формат EPUB 3.0, на который хочу обратить ваше внимание. Он позволяет сохранять материал читабельным при изменении устройства из вертикального в горизонтальное и наоборот. Он позволяет регулировать текст в зависимости от потребности вашего зрения, и это тоже здоровьесберегающая технология. И он позволяет работать с текстом на любом устройстве, с любым форматом экрана, ну, если мы уже не берем совсем маленькие. Ключевые ценности наших ФОУ. Как я уже говорила, для нас прежде всего были важны удобство и простота использования. То есть любой, даже начинающий пользователь, не тратит огромное количество времени на то, чтобы познакомиться с учебником, как он работает, что в нем находится. То есть интуитивно понятный интерфейс. Единый дизайн электронных образовательных ресурсов, которые разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся и позволяющие сосредоточиться им на изучении материала. Если говорить о расширении педагогических возможностей, то здесь мы прежде всего подразумеваем разнообразие электронных образовательных ресурсов, которые позволяют выстроить учителю урок в зависимости от уровня подготовленности их учащихся и особенностей их восприятия материала. Вот так выглядят электронные образовательные ресурсы в наших учебниках. Мы делим их на практические и информационные. Информационные – это текст, аудиослайды, видеослайды, видеофрагменты и так далее. Информационные – это проверочные ресурсы, контрольные работы, тренировки, учебников, данограф. И, как я уже говорила, использование электронных образовательных ресурсов позволяет выстроить учителю урок индивидуально для каждого учащегося. Если вы знаете, что это ребенок визуал, вы можете предложить ему все, что ему, как говорится, ложится на глаз. Да? Если он аудиал, это аудиослайды или видеофрагменты. И если он кинестетик, вы подбираете для него задания, которые содержат виртуальные лабораторные работы и так далее. Да, вот при анонсировании вот этого нового продукта, электронной формы учебника, часто слышу от учителей возражения такого плана, что нет материально-технической базы достаточной. И на самом деле этого никто не отрицает. Естественно, для того, чтобы полноценно работать с ФУ, школа должна иметь оборудование, которое, собственно, закупается за деньги школы. Но мы готовы предложить вам варианты разных использований в зависимости от материально-технической базы вашей школы. Да, то есть мы готовы предложить вам разработки уроков, где можно использовать электронную форму учебника, даже если в классе всего один компьютер у учителя и интерактивная доска. Фронтальные вид работы можно использовать. Если в классе дети имеют персональные компьютеры дома, как правило, это сейчас у всех уже есть, то можно использовать вариант перевернутый класс, когда материал преподается на опережение, потом обсуждается в классе, опять же, с использованием электронных образовательных ресурсов. Ну и если, конечно же, школа оснащена так, что у всех есть компьютеры, то здесь возможности работы с ФУ безграничны. Как мы предоставляем ФУ в школы? Издательства облекают свой контент в некую такую безопасную оболочку, которая передается своему агрегатору. Вот, и как раз агрегатор заботится о том, чтобы не было каких-то проникновений извне, обеспечивает безопасность контенту, постоянно его обновляет и поддерживает на должном уровне. Уже через агрегатора поступают наши учебники в школы, в информационные библиотечные центры, или там, кто отвечает за эту систему в школе. Уже человек, который принимает у нас лицензию, раздает это конечным пользователям. Все, что касается методической поддержки при работе с электронными формами учебника, вам окажет
издательства, как организовать урок, как правильно использовать те или иные информационные ресурсы, как сделать, составить урочное планирование, а все, что касается технической поддержки, вам окажет помощь агрегатор. Агрегатор – это вот такая симпатичная вполне себе наша цифровая платформа Лекта, которая тоже входит в состав корпорации «Российский учебник». Мы пошли на этот шаг, то есть создали свою платформу для того, чтобы, опять же, облегчить жизнь нашим конечным потребителям, школам и библиотекам, на которых ложится большой труд при приемке электронных форм учебника. Если каждое издательство предоставляет это на разных платформах, это все равно осложняет сильно жизнь. Так вот, хотя бы 3 издательства теперь предоставляют школам учебники на одной цифровой платформе. Значит, посмотрите, я вывела на этот слайд возможности, которые дает цифровая платформа Лекта. Времени не так много, поэтому я коротко скажу о ее ресурсах. Прошу обратить ваше внимание на этот баннер «Доступ к КФУ для школ». Здесь вы обнаружите пошаговую инструкцию, что нужно для того, чтобы закупить учебники в школу. Курсы повышения квалификации помогут вашим учителям овладеть навыком работы с электронной формой учебника. Если вам нужен только сертификат, это работает бесплатно. Если нужен удостоверение установленного образца, то там совершенно небольшие деньги, в районе 2000 рублей, но у вас уже будет удостоверение. Вы выбираете любой модуль, который вам интересен, и работаете дистанционно. Магазин, он скорее для физических лиц, это если сам учитель, ученик, родитель или студент захочет купить наш учебник. Здесь посмотреть можно весь каталог, сколько это стоит. Так, помощь, понятно. Так, Atlas Plus – это интерактивный ресурс, который направлен на отработку умений в формате ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам, как история и география. Достаточно большое количество тренажеров, тестов, различных вариантов работы с картой, которые помогают улучшить умение наших детей работать с картой. Ну и еще ресурс, на который я хотела обратить ваше внимание, он у меня не был выведен на слайд, но у вас есть вот такие листовки, которые предлагают вам ознакомиться с нашими новыми сервисами на лекции. Это классная работа и контроль. Опять эти сервисы направлены на то, чтобы помочь педагогам быстро и эффективно подготовиться к уроку. Это классная работа. И быстро и, так сказать, правильно проверить знания своих учащихся. Эти сервисы предоставляются пока бесплатно. Мы сейчас, как и все издательства, формируем спрос на наш электронный продукт и, собственно, пытаемся вас заинтересовать. Проект, который предлагает вам поучаствовать, это не апробация электронного формы учебника, это просто попробовать наши электронные учебники. Это школа «Открытая инновация». Одно из ее условий – педагог, который собирается получить бесплатные электронные формы учебника, работать с ними и раздать своим ученикам, должен иметь печатную форму нашего учебника. Ну и совсем там небольшие от вас требуются подачи. А продукт, вернее, проект, который мы называем информационно-образовательная среда современной школьной библиотеки, он гораздо проще. Здесь мы предлагаем всем желающим школам, даже те, которые не работают по нашим учебникам, попробовать наши электронные формы учебников. Но, правда, выдаем мы только на библиотеку. Но, как я уже говорила, каждая из лицензий может быть установлена внутри устройства. Это значит, что вы легко можете выдать, не вы, простите, библиотекарь, да? Библиотекарь легко может выдать это 3 учителям-предметникам, которые могут использовать электронные образовательные ресурсы на уроки или при подготовке, даже если они не работают с электронной формой учебника издательства. Ну и, конечно же, сколько бы мы ни говорили о том, какие замечательные, высококлассные наши печатные формы учебников и их электронные ресурсы, мы прекрасно понимаем, что все они всего лишь инструмент в руках педагога. Потому наша форма, наша работа с вами, они действительно безграничны. Мы готовы как оказывать вам методическую поддержку, так и принимать во внимание ваш бесценный опыт работы для того, чтобы
конечный результат наших совместных усилий, это знания и воспитание наших учащихся становились еще более высокими, более эффективными. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем вас к сотрудничеству. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить еще раз всех присутствующих здесь за внимание и поздравить с наступающим Днем Учителя. Пожелать вам таких личных ценностей, как любви, добра, благополучия, хороших учеников, благодарных родителей и высокой оценки вашего труда со стороны государства. С наступающим вас праздником! Спасибо, что вы нашли время приехать к нам. Да. А еще я нашла Выставка время. учебников тоже работает. Да? Можно пойти, посмотреть, пощупать, Коллеги, кого полистать. интересуют вот эти сервисы, пожалуйста, я оставлю вот эти листовочки, подойдите, возьмите. Реально очень хороший продукт, который мы сейчас предлагаем бесплатно. Пожалуйста, вопросы. Да. На понимание. Уважаемые коллеги, после мы хотим 5 минут сделать перерыв. Скажите, вот компьютерный класс. Учитель, учительский компьютер, допустим, не важно, предмет информатика, да? Да. Электронный учебник. Вот как он будет получать лицензию, например, учитель? Дети, у ребенка, значит, он дома имеет компьютер плюс смартфон, и в кабинете он работает у меня на своем компьютере. Вот как распределяется эта лицензия? Как это можно сделать? То есть ребенок должен купить, школа должна купить. Как вот это? Ребенок это, конечно же, может купить как физлицо, то есть его родитель, и использовать это дома. Но если принимается решение о закупке электронной формы учебника на школу, то это предоставляется всем учащимся. И учащийся, получив одну лицензию на использование того или иного учебника, может установить его на 3 устройства. На рабочий компьютер в классе, если подразумевается, что компьютерный класс, на мобильное устройство и на свой компьютер дома. Уточню немного. Да. Вот здесь как раз и вот нюанс, который я хотел спросить. Смотрите, у меня уроки в 5 классах, да? Каждый ребенок приходит, компьютер 15 штук вот у меня, да? Значит, в этот день, сегодня у меня за компьютер на первом уроке работает Иванов с этим учебником, на втором уроке Петров, на третьем Сидоров. Вот они будут приходить на этот компьютер, да, и каким образом? То есть это будет лицензия, которую получила школа и конкретно педагог, и там любой ребенок сидит и работает с этим электронным учебником. Или ребенок каждый должен прийти и чего-то вводить свое, чтобы у него открылся этот учебник под него. Мы не будем устанавливать. Нет, это индивидуальный код доступа. Абсолютно. Но если вы как учитель, у вас идет параллель, да, и вы понимаете, что у вас после 5 А придет 5 Б, и вы опять будете тратить время, то я думаю, что ничего страшного, если 5 А не закроет свои учебники, которые открыты у них на компьютерах, и вы спокойно проведете урок с 5 Б. То есть, а так, в принципе, каждый раз авторизация каждого ученика на этом устройстве. Если не индивидуально. Насколько я знаю, в учебниках можно делать пометки, заметки, поэтому каждый ученик ведь будет делать свои пометки, и поэтому, наверное, все-таки индивидуально. Нет, но бывают же такие моменты, на самом деле, когда не предполагается использование, допустим, в течение всего урока, а нужен какой-то там фрагмент. И действительно, порой тратить время на то, чтобы они загрузились, погрузились, может быть, и нецелесообразно. В любом случае, это на усмотрение учителя, как он регулирует процесс. И учебники могут работать, естественно, офлайн. То есть установили на компьютер. Да, учебники. если вы скачиваете учебники, это работает в режиме офлайн, без только ссылок, да, интерактивных, которые привязаны к интернету. Может быть, наконец, когда-то придет такое время, когда мы в управлении образования уже не будем тоннами таскать учебники туда-сюда, и раздавать всю школу. Будем устать. Да, ну, во всяком случае, мы работаем над этим вопросом. Вопрос можно? Да, спасибо большое за вопрос. Еще. Вопросик. Да. Учебники работают на всех операционных системах, я так понимаю. EPUB, формат, да, можно его открыть какой-то любой программой, которая для этого предназначена. Да. А те ресурсы, на которые есть ссылки, они будут открываться на всех операционных системах? Linux, например. Потому что я, например, скачивал с винта на граф. Такой мало востребованный. Ну, знаете, у нас школа, например, не может закупить Windows, и нам приходится работать с Linux. Я пытался скачать с винта на граф некоторые, ну, с дрофа винта на граф, некоторые ОРЦОРы для учебников, которые у нас в бумажном виде. Когда это было? А вот буквально только что, вот этим летом, на некоторые учебники я не нашел, например. Так, наверное, это потому, что это было в учебнике винта на граф представлено в формате PDF. Нет,
у нас закуплены бумажные учебники. Я поняла. Для учебников должны быть электронные Электронная форма учебника. ресурсы. Да. То есть это различная сопроводительная информация, то, что можно показать презентацию, какие-то такие вот вещи, связанные, например, с картинками, картами и так далее, интерактивные вещи. И что, они на Linux не открывались? Далеко не все. Надо как-то адаптировать, скажем так, операционную систему, чтобы запускать специальную программу, ставить На самом деле, вроде да, Wine. более всего у нас востребована программа Windows, как бы там ни было, да. Но если у вас возникают какие-то трудности, вы всегда можете обратиться в ту самую прекрасную компанию Lepton, которая еще никому ни разу не отказала в технической поддержке. Вы обращались туда? Нет, ну только узнали, Ага, собственно вот узнали. говоря. Ну, жаль. Вот я На можно самом так деле. я возьму и в школу раздам. Конечно, конечно, не можно, а нужно. Да? Спасибо большое. Так, коллеги, и еще вот в некоторых ваших презентационных материалах там есть сертификаты, да, вернее памятки к получению сертификатов. Пройдя вот эти нехитрые шаги, вы получите сертификат об участии в семинаре, который является полноценным для вашего портфолио. Девушки-студенты, которым они не нужны, отдайте это работающим учителям. Спасибо большое. Спасибо. Там вторая. Спасибо. 5 минут перерыв, проветриваем. И потом ждем своих заинтересованных. Пожалуйста. Здравствуйте, всех приветствую. Постараюсь кратко, информативно рассказать о тайнах космоса, да, о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной и как это связано с нами, может быть. Итак, Lego Education – это отдельное направление в рамках большой компании Lego, которая занимается известным производством игрушек. Lego Education производит образовательные решения. То есть то, что предлагается именно для учреждения образования, с тем, чтобы педагоги могли обучать с помощью наборов Lego Education детей разных возрастов, давать им необходимые и эффективные знания, которые сейчас очень востребованы. Многие из вас работают с наборами Lego Education EVA 3, может быть. Есть такие, которые работают с Lego Education? Да, отлично. Вот, значит, кто-то уже знает, что, о чем пойдет речь. И хочется сказать о том, что сам набор, базовый набор EVA 3, позволяет проводить 48 уроков учебный курс в рамках занятий по информатике, либо по технологии в 5 классе. И это его предназначение, в основном так, когда мы с ним работаем. Однако же возникает вопрос, что делать дальше и как можно провести еще больше занятий с помощью этого набора. И вот тогда на помощь приходят другие решения Lego Education, в частности Лунная Одиссея. Это набор, это решение, которое позволяет познакомить учеников с теоретическими основами космонавтики, потому что при создании этого набора привлекалась Объединенная ракетно-космическая корпорация, НПО «Энергия» и Роскосмос. И суть всех заданий, теоретическую основу, получается, эти специалисты нам предложили, и она была использована вот для создания этого учебного решения. Задача этого набора – мотивация учеников на саморазвитие в рамках изучаемой области. У нас что? У нас дети приходят, ну ладно, мы готовы вас послушать, давайте рассказывайте. И вот чтобы не было, как в том фильме, давай бухти, там как космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы должны замотивировать детей, чтобы они сами искали информацию, лазили в интернет, но уже по делу, да, чтобы узнавали больше о космической программе. Повышаем престиж инженерных профессий. Если сейчас взят курс в стране в целом на развитие инженерных специальностей, это, конечно, должно повысить интерес. И пусть не в космонавтику, пусть не в робототехнику эти дети пойдут наши, но хотя бы будут лучше в технике понимать, в современной технике. Это тоже важно. Создаем увлекательный образовательный контент для интеграции в существующие курсы технологии и физики. Опять же, это не развлекательная форма, да, это у нас четкая связь с учебными предметами, можно использовать в рамках учебных занятий, в рамках дополнительной деятельности, так как это у вас получится лучше всего реализовать по вашему месту работы. И практическое развитие навыков ведения совместной инженерной деятельности, ИКТ-компетенции, изучения физики и технологий. Решение предназначено для учеников от 5 класса. И с 5 по 9 класс будут это дети проходить этот курс. Ориентировано на педагогов технологии, физики, информатики.
Предварительно не требуется каких-то отдельных курсов проходить по робототехнике для работы с этим набором. То есть все будет начинаться с самых простых действий для тех учеников и тех педагогов, которые до этого робототехникой не занимались. То есть это будет начинаться с нуля, освоение этого набора. 6-8 уникальных многочасовых творческих проектов, включающих особые задания, основанные на реальных аэрокосмических технологиях, новые модели и идеи по сборке. Будут поля, основное поле для выполнения заданий, основных миссий, и учебные поля, чтобы вот как раз робототехнику освоить с самого начала. Задания перекликаются с основными требованиями соревнований современных по робототехнике. Здесь они все представлены, это и RoboFest, и ВРО, и Junior Skills. Что требуется в основном? То есть формат заданий меняется даже ежегодно, но, как правило, в основном это все ориентация на плоскости, движение по линиям и по цветным меткам и манипулирование объектами. Эти задания присутствуют при выполнении этого образовательного решения. Вот, в целом, что у нас получается? У нас нужно будет создавать модель лунохода на основе базового набора. Это колесная платформа, оригинальной, все-таки скажу, конструкции. Есть стол для моделей, для полей, которые трансформируемые. Это удобно в условиях кабинетов различной площади. Есть интерактивные модели, которые мы должны собрать ручками дополнительно перед началом работы. И есть разные поля, тренировочные и основные поля. Значит, полноценно хорошо составлены учебно-методические комплекты, которые имеют формат кейсов или проектов. 144 академических часа в целом это все включает, составлено нашими российскими специалистами по робототехнике, то есть все подготовлено на хорошем уровне, даже перевод не требуется. Ну и опять же теоретическая основа от специалистов компаний ракетно-космической, Роскосмоса, чтобы было понятно, что это все очень привязано к реальной действительности. И, собственно, сделано по технологии 4C, это технология Lego Education, это максимально эффективное обучение. Вот. Сами миссии, они вот связаны с этапами лунной программы, которая сейчас начинается и в которой мы все будем свидетелями. То есть как и планируемые действия Роскосмоса по запуску лунных аппаратов, такие же примерно миссии у нас все будут. Но все будет в виде проектов, которые дети реализуют с помощью роботов, моделируют те или иные ситуации, которые возникают в рамках этой программы. Запуск корабля, вывод на орбиту, переход с одной орбиты на другую, посадка лунного модуля, установление связи космической, поиск полезных ископаемых. Все эти этапы — это отдельные проекты, которые дети выполняют в рамках работы с этим набором. Вот. Теория, как я сказал, она взята из жизни. И вот, может быть, вы об этом не догадываетесь, на самом деле мы вот будем скоро свидетелями, а может быть и участниками, некоторые из нас, лунной программы России. То есть она сейчас возобновляется. В 2019 году с космодрома Восточный полетит наша новая ракета «Ангара». Она повезет спутник лунный. Это один будет из 5 проектов, которые вот сейчас ближайшие планы. Они будут исследовать лунную поверхность. Программа включает в себя доставку лунного грунта с Луны на Землю, высадка марсохода, исследование реальной поверхности и изучение поверхности Луны на предмет появления там человека и лунной станции. То есть это наши ближайшие планы. И при этом я думаю, что вам не нужно скептически к этому относиться. Просто представьте, что было в России, в СССР 60 лет назад. Да? Мало кто верил, что кто-то полетит в космос, а тем более, что это будет советский человек. Вот. Но, опять же, несмотря на весь скепсис сегодняшней ситуации, да что такое Россия, да что она может, если мы такой прорыв сделаем, я думаю, что мы будем собой гордиться. Вот. Вся теоретическая основа, она вот здесь, как я сказал, тоже от Роскосмоса, о том, что сейчас планируется делать парные запуски ракет, на орбите происходит стыковка между ними, и уже с помощью разгонного блока, получается, с земной орбиты этот аппарат переходит на лунную, происходит посадка, потом этот модуль взлетает, опять возвращается на земную орбиту, и дальше уже совершается его посадка на земной поверхности. То есть все эти теоретические основы присутствуют, можно глубоко в это погрузиться. Я думаю, что дети, которые будут заниматься, они еще и нам всем расскажут о том, как будет лунная программа выполняться. А потом только мы узнаем об этом в новостях.
Все реальные объекты существуют, то есть это не какая-то абстрактная ракета, которая куда-то летит, это будет именно модель Ангары-5, которая будет выводить эти спутники на орбиту, транспортный корабль «Федерация», лунный взлетно-посадочный модуль, эскизы, опять же, от Роскосмоса. Вот это все будут дети собирать, и это все будут использовать. Ну вот еще раз, может быть, повторить про то, что какие образовательные задачи здесь стоят и как они будут выполняться и с помощью чего. То есть я думаю, что вот моя задача была очень кратко вас об этом проинформировать. Через пару месяцев будет уже демонстрационный экземпляр, можно будет посмотреть, потрогать руками, увидеть его в действии. Но сейчас пока получается только с помощью презентации могу вам это все показать. Партнеры, которые участвовали при разработке проекта, если есть какие-то вопросы, думаю, что несколько минут у меня есть, чтобы на них эти вопросы ответить. Спасибо. Алексей, пожалуйста, вопрос, уважаемые коллеги. Что включено в этот комплект? Комплект будет рассчитан, скорее всего, на класс, то есть там будут базовые наборы. Предполагалось, что это будет 15 базовых наборов. Плюс еще, как говорили, несколько полей, тренировочные и основные. Отдельный набор деталей для того, чтобы можно было собирать интерактивные модели или манипуляторы. Ну вот и все. Стол, наверное, опционно будет в комплект включен. Ну и методические материалы, конечно. Спасибо. Еще вопросы? Как-то с теми, которые сейчас EV3 существуют, да, модели, они как-то интегрируются с ними или нет? Ну, базовый комплект тот же самый используется, да, это правда. То есть это как надстройка сверху? Надстройка сверху, правильно. А без наборов можно приобрести? Ну, я тоже такой вопрос задавал. В основном-то планируется, что обеспечивать, наверное, этим школы или центры, которые только открываются. Потому что в этом случае будет все в комплекте включено. Спасибо. Еще вопросы? То есть опционно нельзя ходить сказать? Пока, видимо, нет. Наверное, вот я бы тоже этого хотел, как лично, но говорят, что все будет пакетом предлагаться. Но говорят, что наборы все равно не выходят из строя, да, может быть будет какая-то лайт-версия, где не надо будет 15 коробок покупать, а может быть будет меньше. Стоимость? Да ладно, пригодится еще. Да? Стоимость набора. Вопрос стоимости, да. Вопрос стоимости набора. Вопрос стоимости. Ну вот опять же говорю, если будем считать на 15 комплектов, да, 15 комплектов, да, где-то, видимо, 400 тысяч, может быть, больше. Да, больше. Да, больше, но да. я думаю, вот как было показано, что пилотные проекты будут реализовываться с кванториумом, то есть вот рассчитывается на бюджет кванториума и, может быть, других таких серьезных организаций, которые позволят себе такие закупки. Но опять же будем рассчитывать, что будет поддержка сверху, когда будем понимать, что в целом этот проект государственно важный. Вот, и я думаю, что тогда и реализовывать его тоже будем. Ну, без гибкости, вот, в данном случае, у кого есть, вы не сможете реализовать полностью. Ваши отзывы очень полезны будут. Я думаю, что вы можете их отдельно сообщать. Я тоже буду говорить об этом. Про гибкость понял. Все понял. Есть еще вопросы? А вот методический сам комплекс, какие книжки там, что будет? Да, там будут как они книги оформлены? для учителя, правильный вопрос, то есть по которым педагог может готовиться к занятиям. Они полностью расписаны, вся структура урока, как поставить задачу, основная часть, какие вопросы задавать детям. Плюс еще даже опросный лист, с помощью которого можно контролировать, сколько ребенок понял тему урока и правильно выполнил задание. То есть это все присутствует, это все есть. Плюс еще, конечно, теоретические материалы от Роскосмоса о содержании этих миссий. Программное обеспечение каким-то образом меняется, или мы тот же самый EV3 используем? Тот же самый. Тот же самый, Да. да? Что здесь нового-то? Разработки и поля, и все? Да, но вопрос-то в проектной деятельности. Да? История новая. Смотрите, конечно, то есть вы же можете делать свой проект. То есть вы скажете, я хочу для Республики Коми сделать проект, связанный с нефтяной промышленностью. Это будет ваш личный проект. Здесь, получается, не заставляют вас делать эти методические материалы. Вам говорят, вы уже сделали. И вот, пожалуйста, вам не нужно думать, нужно искать информацию, не нужно название Роскосмос по поводу теоретических материалов. У вас уже все готово. А можете делать свои проекты, вам никто не мешает. Но это запрос от педагогов, что мы хотим проектную деятельность развивать с помощью вашего набора. Дайте что-нибудь. Вот мы даем. Российский, кстати, вот полностью российский проект. А сильно отличается от того набора, что у Лего можно купить? У них тоже есть космическая программа? Ну, и то Лего, и это Лего, да, то есть это Ну, вот получается новая версия,
привязаны к нашему российскому материалу. Может быть, по сути заданий, ну хотя я тоже сравнивал, мне кажется, все-таки здесь поинтереснее даже будет. Но где-то похоже, где-то не похоже. Спасибо. Нет больше вопросов, да? Благодарим Алексея. Так, и мы приглашаем. Вячеслав Алексеевич у нас дистанционная будет сейчас? Так, включается у нас Якушенкова Оксана Сергеевна. Она является редактором проекта Global Lab и расскажет нам о том, как можно организовать проектный подход в условиях современного образования на платформе Global Lab. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Да. Очень приятно. Меня зовут Якушенкова Оксана Сергеевна. Я представляю компанию Global Lab. И сегодня я расскажу вам о том, как организовать проектно-исследовательскую работу школьников с помощью образовательной среды Global Lab. Мы вас не увидим. Что? Мы вас не увидим. Ну, если хотите, вы меня увидите, но я бы хотела вам презентацию показать. Хорошо. Я могу потом переключиться после презентации и ответить на ваши вопросы, и вы посмотрите на меня. Хорошо, спасибо. Итак, Global Lab – это безопасная онлайн-среда, в которой учителя, школьники и их родители могут принимать участие в совместных исследовательских проектах. Все исследовательские проекты Global Lab выполнены по методу гражданской науки, краудсорсинга. То есть это предполагает небольшой вклад каждого участника в формирование общего качественно нового знания. Оксана Сергеевна, извините, мы не видим вашу презентацию. Вы нам ее уже показываете? Да, уже показываю. А мы пока не видим. Сейчас еще раз попробуем. Нам надо включить демонстрацию рабочего стола, да? Да, я его включила. У меня включен PowerPoint, по идее, как бы вы должны его видеть. Если не видите, я попробую сейчас... А в скайпе вы включили демонстрацию рабочего? Да, конечно, включил. Попробую сейчас еще через тогда... Так. Вот так. Вот что-то появляется. Сейчас что-то будет. А вот так. Грузится что-то? Грузится. Видно? Ждем пока. Хорошо. Я пока попробую помедленнее рассказывать о том, что есть на этом слайде. Итак, на данный момент... Все, появилась презентация, спасибо. Спасибо большое. На данный момент на платформе Global Lab 150 тысяч участников. Из них где-то 30% это педагоги, и остальное это школьники из разных уголков. Большая часть наших учащихся жители России, но есть и из США, из Канады, из ближайших с нами республик. Пользователей очень много. Проекты Global Lab могут быть привязаны к темам школьной программы по разным предметам, гуманитарным, естественно-научным, инженерным дисциплинам, могут выходить далеко за рамки. Участвовать в проектах можно на уроке, дома, можно в группах, можно индивидуально, можно с друзьями, учителями, можно с родителями. Чаще всего так и бывает, что дети приходят к нам в первом классе, участвуют сначала с родителями, в третьем-четвертом классе с помощью педагогов, в пятом-шестом классе они уже превосходят педагогов, участвуют сначала наравне, потом ведущие. Они, педагоги, немножко помогают. Можно в рамках выполнения школьных проектов, можно просто проводить любопытные исследования. Дети очень быстро включаются, начинают исследовать все, что их окружает, стулья, столы, вообще все для них, все становится объектом исследования. Можно заниматься в онлайн-кружках и курсах Global Lab. Что это такое, я попозже расскажу. Как все это работает, какие проблемы можно решить при помощи Global Lab. Global Lab помогает внедрить проектно-исследовательский подход в урочную деятельность благодаря тому, что на данный момент существует база готовых проектов. Это более 1500 проектов. Многие из них сопровождаются методическими материалами. На тот случай, если педагог не знает, как правильно проводить этот проект. Далее, удобно работать благодаря тому, что можно создавать свои собственные проекты по проверенной и опробированной методике. Global Lab обеспечивает доступ к методической
поддержки и сообщества учителей. На данный момент это более 20 тысяч учителей, которые работают больше 3 лет на нашей платформе. Соответственно, это доступ к лучшим практикам в данной области. Global Lab обеспечивает сетевое взаимодействие различных образовательных учреждений по всей стране и других странах, что тоже дает возможность набираться опытом, обмениваться опытом. Global Lab помогает в организации внеурочной деятельности. Например, если в вашей школе нет педагогов, которые могут вести тот или иной вид внеурочной деятельности, или нет готовых решений, готовых алгоритмов, как проводить эту деятельность, то на Global Lab есть готовые кружки и курсы с готовыми методическими материалами, методиками проведения, сопроводительными материалами. Также Global Lab предоставляет контент для использования оборудования. Очень частая проблема, когда в школах есть такие планшеты, цифровые лаборатории, но нет опыта их использования. Global Lab помогает строить датчики и планшеты в урочную и неурочную деятельность. Есть проекты, в которых данные с планшетов попадают сразу в интернет, регистрируются, анализируются, выводятся в общий результат. Далее. Global Lab, поскольку это интернет-платформа, для того не секрет, что дети тянутся ко всему электронному, Global Lab повышает мотивацию детей к обучению. Они создают самостоятельные проекты, они участвуют в проектах других школьников, они обмениваются опытами, они находят друзей по интересам, заинтересовываются новыми темами, которые зачастую на уроке кажутся скучными, неинтересными. Вот в виде проекта деятельности детей очень быстро заинтересовывают. У школьников формируются компетенции будущего. Это один из самых важных моментов, о которых сейчас говорят на разных уровнях. Такие компетенции, как умение творчески мыслить, проблемно мыслить, анализировать проблему, умение работать в команде, коммуникативные навыки, самостоятельность, все это формируется во время работы на платформе. Школьники могут создавать свои индивидуальные проекты, могут работать с участниками из разных регионов, из различных школ, могут создавать проекты на разных языках. Платформа в данный момент локализована на русский, точнее, она сделана на русском языке, локализована на английский и испанский языки, но проекты можно делать на любом языке, который вам удобен. Просто интерфейс может быть только на этих 3 языках. Участники принимают участие в олимпиадах и конкурсах, которые проходят у нас практически каждую неделю. Все они связаны с проектной деятельностью. Такие конкурсы и мероприятия позволяют проверить уровень достижений учащихся. Администрация школы в любой момент имеет доступ к статистике участия своих школьников, к статистике работы преподавателей и может использовать это для формирования отчетности. Global Lab отлично дополняет любые платформы с контентом, Яндекс, мобильное электронное образование, Евникру и так далее. Пожалуйста, на Global Lab. Каждый участник проекта выполняет небольшой эксперимент или исследование, сравнимый с любым школьным проектом по своей сложности. Результаты эксперимента или исследования поступают в общее хранилище, анализируются, на основе этих результатов формируется общий результат, который представляется в виде виджетов. Это могут быть карты, графики, галереи. Сейчас все покажу. Общий результат, по сути, является новым знанием, которое может служить предметом дискуссии, основой для возникновения новых проектов и так далее. То есть, по сути, есть 3 формы работы. Первая форма работы – это создание собственного исследовательского проекта. Вторая форма работы – это участие в исследовательском проекте, созданном уже на платформе, то есть своя собственная анкета. Третья форма работы проектной – это взять результаты готового проекта, проанализировать их и на основе этих результатов написать какую-то работу. Зачастую школьники проходят все 3 этапа, то есть делают свой собственный проект, принимают в нем участие, потом анализируют результаты, оформляют их в виде презентации, с ними выступают уже. Пример естественно-научного проекта приведу. Один из популярных проектов у нас – это природные индикаторы pH. Учащиеся должны найти растения, которые могли бы использовать в качестве полных или частичных индикаторов кислотности. Таким проектом можно заменить традиционную лабораторную работу. Участники проводят ее дома. Каждый участник проекта готовит отвар или делает вытяжку из любого растения и пробует использовать ее в качестве индикатора pH по общему протоколу, который предлагается в проекте. Результаты работы загружаются через анкету исследования и все выводятся в общем виде. Мы можем посмотреть, что чаще использовали, что чаще служит индикатором pH, это стебель, листья и так далее. То есть в виде такого графика мы можем посмотреть, секундочку, где чаще проводить подобные исследования, можем посмотреть, какие растения брали и так далее. То есть все данные проекта выводятся в единый график. Приведу пример, естественно, гуманитарного проекта. Данный проект находится на стыке
стыке литературы и географии. В нем учащиеся наносят на географическую карту места, которые упоминаются в художественной литературе. Этот проект пользуется большой популярностью как у учителей географии, так и на уроках литературы, так и в курсе краеведения, поскольку позволяет лучше познакомиться с той местностью, историей и литературой той местности, где проживает участник. На данный момент, как я уже говорила, у нас уже более 1500 проектов, готовых по разным темам, предметам. Педагог может подобрать проект для своей деятельности по ряду параметров. Например, по предметной области, по языку, естественно, по целевой аудитории, на кого он рассчитан, и по тематическому рубрикатору. Лучшие проекты привязаны к тематическому рубрикатору для начальной и основной и старшей школы. Любой пользователь, зарегистрированный на нашей платформе, может создать и опубликовать свой собственный проект. Для этого используется специальный конструктор проекта. У проекта есть описание, у проекта есть протокол, гипотеза, цель, протокол проведения исследования, у проекта есть анкета, куда, собственно, будут загружаться данные, есть результаты. На сайте у каждого пользователя есть результаты работы, личное портфолио. По результатам участия в различных проектах формируется некое индивидуальное портфолио участника, куда накапливаются все данные, присланные из разных проектов. Любой, будь это педагог, будь это родитель, может посмотреть, чем занимается ребенок, какие темы ему интересны, скачать портфолио в виде PDF-файла. Здесь же фиксируются результаты по всем видам деятельности. Хранятся награды, дипломы, сертификаты, свидетельства о публикации и так далее. Есть еще одна сущность у нас на платформе, это курсы и кружки Global Lab. По сути, это несколько проектов, объединенных в единую образовательную траекторию, которая сопровождается видеолекциями, учебными текстами, тестовыми заданиями, методическими материалами для педагогов, если это необходимо. Все это объединяется в единую индивидуальную траекторию. Когда участник ее проходит, виден прогресс. Он проходит это в течение определенного времени. В конце выдается сертификат или диплом, в зависимости от того, что это такое. Для удобства работы образовательных учреждений есть такая сущность, как виртуальная площадка. По сути, это отдельная зона, предназначенная для работы учебных заведений. Каждая виртуальная площадка имеет свой собственный выделенный сегмент. Это позволяет участникам создавать закрытые проекты, в которых принимают участие не все пользователи Global Lab, а только ученики этой виртуальной площадки. Внутри площадки имеется рейтинг пользователей. Вы можете посмотреть, кто самый активный ученик, кто самый активный педагог на этой площадке. Также доступна функция мониторинга пользователей проекта. В каждой виртуальной площадке есть отдельная доска обсуждений. На ней участники могут общаться, обмениваться опытом и так далее. В принципе, на платформе существует огромное количество средств общения. В каждом проекте есть свой блог, в каждом проекте есть просто обсуждение, доска обсуждений в блоге. Куратор или автор проекта могут вести обсуждения на некие научные темы. В обсуждении пользователи делятся опытом или проблемами, которые возникают, просят помощи. Также существует функционал личных сообщений, то есть все пользователи могут обмениваться личными сообщениями. И тьюторы и кураторы виртуальных площадок, курсов, кружков имеют возможность делать рассылки по участникам своего сообщества. Извините, совсем без голоса уже. На платформе у нас существует и графикация. Участвуя в проектах, пользователи получают сертификаты, вот такие вот значки. Все они сопровождаются свидетельствами, дипломами. Если это значок за публикацию проекта, то свидетельством о публикации. Участвуя в проектах, пользователи зарабатывают очки, продвигаются в рейтингах. Для детей это, пожалуй, наиболее важный момент. Они всегда хотят быть первыми. Рейтинг самых активных пользователей можно тоже посмотреть на сайте. И в качестве, как я уже говорила, в качестве подтверждения пользователи имеют возможность получать электронные, бумажные сертификаты, дипломы, и вид у всего этого может быть разный. Те проекты на платформе, это один из важных моментов для педагогов, для родителей, проходит премодерацию. То есть пользователь, создавая свой проект, получает от тьюторов и модераторов рекомендации о том, как доработать проект до требований, чтобы была гипотеза, чтобы была цель, чтобы просто не набор каких-то отдельных слов, а чтобы проект обязательно доказывал или опровергал свою гипотезу. Для этого имеется специальная доска обсуждений. Она доступна только авторам и тьюторам и модераторам. Также все сообщения, все анкеты, все данные проходят постмодерацию. Любой пользователь может пожаловаться, если у него возникает такая необходимость. То есть за всем, что происходит на платформе, мы тщательно следим.
где тьютеры помогают новым педагогам, которые пришли на платформу. И, наконец, мне хотелось бы сказать об успешности. Мы провели некое исследование внутренних показателей успешности и пришли к выводу, что вообще, в принципе, у детей, работающих на платформе, наблюдается прогресс в знаниях, в умениях, в навыках. Это и чаще всего они выбирают непредметные области исследований и учатся интеграции знаний различных областей наук. Они учатся систематизировать данные, делать выводы. Они обучаются навыкам самостоятельного поиска информации и навыкам аргументации предлагаемых решений и выводов. Особенно это происходит при создании собственных проектов. Про использовать ИКТ, в принципе, говорить, конечно, сложно, поскольку они все используют ИКТ для оформления и демонстрации своих результатов, поэтому здесь у нас будет 100% прирост. Среди наших пользователей, если сравнивать школы, которые работают на платформе Global Lab, выросло количество участников научно-практических конференций. Вот. В принципе, у меня все. Если вы хотите задать какие-то вопросы, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Оксана Сергеевна, мы благодарим вас за то, что вы нашли возможность принять участие в нашем образовательном форуме. И у нас в студии присутствуют руководители образовательных организаций, присутствуют учителя, очень много учителей информатики собралось, и я думаю, какие-то вопросы у них появились. Пожалуйста, уважаемые коллеги, вы можете задать свои вопросы. Я, в принципе, немножко скажу, я очень понимаю коллег, что задать вопросы вот так вот сразу после презентации практически невозможно. Для этого надо сначала поработать на платформе, и сразу же появляются вопросы. Мы всегда открыты для общения, мы общаемся со всеми, будь это первоклассники, десятиклассники, педагоги, мы всем помогаем, всем подсказываем. Поэтому не стесняйтесь обращаться к нам. У нас дружественная служба поддержки, которая всегда отправит ваше сообщение дальше, кому это либо мне, как модератору проектов, ответственному модератору проекта, или там еще кому-то, кто этим занимается. У нас в аудитории очень популярный вопрос «Цена вопроса». Да. Цена вопроса разная в зависимости от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить виртуальную площадку, это одно. Если вы хотите работать как индивидуальный пользователь, то это другое. Она колеблется от 1000 рублей за год до в зависимости от количества участников. А вот так же, как у Я-класса, есть что-то бесплатное? У Да, Я-класса конечно, у них регистрация на две части делится. Платное и бесплатное. Есть что-то бесплатное у вас? Бесплатное участие, регистрация и участие во всех проектах на платформе. Спасибо. Еще появились вопросы, коллеги? Спасибо большое, Оксана Сергеевна. Мы непременно воспользуемся вашими ресурсами. Спасибо. Спасибо. Так, мы передаем слово Татьяне Валерьевне Долговой, руководителю отдела апробации и методического сопровождения ООО «Мобильное электронное образование». Ну да, я понимаю, что она работает, просто с моим ростом не совсем удобно пользоваться, к сожалению, высоко висящими досками. Поэтому я воспользуюсь немножко другим инструментом. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать. И я хотела бы начать с того, что я хочу поздравить всех с профессиональным праздником. Я думаю, что это наш общий праздник, и мой в том числе, потому что я достаточно долго работала и в школе педагогом, и работала в ВУЗе со студентами, поэтому мне на самом деле очень близко все то, что происходит в образовании. Но я бы хотела поговорить о другом немножко аспекте и о других возможностях, которые нам дают современные средства обучения и современные технологии, с которыми мы все глубже и глубже, все чаще и чаще начинаем работать. Мы сейчас уже часто говорим о сетевом обществе, о сетевом взаимодействии, и на самом деле сеть интернет стал таким новым социальным явлением. Это не только инструмент, но это фактически в какой-то степени место нашего существования. И если мы в большинстве своем в сеть пришли, хотя на самом деле вот люди, например, моего поколения,
в сеть вошли практически, да, с момента ее появления, потому что, да, я еще пользовалась, помню, сетью Фидо, как только-только была первая появилась сеть, да, которая возникла. Но сейчас дети уже с сетью рождаются, они не просто пользователи, они уже жители сети, и мы часто называем их из-за этого цифровыми аборигенами, то есть теми, кто в сети уже давным-давно живет, а мы немножечко там все-таки пришельцы. И сеть это не только, как я уже сказала, инструмент, но это очень мощный фактор, который формирует сознание современного ребенка, и мы не можем этим пренебрегать. С другой стороны, те цифровые технологии, которые все прочнее и прочнее входят в нашу повседневную жизнь, рождают новые способы экономического взаимодействия. Из-за этого рождаются принципиально новые потребности общества, с которыми раньше, обучая детей, мы никогда не сталкивались. Если мы посмотрим историческую ретроспективу, мы увидим, что очень сильно меняются потребности общества к образованию на переходе от общества индустриального к обществу цифровому, к информационному обществу. Если в обществе индустриальном требовался специалист с определенными навыками, безусловно, хорошими, хорошо сформированными, но эти навыки практически не менялись у человека в течение профессиональной жизни, то сейчас та экономика, то общество, которое существует уже, к которому мы постепенно переходим, требует скорее умения учиться на протяжении всей жизни. То есть мы не можем сказать, например, какую профессию, какую технологию будет использовать наш ученик, который сейчас поступает в школу, потому что скорость изобретения каких-то технологий и, самое главное, скорость вхождения их в повседневную жизнь, она ускоряется какими-то необыкновенными, чрезвычайными вообще темпами. Да, и поэтому наши дети, они не только стали другими, они по-другому воспринимают мир, они совершенно свободно существуют в сети, они по сути существуют в двух мирах, виртуальном и реальном мире. И мы сейчас видим, что более трети подростков проводят в интернете примерно по 8 часов в сутки. В основном они там общаются, то есть это именно средства общения, средства взаимодействия. И плюс наши современные дети, они с точки зрения общения и информации отличаются очень высоким уровнем мобильности. Перестало быть значимым, где именно мы получаем информацию, потому что, имея в руке гаджет, мы получаем доступ ко всем фактически информационным ресурсам не просто России, а на самом деле всего мира. И для современных детей совершенно нормально взаимодействовать, например, с людьми, которые живут в Австралии, в ЮАР, посмотреть в живом режиме, как там экспедиция в Антарктиде происходит. То есть это становится нормальным, и это огромные, гигантские возможности для обучения. Поэтому у нас немножечко изменяются задачи школы. Безусловно, остаются те задачи, которые перед нами стояли и раньше. Во-первых, это формирование личности достойного человека и гражданина. И я специально ставлю это на первое место, потому что именно это является самым значимым. Это, безусловно, формирование у детей определенных навыков и определенной суммы знаний, что называется базовой, с которой они выйдут затем в то общество, которое ждет. Но это и новое мы уже должны готовить обучающихся к успешной жизни и деятельности в современном обществе, в условиях современной экономики и формировать так называемые навыки и компетенции 21 века. И перед нами снова стоит вопрос не только кого мы учим и как мы учим, но и чему мы учим и кто обучает. Потому что у учителя появляются совершенно новые роли, к которым мы еще пока не привыкли и которых мы не знали раньше. То есть мы немножечко с вами, педагоги, привыкаем к тому, что вот мы стоим перед аудиторией, как я сейчас перед вами стою, и являемся трансляторами знания. И учитель является единственным источником знаний. А на самом деле ситуация уже поменялась, потому что учитель это не единственный носитель и источник знаний, источников огромное количество. Но учитель это в первую очередь положительный пример для ребенка, это модератор учебной деятельности, это тьютор, это куратор, как хотите называйте. Это не тот, кто тащит ребенка за собой, а тот, кто вместе с ним идет в будущее. И мы идем вместе с нашими детьми
И самое главное, что поменялось, мы уже не только даем детям знания, но и обмениваемся с ними знаниями, потому что зачастую наши дети в каких-то аспектах уже знают намного больше, чем мы. Мы это должны принять и двигаться вместе с детьми к новым горизонтам, которые очень широкие нам открываются. Отдельно хочется сказать о тех новых возможностях, которые предоставляют нам цифровые источники информации. Во-первых, это гораздо больше объем информации, чем нам может предоставить любой абсолютно полиграфический носитель. Это не значит, что полиграфия уйдет, что мы откажемся полностью от чтения бумажных книг. Этого не случится, я думаю, еще в обозримом ближайшем будущем очень долго. Но электронный ресурс, цифровой ресурс – это свободный доступ к огромным объемам информации. Это не только возможность, но это и должно быть умение эту информацию отбирать, находить, фильтровать и с ней работать. Второе – это самые разнообразные формы. То есть если в книге полиграфически мы видим текст и максимум изображение какое-то, то в цифровой форме мы можем услышать звуки, мы можем увидеть какие-то видео, мы можем увидеть анимационные объекты, которые показывают нам те процессы, которые мы не можем отследить и увидеть в действительности. Но когда мы, например, увидим с вами движение литосферных плит, этот процесс очень медленный. Надо жить несколько миллионов лет, чтобы как-то отследить это изменение. А с помощью электронки мы это можем достаточно легко увидеть и продемонстрировать, естественно, в гипотетическом виде. Это гипертекстовая структура, то есть это другая структура работы с информацией. Книга, она в большинстве случаев, мы ее линейно, мы читаем ее от начала до конца, от корки до корки. Но все-таки согласитесь, редко так бывает, что мы начинаем перелистывать страницы, смотреть в конец, но если только это не детектив, когда хочется быстро-быстро узнать, кто убийца. Здесь по-другому. Любой электронный ресурс дает нам возможность свободного перемещения по массиву информации в любом порядке, в любой последовательности. Одним из основных преимуществ является возможность интерактивного взаимодействия. На самом деле не только с контентом, но это и взаимодействие посредством электронных ресурсов, цифровых ресурсов между учителем и учеником. И, соответственно, вот те новые возможности, которые дает нам цифра, дает нам новые совершенно дидактические функции. То есть полиграфический учебник, он не имеет тех функций, которые имеет электронный ресурс, если, безусловно, он правильно сделан. Смотрите, что появляется. Во-первых, мы можем учить когнитивные стили восприятия ребенка. Если ребенок аудиал, он может слушать. Если визуал, смотреть видео, получать более широкий поток информации. Это огромное расширение наглядности. Мы же про классические дидактические принципы с вами не забываем, и мы их продолжаем применять, но здесь они применяются намного шире. Это возможность представить объекты и явления в реалистичном виде. Послушать пение птиц, например, посмотреть, как выглядит в реальности морской прибой и так далее. Это возможность нелинейного изучения содержания, то есть это, по сути, возможность очень широкая для формирования индивидуальной образовательной траектории и выбора последовательности и объема содержания самим ребенком. Это возможность предъявления информации по запросу ученика, именно то, что интересно ему. Это использование различных сочетаний элементов, то, что нам тоже электронка может предложить. И самое важное – это возможность уровневой дифференциации, то есть подстройка под каждого конкретного ребенка с учетом именно его потребностей и реализация принципа вариативности. Но, безусловно, мы с вами не должны забывать и о цифровой безопасности. И как раньше, нам всегда рассказывали о правилах, которые мы должны соблюдать. Не говори с незнакомцем, не садись в машину к незнакомым людям, не бери конфету незнакомых людей. Все эти правила сохранились. Есть такое исследование, его проводила известная очень российский психолог Галина Солдатова. Как строится мир ребенка. Если раньше мир ребенка – это в первую очередь семья, затем школа, друзья, затем взрослые другие, с которыми ребенок взаимодействует, и только потом незнакомые взрослые.
с которыми, как правило, взаимодействие ведется опосредованно, то мир ребенка в сети это ребенок и окружающие его незнакомые люди разных возрастов. И зачастую ребенок предоставляет, да, совершенно незнакомым людям совершенно личную информацию, да, которая потом может неизвестно куда попасть и что с этой информацией будет. Поэтому, безусловно, да, сеть это прекрасно, это огромные возможности, но мы не должны забывать о мерах безопасности. Да, здесь на слайде представлены те риски, с которыми ребенок может столкнуться в сети, и мы обязательно при обучении должны учитывать эти риски, предупреждать о них детей и обучать их именно правилам безопасности, работы в сети, поиска информации и так далее. И, собственно, к чему мы движемся. На данный момент, да, организации ЮНЕСКО, ну, это довольно-таки давно уже произошло, да, был сформулирован перечень навыков и компетенций 21 века. Ну, коллеги, на самом деле, если читать полностью документ, то это иногда похоже очень на портрет строителя коммунизма. Потому что на самом деле это, в общем-то, такие общие ценности, которые всегда и везде. То есть будь честным, будь грамотным, помогай другим и так далее. То есть это очень простые на самом деле вещи. Но мы немножко их, наверное, потеряли, поэтому стоит, наверное, к ним вернуться. Да, посмотрите, да, это умение коммуницировать с другими, это критическое мышление, это нестандартное мышление, это готовность к инициативе, к изобретательности, к познанию, к самореализации и так далее. То есть это, собственно, и есть все то, что мы должны, да, предложить нашим детям. Но на самом деле есть такой вот очень интересный вариант предъявления, да, вот в кратком виде навыков 21 века, это 4К. Да, то есть такие ключевые моменты это креативность, критическое мышление, коммуникация и командная работа. Да, вы видите, что сюда не входят знания, ну, потому что знания это как бы отдельная вещь, мы в любом случае их детям предоставляем. Но таким образом мы видим, да, что вот эти 4К, они, собственно, отражают основные направления формирования личности ребенка. И вот учитывая те вот эти новые, да, условия, в которых мы сейчас живем, те новые возможности, которые у нас сейчас появились, мы, наша команда, попытались, да, создать тот ресурс, который в наибольшей степени мог бы ответить и современным вызовам, и современным потребностям и интересам детей. Насколько нам удалось это сделать, конечно же, судить вам, но я постараюсь это сейчас и представить. Что представляет собой наша платформа? Это комплексный ресурс, который представляет собой, с одной стороны, цифровой контент со всеми учтенными свойствами цифрового контента, представляет собой инструментарий для организации образовательной деятельности, причем каждый пользователь имеет свой логин и пароль, свой вход в нашу систему, то есть формируется фактически личное образовательное пространство как для ученика, так и для учителя, но и для других участников образовательного процесса. Наше решение является облачным, то есть, собственно, вот это пространство, оно доступно в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, с любого устройства, из любой географической точки, везде, где есть интернет. Это решение кроссплатформенное, то есть можно использовать любую на данный момент существующую платформу и любое устройство. Я бы, коллеги, да, хотела бы сейчас уже перейти к... Попробую выйти. Да, и попробую показать, да, чтобы не быть голословной, да, ничего смотреть слайды, если можно посмотреть, собственно, вживую саму систему. Я заранее подготовилась, ввела логин-пароль, я ввела в данном случае тестового ученика, который позволяет, да, нам увидеть те основные возможности, которые имеет в системе, собственно, главный участник образовательного процесса, это наш ученик, наш ребенок. Мы здесь видим, да, тот инструментарий,
который позволяет ученику в первую очередь организовать свою деятельность. То есть мы видим систему коммуникации, она у нас стоит на первом месте. То есть весь учебный процесс мы организуем именно через коммуникацию и даем возможность этот процесс организовать таким образом. Далее мы видим инструменты для фиксации образовательной деятельности и результатов, и процесса в форме органайзера. И мы видим индивидуальную образовательную траекторию, которую выстраивает ученик совместно с преподавателем. Все разработанные нами курсы находятся в библиотеке. На данный момент у меня здесь сформирован на самом деле случайный набор курсов. Вы видите, что у меня от одного класса предмет, от другого и так далее. На самом деле разработаны курсы с 1 по 11 класс на данный момент. И у нас сейчас выходят еще дополнительные сборники по подготовке к олимпиадным, всем мероприятиям. Но что мне здесь хотелось показать, самое главное. Видите, набор курсов может быть любым. Библиотека курсов позволяет любому ученику, любому педагогу создать именно тот набор курсов, который подойдет именно ему. Я вам, коллеги, приведу пример, очень характерный, хоть и немного печальный. Мы работаем достаточно плотно с центром Димы Рогачева. Кто не знает, это детский онкологический центр в Москве. И туда попадают дети, которые либо проходят лечение от онкологических заболеваний, либо находятся на реабилитации. Понятно, что лечение занимает у ребенка очень много времени и сил. И темп работы у всех детей разный. И кто-то из детей, например, пропускает иногда полгода, иногда целиком учебный год. И необходимо восстановить те знания, которые ребенок не смог получить, находясь в этот момент на лечении. Поэтому совершенно нормальной ситуацией является, когда, например, ученику 5 класса подключаются курсы 3-4 класса, чтобы он мог догнать, восстановить, восполнить пробелы в памяти, и в знаниях, которые у него из-за этого возникли. И это совершенно другая ситуация. Ребенок, который глубоко интересуется предметом, который одарен в предмете, который хотел бы двигаться дальше. Ничто не мешает, например, ребенку, скажем, пусть даже и 5 класса, подключить курс по физике. И он может его просматривать, выбирать оттуда какой-то материал, читать то, что ему интересно и так далее. Ну и бывает ситуация, например, прыжков через класс. Вот у меня непосредственно была в школе такая ситуация, когда мальчик прыгал через класс, подключались курсы, соответственно, 5, 6 и сразу 7, чтобы ребенок мог все усвоить. Как устроены сами курсы? Они устроены по единой методологии. Я вам сейчас покажу на примере окружающего мира, но мы любой курс бы не открыли с вами, устройство будет одинаковое. Во-первых, каждое занятие, которое у нас в курсе есть, имеет в самом начале обязательно задание к занятию и ключевой вопрос. Задание к занятию может быть очень разным. Как правило, это практические задания, которые мы предлагаем детям в качестве либо проектной деятельности, либо просто для выполнения. Можно предложить в качестве домашнего задания. Вот мы такой опыт, кстати, вчера видели в гимназии искусств. Вот коллега сегодня с вами поделится уже опытом практическим, скажем, использования нашей системы. И самое главное, мы таким образом пытались ответить ребенку на вопрос, зачем я это изучаю, потому что это самый частый вопрос, когда ребенок, например, проживает в Красноярске, очень далеко до Мирового океана, и ответить ему на вопрос, зачем я изучаю, например, особенности Мирового океана, как это мне может пригодиться в жизни, зачем мне это понадобится, и так далее. Весь курс у нас построен от системы деятельности, то есть не от изложения фактов, понятий и сведений, а именно от алгоритма деятельности ребенка. Мы видим здесь деятельностные заголовки, которые ребенку отвечают на вопрос, что я делаю сейчас. Например, мы изучаем Великую Отечественную войну. Сейчас я вспоминаю, что мне известно об этом событии. Здесь мы обращаемся к опыту ребенка, к его семейной истории, к его интересам. Он смотрел фильмы, он читал какие-то книги, ему рассказывали родственники о том, что происходило. Безусловно, здесь есть ряд ассоциативных изображений, которые призваны тоже ребенку подсказать, о чем может идти речь. И дальше мы уже, что мы следующее делаем? Мы изучаем, какие события были в Великую Отечественную войну. Здесь тоже представлен и ряд изображений,
И к изображению есть очень всегда короткий текст, который ребенок может быстро прочитать и при необходимости прочитать неоднократно. И обязательно следует за этим закрепляющее задание, которое позволяет проверить, насколько верно или неверно ребенок усвоил те сведения, которые ему предлагаются. То есть здесь все работает в комплексе. Но мы продолжаем деятельность. Что мы делаем дальше? Мы изучили, теперь мы размышляем и высказываем собственное мнение. Мы учимся аргументировать, формулировать высказывания и так далее. И все это делается на каком-либо обязательно учебном содержании. Есть достаточно большое количество мультимедийных объектов. Вот это как раз та самая гипертекстовая структура предъявления информации, о которой я говорила в начале. Безусловно, есть и анимационные объекты, есть и видео, и различные звуковые файлы, которые мы можем послушать. И так далее. То есть здесь мы под ребенка тоже можем подобрать тот способ предъявления информации, который нам подходит. Чтобы проверить, да, насколько ребенок усвоил или не усвоил тот материал, который мы ему предлагаем, в конце каждого занятия обязательно есть небольшая проверочная работа, которую мы можем использовать. Она короткая и достаточно быстро выполняется. И вы могли уже обратить внимание, что к каждому блоку урока обязательно есть набор дополнительных рубрик, которые не только позволяют ребенку раскрыть какой-то иной точки зрения изучаемую тему, но и тоже организовать деятельность. То есть, например, выполнить исследовательское задание, почитать, ну в данном случае, да, тема историческая, почитать, может быть, какие-то воспоминания, мемуары, прочитать отрывки художественной литературы, какую-то просто интересную дополнительную информацию. Да, и обязательно выполнить задание, например, исследовательское, которое касается непосредственно места проживания ребенка. Если, например, герои войны в твоей семье, если герои войны в твоем городе, это, конечно, обязательно найдется. И всегда есть возможность разместить ответ ребенка непосредственно в системе, что позволяет нам обучать детей, которые находятся на удалении от педагога с использованием дистанционных образовательных технологий, либо использовать эти возможности в качестве фиксации прогресса ребенка, посмотри, что у тебя изменилось, да, каких успехов ты достиг. Все результаты деятельности ученика фиксируются в электронном журнале и дневнике, и есть обязательно у нас выстроенная траектория ребенка, которую педагог формирует. Давайте я вот сейчас иду. Вот мы видим здесь электронный дневник, здесь фиксируются все типы заданий, которые ребенок выполняет, фиксируется прогресс ребенка, может автоматически быть вычислена отметка итоговая за урок или за изучение какой-то темы. И каждое задание мы можем просмотреть. Вы можете обратить внимание, что некоторые задания здесь выделены жирным шрифтом, то есть это, собственно, то задание, которое уже назначил педагог. Ребенок четко видит, какие задания ему необходимо выполнить, и для каждого ребенка этот набор заданий может быть строго индивидуальным. Есть задания, которые изначально предлагаются для выполнения ребенком, но мы можем поменять и набор заданий, и последовательность их выполнения, и ребенку предложить совершенно индивидуальный набор и индивидуальную последовательность. И самое главное, мы здесь оставляем ребенку самую большую возможность, это свобода, самостоятельно выбрать, что мы хотим дополнительно изучить, какое задание мы можем дополнительно выполнить. То есть ребенок имеет возможность любое задание зайти, посмотреть и выполнить, если оно его заинтересовало и понравилось. И таким образом это индикатор интересов ребенка, выявление склонности ребенка, что ребенка заинтересовало, что показалось интересным, с чем он справился лучше и так далее. Если есть, коллеги, вопросы, поскольку довольно-таки сжатый регламент, я постаралась достаточно коротко рассказать о наших наработках. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста, коллеги, вопросы. То есть вот эта система edu.mod-edu.ru, она закрытая, да? То есть вы
Это закрытая система, да, поскольку, к сожалению, мы являемся коммерческой компанией, и все, что вы видите, сделано, собственно, не на государственные, а на частные деньги, да, у нас коммерческий ресурс, но цена его не так высока, да, я озвучу, да, стоимость, значит, у нас подключение одного ребенка на календарный год по пакету предметов стоит всего 650 рублей. То есть вы можете посчитать, сколько на одного ребенка это обойдется в месяц. Надо же еще учителя подключить. Учитель бесплатно подключается, администрация школы подключается бесплатно. Если хочет семья ребенка подключить индивидуально, это немножко дороже стоит, но это все равно не более 1500 в год. То есть, в принципе, у нас очень демократичная цена. Если приобретать на школу, получается, в принципе, вдвое, даже втрое почти дешевле, чем если приобретать как физическому лицу. У нас действует свой учебный центр, но к нам попадают дети в основном уже, ну, у кого, скажем, нет других вариантов. Да, например, ребенок, проживающий в Саудовской Аравии, где нет ни одной русской школы. Вот он обучается у нас. Это вынужденная ситуация. Все-таки, если есть возможность ребенка, да, оставить в школе, лучше его оставить в школе, потому что это плюс еще социализация, это возможность общения, это возможность взаимодействия, то есть это в любом случае будет лучше для ребенка. Но в классной урочной системе наша да, разработка дает тоже очень большие возможности. Спасибо. Еще вопрос? А зачем вообще там учитель-то нужен? Вы ботов-то посадите, вот и все. Ни в коем случае. Значит, коллега, я категорически не соглашусь с вашей точки зрения. Я даже назову ее немножечко огульной, с вашего позволения. Я вам объясню почему. Потому что без учителя ни один процесс обучения невозможен. Если мы посадим ботов, мы будем тупо с помощью тестовых заданий проверять фактические знания ребенка. Мы не научим ребенка говорить, мы не научим ребенка аргументировать, мы не научим ребенка самому главному, не научим его общаться. Только с учителем это можно сделать. Никакой робот ребенка не научит быть человеком. Знания, да, ребенок получит, но я считаю, что человек не человек, если у него есть только знания и нет ничего другого. Поэтому роль учителя, она безусловно здесь меняется. Учитель здесь скорее сопровождает ребенка, помогает ему, общается с ним. И кроме того, в нашей системе, кроме тестовых заданий, не заложено другой автоматической проверки. Да, все задания, которые выполняет здесь ребенок, проверяются педагогом. И не только проверяются, они обсуждаются. Они выполняются совместно. То есть эта система не накачивания ребенка знаниями и потом тупой проверки с помощью тестов, а это система взаимодействия не только ученика с учеником, но и с родителями, и с администрацией школы, и с психологом, и если нужно, с логопедом, дефектологом, и даже если необходимо, с врачом. Спасибо за вопрос. Спасибо. Еще вопросы есть? 10-11 информатика когда будет разработана? Мы планируем разработку к следующему учебному году. Я, коллеги, немножко поясню ситуацию по поводу отсутствия ряда предметов, которые на данный момент находятся на стадии разработки. По ряду предметов не утверждена или не до конца утверждена концепция. Это, да, все еще идущее обсуждение по поводу вроде бы утвержденной концепции исторического образования. Да, по ней споры не утихли, несмотря на то, что ее приняли. Поэтому там мы чуть-чуть отложили разработку. Это не утвержденная концепция географического образования в России, к великому моему сожалению. И часть предметов, да, они еще просто в процессе разработки не опубликованы. В частности, информатика в старших классах. Да, сейчас в 11 классе в основном мы сделали упор на обеспечение базовыми предметами, то есть это русский язык, математика, базовый, профильный, углубленный уровень. И у нас есть физика, химия и биология. То есть... Татьяна Валерьевна, здесь двусмысленность по поводу неопубликованных курсов по географии и истории. Это все про 10-11 класс. Про 10-11 класс. Я и сказала, что 10-11 класс именно. До 9 класса есть все предметы, за исключением музыки, язык, физкультуры, технологий, ну, по понятным причинам. Да, хотя теоретическую часть этих предметов мы тоже разрабатываем и сможем предложить именно в качестве теоретической основы для изучения.
А какая основа УМК у вас при разработке учебных курсов была? Никакая. У нас полностью разработка авторская, которая ориентирована на федеральный государственный образовательный стандарт и примерную основную образовательную программу. То есть все темы, которые у нас заявлены по базовым государственным документам нормативным, они у нас все присутствуют и раскрыты. И поскольку ресурс электронный, насыщенность материалом гораздо выше, чем в любом на данный момент существующем УМК, плюс разработанная система деятельности. Но если вы, уже как педагог выбрали какой-либо УМК, с которым вам нравится работать, вы без проблем можете подстроить тот контент, который у нас есть, под выбранный УМК, поскольку в любом порядке можно изучать темы, предлагать задания, и многие коллеги, кто с нами работают, пользуются как банком просто материала, заданий, работая при этом по выбранному МК, который им нравится, с которым они привыкли. Есть те, кто просто переходит, как мы, например, по иностранному языку переходим же с учебника на учебник, где-то что-то берем, где-то что-то добавляем. Здесь, в общем-то, та же самая ситуация. То есть можно как дополнить, так и заменить при желании. Универсальность, да? То есть универсальность контента у нас полностью присутствует. Еще, пожалуйста, вопросы. Поблагодарим Татьяну Валерьевну и передадим слово от разработчиков непосредственным практикам, которые в своей деятельности уже попробовали эти ресурсы. И Борислав Владимирович Кроцкий нам сейчас об этом расскажет. Как они в гимназии искусств при главе Республики Коми опробировали эти ресурсы. Мы не волшебники, мы только учимся. И самое интересное, сегодня мы уже выступаем на этой площадке, уже активно использовали вот эту платформу и провели открытые уроки, и заявляемся, буквально мы подключились всего лишь 16 сентября. Прошло 2 недели, и вот мы, в принципе, можем уже делать какие-то выводы. Прежде всего скажу, что каждый учитель, каждое образовательное учреждение ищет ту информационную платформу, с которой он будет работать. И многие платформы идут туго, вы заметили, да? Я, в принципе, хорошая платформа, но почему-то многие школы активно не используют. В чем проблема? В чем проблема? Прежде всего, некоторая пассионарность самих учителей, тем более их родителей. И приходится, нужно на первое место тут поставить работу с родителями. Потому что, когда приходишь и говоришь на родительском собрании, объясняешь в каждом классе, что это за платформа, показываешь результаты. Мы попросили демо-версию у разработчиков, они нам любезно предоставили, потому что для меня нужно было показать, а что это такое. Просто ведь, вот когда просто объясняют, ничего не поймешь. Хорошая платформа, все есть, общие слова и так далее. Поэтому демо-версию надо попросить у разработчиков, чтобы дали, чтобы посмотреть, да, в лицо. Почему для многих школ будет актуально, особенно для гимназии искусств, потому что у нас дети выезжают на концерты, они часто находятся вне учебного процесса. И заместить этот процесс, да, школьное обучение каким-то образом требуется. Футболисты у нас есть. И во всяком случае, даже в любой школе у нас появляются и дни, когда болеют дети, когда учителя болеют. И эта проблема полностью снимается мэш. Если говорить еще о самом главном, что это актуально, дело в том, что на платформе, если вы не заметили, там есть такие вот вещи, плюсы. То, что, во-первых, для нас очень важно, это то, что вся платформа построена по ВГОС. Почему по ВГОС? Потому что разработчиком является Сколково. А генеральным директором и научным руководителем небезызвестный Кондаков, идеолог в ВГОС. Многие наши учителя говорят, я работаю по ВГОС. На самом деле он не работает по ВГОС. Что у нас проблема в республике появилась? У нас пришли ВПРки, да? Вопросы вроде простые. Вот я читаю, они вообще элементарные. Как можно в 5 классе не ответить на вопрос, что ест корова? Ну как? А вопрос-то задан не напрямую. Если вы подошли и спросили, Вася, что ест корова? Ну, Вася не скажет, что опилки есть, правильно? А вопрос построен совсем по-другому. Там целая история, понимаете? Там пастух, дядя Иванов, там то, и пошел. И надо сопоставить 3 факта, там про траву ни слова. И выйти на траву. Вот именно в этом вся сложность, что именно деятельностный подход, именно в вопросах, да, здесь, он как раз присутствует. Вот мне, вот, как учителю, это очень понятно, так еще преподавал в ГОС, то поэтому понятно, как правильно выстроена система в этой платформе. Что хотел бы еще сказать? Актуальность. Дело в том, что они поскромничали, не сказали, что в принципе эта же платформа дает возможность практически иметь бесплатного репетитора по ОГЭ и ЕГЭ.
Я всегда говорю, вы знаете, сколько стоит мое занятие одно по биологии? Репитерство. А вам предлагают за мое одно занятие купить годовой курс по всей линейке предметов, по каждому уроку, по ВГОС и подготовку к ЕГЭ-репетиторству. Ну, родителю надо объяснить, что он получает достаточно золотой ресурс. Вот. На самом деле, я провел урок открытый с этой платформой. Могу сказать, что вот как действующий учитель, что, конечно, понятно, что, и вы заметили, да, урок по Великой Отечественной, он огромный. И использовать все вы не сможете. И в этом творческая роль учителя, его почерка, индивидуальной педагогики, что он может выбрать. Причем, посмотрите, вот на этом уроке, найти Шостаковича музыку, памятники, картинки, фотографии, тексты. Знаете, сколько это займет? А это уже готовый практически, да, готовый продукт, хороший продукт. У меня было интересное наблюдение, я вчера выступал тоже при завершении одной из площадок. Ребенок, вопрос, говорю, ты зашел на Мэш? Он говорит, зашел. Я говорю, как он? Классно. Я говорю, почему классно? Он говорит, никто не стоит над душой. Вот для них очень другие. И я говорю, что все, говорит, посмотрел. И он сидит, да, у себя в комнате сидит и листает. Что ему понравилось, он посмотрел. Что не понравилось, может пропустить. То есть эта свобода выбора тоже здесь имеется, да? Ну и, конечно же, что сделано? Сегодня у нас уже школа практически собрала все деньги с учащихся. Проведена работа с родителями. Учителя активно все учителя и ученики все с 7 по 11 класс, все получили пароли и доступы. Практически где-то 80% подключились, зашли уже, работают. Учителя проводят мастер-класс. В принципе, это все уже такое активное начало. И самое главное, это преодоление скепсиса у учителя, преодоление скепсиса у родителя. Потому что если в эту систему войти, она очень удобная. То есть я могу сказать, что многие платформы я просто не воспринимал. Здесь, в принципе, действительно удобная, высококачественная, профессиональная, избыточная даже в своем роде платформа. Ну а в будущем, я думаю, что надо будет детей в дальнейшем просто приучить работать самостоятельно в этой платформе в качестве не только значит, подготовки к занятиям, но и в качестве подготовки к ЕГЭ тоже можно использовать. Хорошая платформа, если честно. И задача наша, наверное, попытаться, вот, получив демо-версию, чтобы в республике была не единственная площадка, как сегодня, а было хотя бы 5-6 площадок. Тогда можно будет обмениваться, можно будет эту платформу и развивать. Например, я как учитель только 2 руками за. Поэтому попробуйте, по всем предметам практически есть материал. Вот, поэтому я не буду многословен, я это завершу. Вот. Благодарим большое. Вопросы есть? Пока, наверное, вопросов нет, да? Татьяна Валерьевна, демо-доступ как нужно получить? Катюш, где вопрос про демо-доступ? Уважаемые коллеги, меня зовут Екатерина Степанова, как раз курирую вопросы подключения школ к системе мобильная электронная школа в Республике Коми. Соответственно, тесно сотрудничаем с руководством гимназии искусств, с куратором. Спасибо огромное за такие слова, действительно очень приятно о нашем продукте, о нашем детище. Уважаемые коллеги, готовы проконсультировать и по вопросу предоставления какой-то такой версии, назовем пробной, готовы показать индивидуально вашим образовательным организациям систему, то есть некий такой вебинар, минут на 15-20 организовать. То есть в режиме демонстрации с захватом экрана показать систему. Мои контакты, если будете готовы в конце подойти, чтобы сейчас не занимало время, подойти, я вам визитку всем передам. У меня есть с собой визитки для всех желающих. Я хочу немножечко дополнить по поводу, того, как можно ознакомиться с системой. У нас проходят ежемесячно абсолютно бесплатные открытые вебинары. В основном мы их проводим для тех, кто у нас уже подключился, но они, поскольку открытые, ничто не мешает прийти, посмотреть. Мы показываем систему, мы показываем, как с ней работать, мы показываем ее основные методические аспекты, расписание вебинаров и
ссылки для регистрации. И регистрация, еще раз повторюсь, абсолютно открытая, свободная. Любой из вас может прийти зарегистрироваться, посмотреть. Есть у нас на сайте методического сопровождения. Наш сайт mobedu.ru. Можно там, я его открывала, вот методическое сопровождение. Вот сайт методического сопровождения. У нас есть строка «Открытые вебинары». И у нас есть календарь событий. И там, собственно, все зафиксированные мероприятия, которые у нас планируются и будут. И, пожалуйста, и плюс очень много материалов на самом сайте методического сопровождения находится и методических материалов, и опыт работы школы. И я вас, коллеги, приглашаю посетить. У нас есть на сайте региональная страница Республики Коми. Давайте я им ее просто продемонстрирую, чтобы вы знали, как ее искать. Это после апробационных этапов. Не только после, значит, во-первых, со всеми результатами апробационных мероприятий вы можете ознакомиться в разделе апробации, там все отчеты представлены, в том числе той апробации, которая у нас весной в начале лета проходила здесь в республике. И также вы можете посетить страничку Республики Коми. Сейчас я просто продемонстрирую, где ее искать, где она находится. Не просто так он безопасное соединение создает. И, кстати, здесь вот, собственно, все субъекты, да, в которых мы уже активно работаем. У нас уже таких субъектов 18 по всей России. Еще есть куда двигаться? 37 субъектов, которые подключают к МЭШ. Это у вас на сайте 18. Это у нас уже те, кто с нами очень плотно работает, да, где есть и партнерские организации, и совместные программы, проекты, потому что на самом деле, да, мы свои задачи видим не только, да, продвижение системы как таковой, но это и продвижение принципов цифрового обучения, это продвижение принципов, по которым построен, да, федеральный государственный образовательный стандарт. То есть мы приглашаем не только пользоваться нашей системой, но и просто к сотрудничеству педагогов, которые, собственно, видят, да, преимущества. Да, тоже здесь и вебинары вы можете найти, и все новости обязательно, и уже, да, и сегодняшние мероприятия здесь у нас есть. И здесь, да, появятся обязательно те школы, да, с которыми мы будем сотрудничать в республике. И, собственно, вся информация здесь будет представлена. Если у вас возникают вопросы, коллеги, касательно, да, устройства системы, ее применения в классно-урочной системе, в дистанционном обучении, в смешанном обучении, мы всегда открыты к любым вопросам, мы открыты к диалогу. Все наши контакты вы можете в разделе «Контакты» найти. Наш методический отдел полностью к вашим услугам. По любым вопросам, пожалуйста. Спасибо. Мы передаем слово Болотовой Екатерине Александровне, которая расскажет нам о возможностях использования портала учи.ру. Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Екатерина Александровна. Я сегодня с вами поделюсь нашими успехами за прошлый учебный год и расскажу о планах развития нашей платформы на будущий учебный год, на этот, который уже настал. Кто-то слышал о нашей платформе? Отлично. Может быть, сегодня расскажу что-то новое, может быть, услышите то, что уже слышали. Учи.ру – это образовательная онлайн-платформа, где ученики со всей России изучают математику и другие предметы в интерактивной форме. На нашей платформе 1,5 миллиона активных учеников, которые занимаются в онлайн, а также 65 тысяч учителей, которые используют нашу платформу на уроках. Откуда такие большие цифры? Заниматься на платформе очень просто и легко, нужно просто зарегистрироваться и любое устройство, подключенное к интернету. У нас есть мобильное приложение, мы подстраиваемся и под любую технику, поэтому самое главное, чтобы был интернет, нужно зарегистрироваться на сайте, раздать детям логины и пароли, и все, дети в системе. Сейчас используют платформу
Обычно в двух вариантах. В школе, если есть инфраструктура, можно 15-20 минут за компьютером заниматься, либо учитель через экран, через интерактивную доску показывает какие-то задания и выстраивается такой активный урок смешанного типа. Либо, соответственно, дома. Учитель задает детям логины и пароли, и они занимаются дома, а он в своем личном кабинете отслеживает статистику по каждому ученику. По каждому ученику собирается такое маленькое досье, сколько времени ученик потребовал, чтобы изучить ту или иную тему, сколько он допустил ошибок в конкретной теме, и также можно посмотреть, какие задания ребенок выполнял. Сейчас... Так, вот, плохо видно. Сейчас в Республике Коми у нас 7000 активных учеников, которые занимаются на сайте. И, конечно, в топах это Сыктывкар, Воркута, Ухта. Но также подключаются и другие муниципальные учреждения. И в деревнях, и в селах самое главное организовать процесс обучения. Чем отличается наша платформа, что же у нас такого интересного? Для каждого ребенка подбирается своя индивидуальная траектория обучения. То есть ребенку задается какой-то вопрос. Если он отвечает правильно, система его хвалит и переводит к дальнейшему сложному заданию. Если ребенок ошибается, то ребенку дается ряд дополнительных вопросов, которые приводят его к правильному решению. Таким образом, для каждого ребенка подбирается свои персональные задачи и уровень сложности. Ребенку, который хорошо знает предмет, он достаточно быстро идет и изучает задания сложные, без подсказок, и переходит на олимпиадный уровень. Если ребенку нужно побольше времени изучить предмет, то таким образом ребенок в своем спокойном темпе изучает предмет со своим количеством отработок и повторений. Сейчас на платформе доступны предметы. Это математика 1-4 класс, математика 5-6 класс, математика 7-9 алгебра. И также в начальной школе русский язык, английский язык и окружающий мир. Отдельное слово о наших олимпиадах. На нашей платформе проходят онлайн-олимпиады. Вот сейчас закончилась буквально 30 сентября один олимпиада. Есть задачки и по русскому языку, и по предпринимательству, окружающему миру, и математике. Сейчас у нас проводится олимпиада для 5-9 класса. Также в октябре сейчас стартует пробный тур русского языка, и в октябре будет же основной тур олимпиады «Русский с Пушкиным». И в ноябре будет олимпиада плюс по математике, тоже для начальной школы. То есть сейчас для основной школы у нас вот в данный момент идет олимпиада 5-9. Все олимпиады абсолютно бесплатные, все ученики получают дипломы, учителя благодарственные письма, и каждый ученик все равно получит какую-то грамоту. То есть это будет либо похвальное письмо, либо сертификат участника, либо диплом победителя, в зависимости от того, сколько заданий решит ребенок. Но все будут награждены. По поводу доступности сразу отвечу, что стоит. Система предоставляется учителям абсолютно бесплатно. Ученики до 16:00 занимаются тоже без ограничения. После 16:00 каждому ребенку еще доступно 20 заданий на сайте. И вот после того, когда эти 20 заданий закончатся, можно приобрести подписку. Подписка стоит 1140 рублей в год, год календарный. Но это не обязательно, потому что можно заниматься до 16:00 по местному времени без ограничений. Ну и каждый день доступно 20 заданий. 20 заданий — это примерно 15-20 минут за компьютером, то, что по нормам Санпина и рекомендовано. Какие-то у вас есть вопросы? Олимпиада, получается, не по Санпину. Олимпиада, да, не по Санпину, но раз в месяц, я думаю, что можно. 3 дня до Олимпиады не заниматься с компьютером, накопить часик. Спасибо. Я бы хотела сейчас секундочку показать задание и показать внутри, как выглядит платформа, чтобы у вас не было вопросов. А по иностранным языкам планируется? Да, олимпиада по английскому языку будет с 1 по 4 класс в следующем полугодии. Также бесплатно? Также бесплатно. Все олимпиады абсолютно бесплатные. Да, интересный вопрос. Где кнопка Escape? Можно кликнуть.
наверх завести на самую границу экрана не предлагает закрыть. Ну или подойти в смарт-доски и... О, отлично. Может, вопрос созрел у кого-нибудь? Реплики какие-то? Он уже выскочил. Семейный бюджет. Это одна из самых сложных задач, которая была в последний раз в Олимпиаде. Смотрим пароль. 415, собачка. Вы можете зарегистрироваться, регистрация абсолютно бесплатная. На самом деле это пароль действующего кабинета, поэтому... Мы зайдем и решим все задания. Так, не подходит. Сейчас. Очень много интересных проектов мы с вами увидели, да, вот и проект учи.ру, и проект Global Lab, и мобильное электронное образование, это все проекты фонда Сколково. Вот они чем занимаются. Да, и там у Сколково есть еще много очень интересных других образовательных проектов. Мы планируем разместить эту информацию на портале открытого образования, чтобы вы тоже могли участвовать в этих образовательных проектах. Да, вот так вот выглядит личный кабинет учителя. У учителя собирается статистика по каждому предмету. Здесь можно посмотреть конкретно, как ребенок решал конкретные задания. У всех детей достаточно простой логин, это номер школы, пароль система придумывает автоматически, это какое-то простое русское слово. И, соответственно, можно посмотреть, сколько ребенок прорешал заданий. Например, деление с остатком в уме, потрачено 2 минуты, 5 заданий, 3 ошибки. Можно конкретно посмотреть, что это было за задание, и прорешать, например, его вместе на доске, или объяснить ребенку, как решать подобные задания. И также учителю доступны все разработки, начиная с подготовки к школе до 9 класса, то есть можно выбирать любые задания. Ну, например, это задание на повторение для 4 класса. Только-только с ним ребенок встречается, когда приходит после лета, и нужно освежить что-то в памяти. У нас есть 3 мышонка, которые один мышонок прибавляет по 100, один по единице, второй по 10. Дается лабиринт, и нужно проложить каждому мышонку свой вход. Здесь можно вызывать детей к доске. Все с... Видите, если мы ошиблись, у нас кусочек сыра откусили. Теперь прокладываем. Если весь сыр закончится. Все, тогда надо будет проходить заново все. И последнее. А может быть альтернативный маршрут? Вот не так, как вы прошли, а иным каким-то способом? Или здесь только вот для каждого один заложен и все? Ну здесь, вот здесь, ну, один маршрут, но таких вариаций будет несколько. Сейчас вы увидите. После того, как мы проложили, мыши наши побежали. Ничего не столкнулись. Не столкнулись. И наелись. Да. Ну и, соответственно, будет следующее задание. Здесь уже будут другие цифры, другие варианты, и да, можно проложить путь по-другому. Помимо вот таких вот развлекательных, скажем так, заданий, есть задания и в классическом исполнении. Сейчас покажу. Например, в 3 классе умножение и деление.
одна проблема, да, вот когда нет интернета в школе, ничего этого мы использовать не сможем. Да, интернет это, да, это необходимое условие. Единственное, пожалуй. Да. Возможности скачивания здесь нет, да, получается? Нет, скачивания нет. То есть надо заходить онлайн, потому что постоянная система. Нет, ну это по сути дела, это же те же самые SVF-файлы, не более того. То есть это, как это сказать, даже анимация, грубо говоря, это SVF. Если SVF, то есть различные плееры, которые это все проигрывают. То есть это тоже не проблема. Скачал, запустил. Там HTML5, наверное. Там все не так просто. Как скачать ресурсы? Соответственно, есть задачи в классическом исполнении, как мы бы с вами объясняли ребенку умножение в столбик. То есть постоянно есть подсказки, что нужно сделать. Первую цифру результата написать в уме, то есть умножаем 4 на 3, первую цифру результата пишем в уме, вторую под чертой. Соответственно, мы отвечаем 4 на 3 13, 2 пишем, единицу сюда. Теперь умножь 4 на 2 и прибавь единицу. 2 на 4 8, прибавь единицу 9. Соответственно, у нас на этот пример есть, вернее, на это задание 4 примера. Если мы решаем задание правильно, бусина перекатывается. Если мы с вами ошибаемся, бусина откатывается обратно, и уже 5 примеров надо будет решить на это задание. Старший класс, покажите, пожалуйста. Там тоже паровозики. Ну, паровозики просто интересные. У нас полностью вся от начала наши иллюстраторы. От методики, да, от идеи, как детям объяснить дроби, заканчивая тем, как это выглядит на сайте, все делается в нашей команде. У нас более 300 человек в компании. Так, ну, уважаемые коллеги, доступ бесплатный. Как зарегистрироваться, поняли, да? Дома поиграем. У нас еще 3 выступления осталось. Поблагодарим. Да, конечно. Екатерину Александровну. Вопросы какие-то по существу, может быть, есть? Нет? Обязательно принимайте участие в Олимпиадах. Регистрируемся, работаем, используем, пробуем. У нас с вами осталось обсудить еще вопрос о том, как можно использовать возможности цифрового образования для обучения различных категорий обучающихся. Так, у нас Ефим Андреевич. Хорошо. Тогда Татьяна Александровна Максименко расскажет. Ефим Андреевич, ладно? Хорошо, тогда Ефим Андреевич. Сегодня у Александра Сергеевича день рождения, вот который уходит. Александр Сергеевич, с днем рождения. Ефим Андреевич Палкин, заместитель директора Республиканского центра образования. Он расскажет о использовании образовательной цифровой среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. У коллег наработан очень большой опыт использования разнообразных электронных ресурсов. Они опробировали и мобильную электронную школу, да, и ресурсы других коллег, но в основном они разрабатывают свои ресурсы. Сейчас я быстренько подготовлю. Обучение идет непосредственно в режиме 1 на 1, да, учителя собираются непосредственно в этом республиканском центре образования, в кабинетах сидят, и идет общение с ребенком в основном через Skype, и используются различные другие ресурсы. Надо добавить еще консультирование по телефону. Республиканский центр образования. Сейчас все это называется, так? В этом центре, внутри центр обучения детей с ограниченными возможностями. За меня все расскажете. Ну, чем-то надо паузу заполнить. Придется поменять. Какой-то Ефим. Как раз
параллельно работает еще площадка на базе этого центра. Наши студенты тоже туда пошли посмотреть, что и как. Ни у кого еще с первого раза не получилось зайти себя. У меня получилось, я заходила заранее. Академия госслужбы понаставила Петров. Ну а то? С первого раза, наверное, вообще никого не пустили. Еще с доской может плохо срабатывать. Может быть. Мы готовы вас слушать. Да. Тема заявлена у меня цифровая образовательная среда для детей с ограниченной возможностью здоровья. Как сказали, как вы представили, да, я работаю в структурном подразделении Центра дистанционного обучения детей-инвалидов, государственного учреждения Республиканского центра образования. Целевую группу учащихся в ЦИДОДе, на аббревиатуре говорит, составляют дети-инвалиды Республики Коми, обучающиеся на дому, и не имеющие противопоказаний по работе с компьютером. Территориально дети наши располагаются по всей республике. Обучение учителя ведут уроки из центра. Либо из самого центра дистанционного обучения, либо у них есть такая возможность, они ведут уроки из дома. Процесс обучения в центре осуществляется очно с использованием дистанционных образовательных технологий. Поподробнее давайте сейчас поговорим о тех условиях, как раз, которые создает центр для получения детьми качественного образования в условиях дистанционного обучения. Как раз о тех составляющих, из которых и складывается, строится та самая цифровая образовательная среда, о которой мы сейчас с вами поговорим. Для себя выделил основные составляющие этой цифровой образовательной среды. Для компьютерного оборудования, интернет, кадры, учебный, сам по себе вот этот учебный процесс, как он строится, и техническая поддержка, она в нашем случае неотъемлемая часть образовательного процесса. Про каждую составляющую попробую поговорить кратенько. Значит, коммуникационное оборудование, интернет. Значит, для обучения в центре необходимо соблюдение нескольких условий. Это наличие компьютерного оборудования и наличие канала связи. Канал связи, пропускная способность которого позволяет проводить уроки в режиме онлайн и позволяет получить доступ к учебным материалам, размещенным на сайте центра. Центр готов и обеспечивает участников образовательного процесса как компьютерным оборудованием, так и по необходимости, у кого есть такая потребность, и канал связи, ну, интернет в нашем случае. Компьютерное оборудование передается безвозмездное временное пользование, бесплатно, то есть на время обучения детей в нашем центре. Состав комплекта компьютерного оборудования формируется исходя из следующих факторов. Это выбранные дисциплины, то есть родители определяют совместно с детьми те предметы, по которым будут учиться их дети в нашем центре. Следующий фактор – это физические особенности ребенка. Тут пояснять, я думаю, не нужно. И также мы при формировании комплекта руководствуемся рекомендациями учителей. То есть какие-то учителя используют то или иное программное обеспечение и периферийные какие-то устройства, другие не используют. То есть мы лишнее стараемся не передавать, потому что обратно бывает сложно получить все в том состоянии, в котором передавалось. Базовый комплект, из чего он состоит? Значит, он состоит из компьютерных системных блоков. Мы работаем на технике Apple. Детям мы передаем Mac Mini, а учителя на макбуках и на iMac занимаются в центре. Значит, помимо компьютера монитор, клавиатура, манипулятор, мышка в данном случае, концентратор, микрофон, колонки, веб-камера, сканер, принтер, графический планшет, цифровая фотокамера, наушники, сетевой фильтр. Это базовый комплект. Передается бесплатно. Дополнительно, вот, в зависимости от тех факторов, которые я выше называл, может комплект быть оснащен датчиками для проведения физических и химических опытов, микроскопом цифровым, лего, конструктором лего. Для детей с мышечным нарушением, для детей с миопатией, для учащихся с миопатией, укомплектовываем мы компьютерным роллером, специализированные клавиатуры с минимальным позиционированием ввода,
набором цветных выносных кнопок, клавиатуры с большими кнопками, разделяющей накладкой. Я могу показать. У нас, в принципе, на сайте все оборудование, все картинки с пояснениями размещены, как раз для родителей, для детей, чтобы они все это читали, кому-то будет необходимо, интересно, потому что уровень подготовки у всех разный. Первоклассник это первоклассник, 11-9 класс это уже другое. У нас здесь все наше добро уже представлено. То есть, если мы говорим про интересно, наверное, да, вот роллеры у нас есть такие вот роллеры поставляем, здесь у которые с ручками проблемы. Долго изображать, не буду все показывать. В общем, довольно большой перечень, список этого оборудования, специализированного оборудования. Для детей с нарушением зрения, есть у нас и незрячие ребята, мы поставляем брайлевский портативный дисплей, принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля и доустанавливаем специализированные программы обеспечения для экранного доступа Synthesis Embedding. Он озвучивает все действия, все, что на экране, то есть помогает ребенку быстрее ориентироваться в системе. Значит, кратенько про интернет, что могу сказать? Инфраструктура в республике представляет желать лучшего. Работаем мы с теми провайдерами, которые могут нам по данному конкретному адресу предоставить доступ в сеть интернет. Основной поставщик Ростелеком. Также мы работаем и с мобильными операторами связи. До недавнего времени у нас были дети, которые обучались через спутниковые каналы, мы организовали доступ. Это совсем удаленные, труднодоступные населенные пункты, куда мы добирались только, например, зимой мы можем доехать туда. Если летом, то там надо на лодках плыть вообще. Интересная работа у нас. Теперь давайте по кадрам пробежимся, остановимся на кадровом составе. Из администрации выделяем заместителя директора, это руководителя структурного подразделения Канева Любовь Ивановна. Я являюсь заместителем директора по информационным технологиям центра. По педсоставу у нас 27 педработников, в том числе 2 методиста, один по учебной, другой по социальной работе, 2 педагога-психолога, и 23 учителя-предметника. Все педагоги ЦИДОДе обучены, имеют сертификаты по следующим направлениям деятельности. Значит, обучение детей с ОВЗ, с использованием интернет-технологий, ИКТ, компетентность учителя предметника, дистанционной школы, разработка адаптированных общеобразовательных программ условиях ведения в ГОС, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Все учителя у нас обучены, я повторюсь, и все имеют, соответственно, разрешение и допуск к работе с использованием ДОТ с детьми с ОВЗ. Отдельно остановлюсь на инженерно-техническом составе центра. У нас в составе 3 инженера, инженер-электроник, инженер-программист. По городам в Воркуте, в Ухте и в Инте у нас по совместительству работают еще 3 техника. Это позволяет нам оперативно и качественно осуществлять техническую поддержку всех участников образовательного процесса. Как очно, так и дистанционно. Про учебный процесс поговорим. Весь образовательный процесс в центре можно разделить на урочную и неурочную деятельность, как в любой школе. Уроки проходят в режиме онлайн с использованием различных интернет-сервисов и программного обеспечения. Основной способ проведения урока – это видеоконференция в Skype совместно с использованием информационно-образовательной среды на базе платформы Moodle. Данная информационно-образовательная среда она расположена также на сайте центра. Вообще, немножко про Skype говорить особо нечего, все знакомы с этим продуктом. Единственное, отмечу, что, возможно, в будущем мы от него будем отказываться, в силу того, что политика компании Microsoft, которая владеет правами на продукт, на программное обеспечение, нам каждый год определенные создает сложности в части поддержки операционных систем. Мы работаем на macOS. И в общем, заставляют нас обновлять, соответственно, нужно обновлять и железо, а с этим проблемы в плане денег и
он упирается в свой. У Мака же есть что-то там свое. Вот, да. То есть мы будем уходить на встроенные в систему возможности, не FaceTime. В общем, там начиная с версии 10.11, там уже есть прям полноценная замена скайпа, в плане того, что там есть и демонстрация экрана, и видеоконференция, обмен сообщений, и файлами. То есть, в принципе, наверное, будем от скайпа уходить. Про информационно-образовательную среду. Как я говорил ранее, она размещена на сайте центра. В целом организация проведения учебного процесса в центре тесно связана с использованием самого сайта. Сайт центра для нас это единое образовательное пространство, в рамках которого осуществляется как образовательная, так и неурочная деятельность, воспитательная работа, методическая и техническая поддержка участников образовательного процесса, коррекционная деятельность. Доступ на сайт ограниченный по логину и паролю с разграничением прав. То есть, понятно, у учеников свои роли, у преподавателей свои, у администраторов свои. Коммуникация на сайте осуществляется посредством внутренней почты, электронной приемной, записи на стенах, на страничках пользователей. Странички пользователей, они созданы, структуру имеют по аналогии с популярными соцсетями. Вот. Тут тоже останавливаться особо нечего. Вернемся к ИОРам и образовательной среде. Значит, электронные образовательные ресурсы. Электронные образовательные ресурсы разрабатывались и разрабатываются учителями центра на базе платформы Moodle. Все вы с ней знакомы, наверное. На сегодняшний день разработано более 3000 электронных образовательных ресурсов практически по всем учебным предметам. Мы исходим из того, что один электронный образовательный ресурс – это один год. Можно посчитать. Для каждого участника образовательного процесса для входа в систему создается учетная запись, соответствующая правами доступа, как в принципе и на сайте. Наполнение учебных курсов может быть самым разнообразным, это вы тоже все это знаете. И могут быть и текстовые части, и анимации, и видео, аудио, фрагменты, тесты, все что угодно. Все, что учитель смог придумать и подобрать для себя подходящих сюда, может запихать. Понятно, что при создании электронных образовательных ресурсов учителя используют различную учебную литературу, разнообразные интернет-сервисы, интернет-ресурсы для создания и проведения опросов и тестов, виртуальные интерактивные доски, облачные сервисы, конструкторы интерактивных заданий, цифровые образовательные ресурсы, геоинформационные системы и так далее. Перечень можно продолжать долго-долго. Инструментом для фиксации хода результатов образовательного процесса для нас является прежде всего электронный журнал, электронный дневник учащихся. Мы не используем те электронные дневники, которые разработаны для обычных школ, ввиду того, что они для нас не подходят ввиду особенностей построения учебного процесса. То есть электронный дневник, электронный журнал у нас свой, свои разработки, в котором отображается информация о статусе урока, то есть проведен урок или не проведен. Если урок не проведен, то учитель указывает причину, по которой урок не проведен, здесь вот нет обозначения. Если по итогам урока выставлена какая-то отметка, то она обязательно рецензируется. То есть эта информация, она доступна как для детей, для учащихся, так и для родителей. То есть можно отследить, что за что ребенок получил, почему так. Также видим, да, что отображается предмет, дата, учитель, тема, домашнее задание, тип урока. И пояснение состоялся, он не состоялся. Так, кратенько про внеурочную деятельность. То есть практически вся внеурочная деятельность это и концерты у нас проводятся, и выставки, конкурсы, декады, все проводится в большинстве своем на сайте центра. То есть создаются площадки для проведения этих мероприятий. Да? И последняя у нас, по-моему, была какая-то выставка. Участники представляли свои скажем, фотографии, коллаж, очень много всего, как они провели свои лет, в общем, обмениваются информацией друг с другом. Про техническую поддержку немножко скажу. Огромное, большое внимание уделяется технической поддержке участников образовательного процесса и
Ее можно условно разделить на 3 этапа. Первый подготовительный, это когда мы проверяем техническую возможность подключения к сети интернет, когда мы формируем комплект, готовим его к выдаче, устанавливаем ПО. Вот. Следующий этап основной, это как раз поддержка участников образовательного процесса во время учебной деятельности. То есть у нас и существует журнал обращений, в котором указываем те обращения, которые поступают и от учащихся, и от преподавателей, информация о выполнении, ну, в общем, это наша внутрянка. Мы выезжаем, как, ну, я об этом тоже говорил раньше, и очно оказываем, то есть мы выезжаем на место, если что-то там сломалось и совсем уж там не получается справиться самостоятельно, либо дистанционно мы подключаемся удаленно к компьютеру пользователя и оказываем там те иные манипуляции, проводим, чтобы восстановить работу. Кратенько. Ну, третий этап, он как раз заключительный, когда выбывает уже ребенок, когда мы забираем обратный комплект, когда готовим его уже к следующему учащемуся. Кратенько все у меня. Спасибо. Вопросы? Задавайте вопросы. Ефим Андреевич, вот вы сегодня прослушали, да, наших коллег, которые представляли нам свои разработки. Как вы думаете, можно ли их использовать в практике вашей организации? Мы работали, тестировали, да, у нас был Mesh, осуществляли апробацию, так знаешь, что впечатления и отзывы учителей в целом они положительные. Единственное, мы тогда тоже это обсудили, я об этом тогда сказал, и сейчас могу об этом сказать, что нас бы интересовал в этой системе только контент. Все остальное нам не надо. Ну, когда инструментарий свой есть. Да, то есть у нас и оры, в принципе, свои, да. В чем, да, опять же, про контент, если мы говорим, ну, по крайней мере, для наших учителей было бы хорошо и лучше, если бы они могли бы, да, вносить какие-то изменения. Но система это не интересует. Спасибо. Еще вопросы есть? Спасибо, Ефим Андреевич. Спасибо. Мы предоставляем слово Татьяне Александровне Максименко. Она расскажет нам о возможностях организации дистанционного образования детей и взрослых в системе дополнительного образования. И представит один очень интересный проект. Итак, дополнительное образование тоже идет дополнительное образование, модернизация. Необходимо переходить к новым формам работы с детьми и со взрослыми. Поэтому наш проект «Образовательное кольцо» имеет такую новизну, поскольку рассмотрен принципиально новый подход, это внедрение педагогическими работниками новых образовательных технологий совместно с учащимися. То есть наши предложенные мероприятия и обучающие курсы, они не только для учащихся или не только для педагогов, но есть очень много мероприятий именно совместные. Почему? Потому что педагоги дополнительного образования имеют различный спектр деятельности. Во многих кабинетах, конечно, нет компьютерной техники, но хотелось бы им тоже поучаствовать и использовать в работе различные современные технологии. Но актуальность можно отметить таким образом, что в процессе работы по данном проекте освоение идет дистанционных образовательных технологий, интерактивных, облачных, виртуальных технологий. Ну и, конечно же, проектно-исследовательских технологий, она, конечно, не нова, но здесь новизна в том, что с использованием современных онлайн-технологий проводим. Ну и еще отмечаем интеграцию основного и дополнительного образования. Образовательное кольцо проект можно считать как ресурсом самоопределения личности ребенка.
Ну, поясняю, в том плане, что мы попробовали через образовательное кольцо выявить проблему и решить эту проблему. Это выявление новых форм работы с детьми в условиях интеграции основного и дополнительного образования. То есть совместно работают и осваивают новые технологии и, естественно, потом используют в своей работе эти технологии. Так зародилась у нас республиканская площадка дистанционного обучения учащихся 4-9 классов. В этом учебном году мы работаем 5-й год подряд. То есть она апробирована. В 2013-2014 учебном году прошел пилотный проект, был востребован. Дальше мы провели очно-дистанционный проект. Очный не очень пошел, поскольку это затратно по финансам. Ну и вот 3-й учебный год у нас по приказу Министерства образования, нашей науки и молодежной политики идет проект «Республиканская площадка». Дети, обучающиеся в данной площадке, обучаются бесплатно. Обучение проходит на платформе Moodle, только что показывали, я думаю, здесь это не новая платформа, но платформа Moodle у нас в президентском проекте. Мы участвуем в проекте программы поддержки сайтов учреждения образования, науки и культуры компании РУЦентр. То есть через РУЦентр проходим. У них там очень много социальных проектов бесплатных. Вот один из проектов, мы здесь участвуем с ними. Всего в учебном году у нас 4 учебных модуля, у нас дополнительное образование, поэтому 4 учебных модуля, где раскрываем тоже темы, используя различные виды. Вот у нас это платформа модуль. Начали мы с 2 направлений: проектно-исследовательская деятельность. На сегодняшний день уже 6 направлений. В прошлом году мы ввели еще одно направление – начально-техническое моделирование. При встрече с вами в разных мероприятиях мы показывали, вот в прошлый раз мы показывали с вами, как навык игры на ударных инструментах проводится в этой среде. С использованием и возможностей YouTube, и облачной системы, ну и больше всего, конечно, вот гитара и ударная – это скайповая технология. Система работы, естественно, структурирована, используется методика работы с детьми, это обязательно теоретическая часть, идет дальше какие-то практические задания, и завершается модуль уже с обсуждением результатов, то есть каждый ребенок видит свою оценку в форме отзыва, комментария, каких-то рекомендаций. То есть у нас нет оценочной системы, у нас больше всего это консультативная система, поскольку в разных уголках республики нашей нет, например, ударных, нет гитары, нет каких-то таких направлений, скажем, специалистов нет батика и так далее. То есть те направления, которые хотели бы ребята освоить, но их нету, в силу того, что специальностей нету, а может быть и центров дополнительного образования. И модули заканчиваются, естественно, с какой-то проверочной работой, чтобы педагог почувствовал, понял ребенок или не понял данный материал. Вот, например, батик. Батик чем могут быть? Обычно это эскизы материалов и завершается конкурсным материалом. Конкурс лучших работ выявляется. Ну, здесь я уже сказала, что на ударных игре на гитаре это в режиме онлайн и офлайн работают. Далее хотелось бы отметить, что образовательное кольцо организации дополнительного образования является также и площадкой профессионального развития самого педагога. И мы знаем, что если мы рассмотрим приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, там черным по белому было написано, что апробируйте, внедряйте сетевые взаимодействия образовательных организаций. То есть наша задача сгруппировать все организации по республике Коми, организации дополнительного образования. Я хочу вернуться к ступеням. Если на сегодняшний день в ступенях у нас участвует из 20 муниципальных образований 17, нет Ударского, Кайгородского и Княжпогосского районов учащихся, остальные районы все есть, то вот с педагогами картина, можно сказать, прекрасная, в том плане, что на курсы, которые мы предлагаем, дистанционные мастер-классы, интернет-семинары, то есть все формы работы, которые позволяют повышать квалификацию или
педагогический опыт увеличить свой, то мы можем сказать, что все представители всех 20 муниципальных образований, представители дополнительного образования участвуют через конкурсные мероприятия, через другие мероприятия. Эффективность образовательного кольца в том, что это и оперативная информация, и значит, обмен опытом, и обсуждение каких-то новых документов. Проводятся у нас постоянно вебинары, веб-конференции, семинары, практикумы, интернет-форумы, виртуальная консультация, конкурсные мероприятия. Во-первых, организовано сетевое взаимодействие педагогов как ключевой момент образовательного кольца. То есть наша задача их сгруппировать. Это сообщество педагогов. Сообщество более 3 лет уже работает. Здесь размещают материал, педагоги по обмену опытом и обмениваются, значит, своими наработками. Дальше, как детей, так и взрослых мы обучаем на платформе Moodle. Вот здесь и создание сайтов, и техносфера дополнительного образования. Ну, вы видите, каждым годом увеличивается тема. Есть постоянные интернет-семинары. Есть сейчас, с этого учебного года начали открытые семинары делать. То есть переходим немножко шажок, делаем к открытому образованию. Есть курсы, которые мы предлагаем для родителей, для детей, ну и, конечно, для педагогов. Также сетевое общение, как с детьми, так и с педагогами, мы проводим через виртуальную электронную доску. Детям это очень нравится. Мы проводим различные мероприятия через виртуальную доску. Здесь оперативная информация, и здесь же могут педагоги свои высказывания оставлять. Часто мы проводим рефлексию с использованием виртуальной доски. Ну, конечно, для рефлексии используем еще Google формы. Виртуальный методический кабинет работает, где есть и виртуальная консультация, то есть для педагогов дополнительного образования. Ну, не буду перечислять здесь, что он тоже работает как обмен опытом работы, ну и для диагностики затруднений. Какие затруднения были у педагогов? У нас был небольшой мониторинг, и как раз технологии в основном отметили педагоги, что именно освоение технологий им нужно. Поэтому наша задача как раз по данной линии, конечно, и работать. Итак, образовательное кольцо образовывается в каком порядке? Что мы используем для того, чтобы образовательное кольцо, которым проект создан, мы могли бы определить там и как личность, самоопределение личности ребенка, и как площадка профессионального развития педагога, потому что совместно педагоги, учащиеся, работают. Ну, частично я уже говорила. Вебинары, виртуальная консультация, веб-конференция, семинар, практикумы, интернет-форумы, конкурсное мероприятие, виртуальная обучающая среда, сетевое образовательное сообщество. Интернет-форум хочу отметить. В 2015 году мы проводили интернет-форум как раз на такой же форум образовательный, образование общества, третье слово забыла. Там по линии дополнительного образования у нас более 22 тысяч респондентов участвовало вот в этом форуме. То есть я думаю, что как бы продвижение работы есть. Но, конечно, любой проект должен быть показателен, имеются критерии, это и практическая значимость, и внедрение новых образовательных технологий, и степень включенности участников. Все эти критерии у нас как бы показывают плюс, что да, проект необходим педагогам дополнительного образования. Ну, как результат, я уже сказала, 100% участия всех представителей. Что дает учащимся? Возможно, для самоопределения, саморазвития, самореализации. То есть по выбору он, пока те направления, которые есть, 6 направлений, но по выбору он может выбрать все. Возможности дальних уголков я уже тоже озвучила, участвовать в этих мероприятиях. Педагогические работники, обмен опытом, повышение педагогического мастерства и возможность совместной работы с учащимися. Для родителей это занятость в дополнительном образовании детей.
и доступность получения этого бесплатной образовательной услуги в республике. Проект мы представляли на уровне России. Это был 2015 год, тогда еще только было в апробации, но этот проект занял уже 2-е место. Дальше у нас пошел процесс реализации, как бы такой, практически уже были наработки, это подавали на лучшие товары и услуги в Республике Коми, получили диплом за высокие достижения в области качества, это с площадкой, ступени республиканской площадкой. Далее продвинули на 100 лучших товаров России, здесь мы получили лауреатов, значит, свидетельства, и также новинка, то есть в России это в системе дополнительного образования это новинка, то есть в школе, да, ведется такой, именно такой комплект, что и дети, и работают, а в дополнительном образовании, чтобы и дети, и педагоги совместно работали, и практически были показаны все аспекты, которые вот в кружочке были отмечены, формы работы, все были документально подтверждены, то есть это была новинка на российском уровне. Ну и сейчас, в 2017 году, в конце учебного года, проходил международный конкурс учреждений дополнительного образования детей и взрослых в рамках международной сетевой научно-практической конференции «Современный вектор развития дополнительного образования детей и взрослых». И там мы заняли диплом 1-й степени. Вот с этим проектом «Образовательное кольцо». В перспективе могу сказать, что сегодня на форуме представили новый проект, продолжение данного проекта. Это «На пути к открытию», поскольку у нас активно внедряется техносфера, открывается технопарк, открываются различные кванториумы. И следующий проект, который мы разрабатываем, это будет «Галактика звезд», где будут как раз в этом направлении педагоги и учащиеся именно по кванториуму работать. То есть вот еще одно направление добавляется. Спасибо. Благодарим. Вопросы по коллеге уже. Татьяна Александровна у нас постоянно делится опытом на всех наших мероприятиях, да, посвященных использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании. Спасибо большое. Последнее выступление у нас осталось. Игорь Анатольевич Муртазин расскажет о системе организации дистанционного обучения в университете имени Петерима Сорокина. Что? Только не Moodle. Moodle же, не Moodle все. А что там кроме Moodle? Про Moodle я рассказывать не буду. Он расскажет про организацию. Я говорю про организацию. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить о предложениях. После доклада мы обсудим, что мы с вами сможем записать в нашу резолюцию. Может быть, сейчас уже кто-то хочет высказаться по поводу предложений, чтобы время не терять, мы бы уже могли что-то записать. Я вижу, кто-то что-то там написал. Ну да, просто я тут написал, одобряем что это хорошо, но главное что-то еще... Министерство образования может быть порекомендовать как-то выйти с ходатайством, да, к ПАО Ростелеком, все-таки это Да, обозначили. это вот то, что мы обсуждали с что если у нас есть существующие каналы связи, да, то может быть ПАО Ростелеком как-то проявит свою, не знаю, социальную направленность, да, и какую-то инициативу, да, проявит гражданскую позицию, действительно, потому что, ну, во-первых, ПАО Ростелеком он действительно является госкорпорацией. Если государство само же не заинтересовано, то есть звучала фраза, что это коммерческая организация, нет, это госкорпорация, да, если госкорпорация сама не заинтересована в том, что образовательные организации имели высокоскоростной доступ, ну, куда мы тогда будем двигаться в дальнейшем? Цену снижать. Ну, цену, да, цена это одно, другой разговор, когда даже в Сыктывкаре, да, есть образовательные организации, у которых нету на сегодняшний день этого волоконного доступа, да, там, ну или хотя бы FTTX. Просто я, например, расскажу про такую проблему, да, что сегодня я пытаюсь создать на базе школы тот же самый сервер, на базе Windows, да, когда у каждого ученика свой логин, пароль, есть разграничение доступа, а не так, что дети там все, что хотят, то и делают. Плюс ко всему я хочу добавить туда и удаленный доступ, когда учитель, сидя дома, будет все, что захотел, там, зашел на сервер, там, закинул какие-то документы, презентации, еще что-то.
имея 4 мегабита в секунду скорости, это нереально. Это просто нереально. Да, и да, даже когда сидишь на уроке и дети начинают в Яндексе, там 10 детей пытаются найти что-то одно, все, вся машина висит, все висит, мы работать не можем, да, и никакие там ни 4, ни 2, ни даже 8 мегабайт уже не помогают. У нас в школе, например, ЕГЭ проходит, соответственно, камеры висят, оптоволокно проведено. Да. Мы подключились с Ростелекомом, вот те же 2 мегабита, просто не по DSL, а по оптике. Ну это смех. Но скорость она все равно не поменялась, просто стабильность повысилась канала, и все было нормально. А потом у нас пришло письмо с управления образования о том, что министерство вот, предлагает подключиться к мегафону. Вот. У нас 4G, мегафон до 60 мегабит в секунду очень даже душевно. Вот. Но если, конечно, одновременно все будут смотреть YouTube, конечно, ничего не будет хорошего. Не забываем про то, что на мегафоне там контент-фильтрации нет, как я понимаю. Это я обеспечиваю. Если все через сервер проходит, тогда да, другой разговор. Коллеги, кто присутствовал на секции, на конференции Инфокомитет 2016, там представитель Ростелекома клятвенно обещал за те же самые деньги, 8 тысяч, там, сколько в месяц, да, увеличить скорость в 2 раза. Владимир Борисович не даст соврать, кто и присутствовал, наверное, тоже. А что врать-то? Видеозапись лежит до сих пор на крыло. Кстати, можно им это... Нет, это решение надо обязательно записать Ростелекому, чтобы они выполнили свое обещание хотя бы увеличить в 2 раза. Ну, у нас было 2 мегабита, мы платили 2500. Я выходил на Ростелеком, спрашивал, а сколько будет, если повысить. Мне сказали, что до 100 мегабит, ой, дай бог не соврать, что-то 12 тысяч, что ли, в месяц. Но 12, с 2,5 до 12, 100 мегабит это круто, конечно, быстро, замечательно, но просто неоткуда деньги такие. Это мы запишем в нашу резолюцию, это предложение. Сейчас, пожалуйста, Игорь Анатольевичу слово. Добрый день, коллеги. Я еще раз скажу, что я говорю вот по теме доклада, да, заявлена система организации дистанционного обучения в Пекарском университете. Ну, конечно, систему обойти я боком не смогу, потому что они используются для этого обучения, но про системы конкретно говорить я не буду. Ну, начнем с такого слайда, структурная схема. Так повелось исторически. В 2014 году были вместе слиты 2 вуза, КГПИ и СГУ. И до этого они использовали разные системы. Если в СГУ была развернута система eFront, то в КГПИ была развернута система Moodle. И поскольку, чтобы не напрягать, вот в тот момент это было принято решение, чтобы не повышать напряжение среди преподавателей, решили оставить обе системы, ну и до сих пор не существует именно так. Это неудобно с точки зрения управления, обучения, но обе эти системы решают разные задачи, об этом я немножко расскажу. И в итоге мы выигрываем, я думаю, что выигрываем в целом. Ну, здесь кратко, Moodle это только база электронных курсов, там больше ничего нет. Система eFront используется по 2 направлениям. Одна из важных задач, например, для прохождения аккредитации, наличие рабочих программ дисциплин по всем предметам образовательным, которые есть в университете. Да? То есть порядка 6000 таких дисциплин есть. Вся эта база хранится на eFront. Ну, потому что он позволяет быстро создать, очень легко отслеживать наполняемость и так далее. То есть очень хорошо регулируется. И вот из моего опыта в 2014 году, когда мы готовились к аккредитации, буквально с 10% в сентябре, по-моему, в ноябре было 100% загружено РПД по всем направлениям. Стимулировали через eFront. То есть статистика выдавалась чуть ли не там ежедневно учебному отделу, ну и, соответственно, кафедры, преподаватели как бы понимали, что если они не показывают, то они знают, кто не показал, почему и так далее. То есть, мы с Игорем Анатольевичем по 1000 МКД загружали, да? Ну, было такое, да. Было это дело, сейчас как бы, я думаю, что больше такое не повторится, потому что это сейчас организуется именно так. И ежегодно они обновляются, как бы все уже настроено, все очень хорошо работает.
Ну и также eFront позволяет использовать электронные курсы, дистанционные курсы, то есть мы их там разрабатываем и используем. Так, ну это кратко. Нормативный документальное обеспечение, которое вот необходимо для реализации дистанционного обучения в федеральном вузе, это есть документы федеральные, это закон об образовании и порядок применения организациями, да. Порядок совсем новый, да, порядок применения дистанционного обучения вышел он буквально вот сейчас в сентябре. В августе вышел, в сентябре опубликован, 20 сентября. То есть я на последнюю дату, это точка, с которой я должен его внедрять уже в систему, да. Вот. Ну, пожалуй, наверное, здесь все. Ну и локальных актов, их много различных, и они еще и в разработке идут, поэтому они необходимы, без них невозможно систему развивать. Вот. Дальше. Каким образом курсы разрабатываются? И здесь нужно сказать, вот подход тот, который в университете реализуется. Да? Просто спонтанно курсы добавлять, как это было, например, во времена пединститута, я тоже руководил там системой Moodle, там это практически спонтанно все было, не регламентировалось документами, но это был 2009 год. Это было давно. Сейчас все четко регламентировано. Есть кафедра, отвечающая за данный курс, да, она дает подтверждение о том, что преподаватель готов разработать или уже разработал и готов разместить. Подтверждение документальное. Дальше есть заявка на разработку курса. Заявка выглядит вот так. Есть личный кабинет преподавателя у нас на наших ресурсах, да, и примитивно простая заявка. Направление подготовки, название курса, структура, какие группы надо подключить и срок обучения, бессрочный, либо там какой-то семестр. Все. Ну и указать систему Moodle, либо eFront. Вот для преподавателей никакого труда не составляет такую заявку создать. Направление подготовки дисциплины из списка выбираются? Да, там уже они загружены уже автоматически. Те, которые вот на сегодняшний день реализуются, те и можно выбрать только. Вот. В принципе, сделано почему? По такой простой схеме. Просто компетенция, понятно, преподавателя, она разная. В ВУЗе много возрастных преподавателей, они не готовы быстро работать. И поэтому никаких сложностей здесь мы не создаем. Ну и чем проще, тем, наверное, лучше. Ну и третий шаг, после того, как вот эти две вещи сошлись, есть в центре там администратор за системами, он создает курс уже с готовой структурой, в той системе, в которую было заявлено, создает логин и пароль преподавателю, подключает, если нужно, студентов, но на этом этапе вряд ли, это будет позже, когда уже в аудиторию преподаватель выйдет, и отправляет логин и пароль преподавателю для того, чтобы мог он наполнить систему, курс контентом, материалом. Наполняют у нас преподаватели самостоятельно. Нету службы, которая могла бы это за них сделать. Ну, я сразу не сказал, да, дистанционное обучение в университете в Тывкарском используется как поддержка образовательного процесса, а не как само по себе дистанционное. То есть по модели смешанного обучения. Да, о смешанном, да, именно о смешанном. Да, сейчас мы стоим на пути к тому, чтобы перейти все-таки на дистант, хотя бы какую-то часть заочников туда перевести, но это пока в рамках эксперимента работа ведется, и еще этот эксперимент в процессе. Вот. Ну вот, в принципе, вот 3 этапа. Все просто. Компетенция педагогов там повышается, квалификация, естественно, вот в 2014 году был проведен масштабные курсы повышения квалификации по работе в eFront. Это послужило стимулом к тому, чтобы в eFront появилось там порядка 300 курсов за полгода. Качество их было разное, были хорошие и остаются. Есть те, которые мы уже удалили, и они создавались как формально для галочки, не использовались более. Ну там проблема, наверное, больше в том, что учебные планы меняются. В том числе, дисциплины да. уже не актуальны. В том числе, да. Ну вот такие вот моменты существуют у нас. Дальше. Как внедряется система в учебный процесс? Это самая сложная часть.
курс создать, в общем-то, смотря какой сложности, смотря для чего, бывает, что очень просто. Ну, как преподаватели, многие, там, особенно возрастные, понимают курс как, по большому счету, электронный учебник. То есть набросали материал в PDF-формате, ну и считают, что это курс. То есть, на самом деле, это ведь не так. Все те, кто здесь находится, это понимают. Должен быть, ну, скажем так, момент, связанный с взаимодействием студентов, да, обязательно их привлекать, завлекать, там, общаться с ними через курс, системы контроля, успеваемости, качества, да, и так далее. Все это должно присутствовать. И вот с этой целью, ну, несколько разных способов стимулирования педагогов вообще использовать систему в своей работе есть. Ну, это стандартные методы, наверное, все знают это вот, финансовые, просто вот в виде премий, да, такое было и до сих пор остается. Есть бально-рейтинговая система, преподаватели, имеющие курс, он как бы имеет баллы какие-то и потом получает это в виде премий. Есть административные, там пишутся приказы о том, что вот такие-то курсы должны быть созданы, хочешь не хочешь создавай, такое тоже делается. Ну и есть методы стимулирования, отличные от этого. Ну, например, конкурс на лучший электронный курс. Участвует там немного преподавателей, но зато мы получаем контент, тот, который туда предъявляется, качеством во много раз выше, чем тот, который вот обычно используется в среднем. Да? И все-таки заявляется там, допустим, 5 человек вот поучаствовать, но это курсы отборные, интересные, на которые можно потом апробированные на большом количестве студентов. Да, апробированные. И преподаватели, которые участвуют, потом это все публично показывается, им, естественно, там за первые 3 места тоже какие-то там премии и призы. Ну, вот так. Проводится форум по дистанционному обучению. Есть, он сейчас называется «Инновации в электронной образовательной среде СГУ». Ну, 2 года подряд форум был. Лучшие практики, собираемся, общаемся. Во всяком случае, доводим до своих преподавателей лучшие практики, которые вот существуют. Что еще из таких стимулирующих вещей? Ну, дальше не стимулирующие, дальше система, естественно, поддержки вот этого вот внедрения. Обязательно нужно иметь консультантов. Ну, вот Марина Анатольевна, например, была таким консультантом одним из там, и несколько человек, те, которые владеют там и той, и другой системой, да, и к которым можно постоянно обратиться. Это раз. Это к ним обращаются люди, которые уже пришли и хотят. Дальше. Есть ресурс, электронная среда. Вот такой вот удобный ресурс. Он помогает и учащимся, ну, в данном случае страница, по-моему, для обучающихся открыта. Нет, вот она, для обучающихся. Здесь кратко инструкции, как зайти, куда зайти, что является логином, как сделать пароль, как восстановить пароль. Без этого, при том, что у нас обучается в системе примерно до 3000 студентов в год, ну, это могут быть разные, то есть каждый год одни ушли, другие пришли, да. С первым курсом мы вообще отдельно ходим по аудиториям в каждый институт, и вот сентябрь, октябрь, ноябрь месяц рассказываем о том, как работает система, как туда зайти, где что найти. То есть я лично хожу и общаюсь со студентами. Так и для преподавателей здесь тоже есть и нормативные документы, и ресурсы какие-то и так далее. То есть такой сборный портал, где собраны все основные ссылки, что касается дистанционного обучения. Кроме этого, существуют в обоих системах и в Front, и в Moodle обучающие курсы, на которые преподаватель может записаться. Они не ведутся кем-то извне, да, то есть если такая необходимость есть, организуются курсы повышения квалификации, на которых вот кто-то из нас занимается преподавательской деятельностью. И именно эти курсы мы используем. А так, в принципе, там собран основной материал о том, как быстро, как эффективно использовать тот же Front, Moodle в своей работе. Ну вот такие вот методы используются. Скажу еще такую вещь. Поскольку я говорю про 2 системы, это опыт, не знаю, уникальный, он, наверняка не уникальный, но в республике больше никто 2 системы не использует, это точно. В близлежащих районах, чтобы в одном учебном заведении и та, и другая были, это редко бывает. Они, как правило, в интернете, даже если вбить эти ссылки, они будут противопоставляться друг другу, и одни на других говорят, что да. И Front, он условно бесплатен, и мы используем ту часть, которая бесплатна. И, соответственно, она
ну, мягко говоря, слабовато по сравнению с Moodle. Ну, просто вот слова моего администратора, который занимается, там, нашего администратора систем, да, просто говорит, чтобы собрать отчет с фронта, я, говорит, все просто сделаю, там всего 50 таблиц, в которых там хранится информация. То с Moodle, говорит, нужны там недели, там 330 таблиц. То есть развитая система гораздо более сильная. Ну и это приводит к тому, что вот конкурс на лучший электронный курс в прошлом году показал то, что курс, сделанный в Moodle, технически, технологически, методически будет, ну, на порядок выше стоять. Там даже, может быть, и не один порядок. При том, что специалисты, которые создавали их, примерно вот технически одинаково вооружены. Ну, по своему уровню образования, да. То есть фронт не позволяет этого делать, но у него есть плюс большой. Там все примитивно просто. И преподаватель, который в информационных технологиях плавает и не может освоить, например, Moodle сразу, да, и фронт ему в помощь, и его можно использовать. Студенты, в принципе, работают и там, им, в общем, без разницы. Они очень легко адаптируются и видят именно то, что нужно видеть. Вот. Ну и тенденция еще такая, если в фронте изначально там было создано 300 курсов, а в Moodle, по-моему, первый год, в 2014 да, ну там сначала-то мало совсем было, а потом сейчас вот 150 курсов. Да, то есть он поднимается на эту же границу, и я думаю, что дальше курсы заявляются для изготовления практически 80% это Moodle. Ну, по понятным причинам я их объяснил. Хотя бы не хотели о нем слушать, но тонкости днем работы я как бы не буду обсуждать, да, все знают. Там тоже минусов очень много, и был у нас, например, опыт работы с 200 слушателей, по-моему, одновременно. Надо было за 3-4 дня проверить задание выполнения 200 слушателей с Курска, по-моему, это Курский какой-то филиал Российского университета, одного из федеральных университетов, да. Сложность... Да. Нет, я в Курске работал, там вот 200 как раз было. За 3 дня мне надо было проверить 200 заданий. Я это сделал, но система, в Moodle это происходило, она начала терять ответы и оценки. И, в общем, студентов-то это напрягает. То есть он выполнил задание, он уже видел, что он получил оценку положительную, он имеет сертификат о прохождении и повышении квалификации, и тут на тебе и пропало. То есть и с чем это связано, мы пока не выяснили. Причем для них была развернута отдельная система, она не была загружена больше, в общем-то, ничем. Она, ну, только вот эти 200 человек там работали в данный момент, и все. С чем связано? То есть я считаю, что там тоже есть минусы свои, но это все решаемо. В общем, потом нашли ошибки, убрали, все остались довольны. Вот есть такой опыт. Мне, в принципе, все. Спасибо. Спасибо. Если вопросы к Игорю Анатольевичу. А кто не взломал эти системы? Взломал? Да. И студентов нет. Нет? Да. Потому что я, когда учился в институте, в Moodle очень легко ответы находить. То есть вбиваешь в поисковик в Moodle, заходишь на строчку, ищешь ответы. Ну, как обычно там тестовые. Ну это может быть так тесты были созданы. Ну да. Смотри, кто как тесты создает. Вопрос там как создать. Я проходил их на раз-два. Я даже радовался, когда Moodle. Прочитали информацию, для себя получили, тоже полезно. Вопрос тут еще в том, откуда брался тест. Если он брался из сети интернет с готовыми ответами, и все там висит, то, конечно, когда вопрос по запросу, ответ будет. То есть, скорее всего, не из системы он попадал, а откуда-то там еще. Спасибо, Игорь Анатольевич. Так, пожалуйста, по предложениям у кого-то что-то, может быть, еще созрело? Можно? Нам все равно нужно было быстро уходить. Вот я думаю, что в принципе мобильное электронное образование, исходя из небольшой цены, рассматривать в больших школах индивидуальное обучение, а детки у нас очень часто очень проблемные на индивидуальном обучении, то вот рекомендовать использовать эту платформу для индивидуального. Причем, если мы знаем, что индивидуально где-то плюс 20%, я думаю, оно для школы и окупится за год. У нас эти дети очень часто не приходят, да, мы знаем, что и учитель, который имеет большую нагрузку еще индивидуально, вот можно. Спасибо. Еще? Вот мы тут
тут ряд предложений подготовили, конечно же, уже сами заранее, да? Озвучим, согласимся, не согласимся, может быть, что-то добавим. Знаете ли вы, что у нас вообще подписано соглашение между правительством Республики Коми и фондом Сколково? Нет. А оно подписано. Оно существует, оно подписано не только в рамках системы образования, да, но и вообще в рамках всех проектов фонда Сколково. Поэтому мы предлагаем, что вот в рамках этого соглашения организовать взаимодействие в рамках образовательных проектов и предусмотреть льготные тарифы для образовательных организаций Республики Коми. Поддерживается? Поддерживается. А второе предложение, вот у нас пара предложений касается портала «Открытое образование». Организовать на портале «Открытое образование Республики Коми» информирование о возможностях использования в образовательном процессе ресурсов организации партнеров форума, вот кто сегодня у нас присутствовал, да? Вы не против, товарищи? Нет. Партнеры? Кто вдруг принципиально против? Третье предложение. Для создания цифрового контента Республики Коми предусмотреть грантовую поддержку педагогов-разработчиков. Это вот о чем говорила нам Виктория Александровна. Четвертое. Включить ознакомление с возможностями создания и использования цифровой образовательной среды образовательной организации в программу подготовки будущих педагогов, да, то есть для студентов, и в программу повышения квалификации. Конечно, мы о многом говорим, но вот конкретно об этих программах, может быть, тоже стоит еще дополнить нам эту информацию. Пятое. Представить опыт лучших практик образовательных организаций, учителей-победителей разнообразных конкурсов в области разработки и использования электронных образовательных ресурсов на портале «Открытое образование Республики Коми». И, конечно, делать это на основе конкурсного отбора, да, то есть с обязательной экспертизой. Шестое предложение поступило у нас такого характера. Создать единую Moodle-площадку для организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий всеми образовательными организациями Республики Коми. Потому что на портале у нас там есть, да, дистанционное обучение, но там сейчас лежит площадка СГУ, площадка КРИРО. Вот если бы что-то единое мы бы с вами создали совместными усилиями. Про школы там информации совсем немного, да, мало. Нет, я вам скажу, сейчас многие школы, очень у нас развито дистанционное обучение в малокомплектных школах, но многие школы переходят на применение дистанционных, обучение с применением дистанционных технологий, а ресурсы-то, в общем-то, есть, то, о чем говорил Ефим, вот эти ресурсы были еще разработаны Центром дистанционного обучения инвалидов. Кое-какие есть, но их мало, но их можно использовать, в принципе, всеми школами. Ну вот мы обсуждали уже с руководством Республиканского центра карантинные образования. дни, предположим, да. По крайней мере, вот как минимальный набор хотя бы того, что есть. Давайте тогда сразу, может быть, и запланировать конкурсные мероприятия для разработки вот на этой модуловой системе для педагогов. Да. Ну вот, Андрей Борисович, продолжение того, о чем ты говоришь, мы переформатировали конкурс, правда, положение пока в разработке. Я думаю, может быть, университет поделится своим положением о конкурсе. Конкурс электронных образовательных ресурсов, использование электронных образовательных ресурсов ежегодный, который у нас уже на протяжении 5 лет шел. И мы сейчас его готовим вот именно по разработке цифровых образовательных ресурсов. Если есть предложения, мы сейчас продумываем номинации. Алексей, что там единственное, там у вас, видите, разработка электронных цифровых ресурсов подразумевается, что могут использоваться любые платформы. Да, любые. А здесь речь идет о том, что, наверное, имеется... Ну, мы так сужать не можем, наверное. Кто-то может быть в рамках этого конкурса кто-то еще и свои сайты использует. И на сайтах учителей очень много хороших толковых ресурсов. Может быть... Но они так и не соберутся. Да. Вот здесь-то вы соберете, Да, а там никто не соберется. Поэтому либо номинацию нам тогда отдельно делать. Так, хорошо, записали конкурсы по разработке электронных курсов. Еще одно предложение у нас было такое. Образовательным организациям активизировать участие в сетевом взаимодействии с целью обмена опытом по внедрению дистанционных образовательных технологий. Где будем организовывать это взаимодействие? Это вообще ну, это вот по примеру доп. Образования. Это как бы пример, у них хороший опыт ведь получается. Нет, ради Бога, простите, пожалуйста, я, может, что-то не понимаю. Что конкретно нужно сделать в рамках вот этого предложения, которое сейчас было сказано? Ну, честно говоря, сетевое взаимодействие активизировать. Если у нас пойдет сейчас сетевое взаимодействие в рамках метод объединений, которые организуются,
то, возможно, здесь и сдвинется что-то. Давай что-нибудь про метод объединения республиканских писать. Использовать ресурсы РМО, да, или как? Да, ну как бы или зарегистрироваться как минимум, да, максимально. Потому что про активизацию, в смысле, чаще, Ну, чаще тем такая самым тренировка, что сетевое взаимодействие. лопатой махать или что-то. Так, нет, Еще ну какие по предложения? По Ростелекому, Ростелекому, конечно, Ростелекому включаем. писали, Обязательно да? включаем, да. Еще Пусть какие выполняет свое обещание хотя бы. К тому же нам не надо много больших скидок, но хотя бы то, что обещали, пусть сделают. Министерство дало установку 8-10 предложений, у нас 8. Мы свою выработали. Вы дошли до квоты. Завтра приглашаем всех на пленарное заседание, которое будет в филармонии в 11 часов. Можно мы сегодня зарядим ваши печеньки, завтра не пойдем.